Так, все, в Ютубе. Короче, я вышел. ТикТок. Это у меня старый ТикТок, надеюсь, будут люди. Если не будут, переключимся на другой ТикТок. Ну, ТикТок чисто просто для тех, кто любит ТикТок, короче. Так, ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Ютуб я начал. Давно меня не было. Были кое-какие моменты. Наверное, начнем с этого, наверное, сперва, а потом уже дальше пройдемся. На днях была мысль у меня, у меня произошел инцидент, я не стал уже вытаскивать, да, инцидент у меня произошел с телефоном, получается. И, короче, я ехал на велике, короче, у меня наебнулся телефон. И вдребезги. И потом думаю, может все-таки закинуть это, думаю, это в эфир и сказать это людям, может там, если кто-то там реально есть за независимость Башкортостана, Татарстана там, или вообще там, чтобы вот этот контент, получается, продвигался, может как-то помогут там туда-сюда там скинуться. Потом, через какое-то время, меня озаряет мысль. Ну да, я же еще, когда был в Испании, говорил, вот надо купить казан за 350 евро. Только один казах только в ТикТоке написал, и все, он тоже написал, но никто, само собой, жопу не поднял, и все, эта тема закрылась. Теперь возникает вопрос. Почему я сразу с этого начал? Почему? Потому что я несколько дней не мог выйти на эфир. Вот поэтому я и начал с этого. И мен аңлап жеттім, что если люди не могут, получается, вот за все время, заметьте, за все время, да, ведь я никогда ничего не прошу. У меня каналы не монетизируются, ничего не делается. Мне это нафиг не нужно. Вам тоже, по идее, ничего не нужно. Вам тоже то же самое ничего не нужно. Лицемерие зашкаливает там высшей степени, лицемерие. Это же я своей инициативой вышел, как говорится, за независимость Башкортостана с Татарстаном. Никого же это не волнует. А когда что-то происходит в Башкортостане и Татарстане, там посадили за Куштау-Байрам, надо скинуться, огурчиков соленых, самогонщика туда-сюда, война идет, на войну надо скинуться, әбилерден ақша жирға керек, ты что, әбилер ақша беруге тиіш, что, урыс үшін, суғышқан кішілер, шунда бит кетіп баралар, Вот, понимаете, тут интерпретации до хрена, нахер. Куттағымнан, үстін, деген кебек, да хуя и больше. И мысль такая, да, озарила меня. Нахуя спрашивать, если получается, нахрен, поддержки, не то, что там телефон, кому нахуй сдался твой телефон сломанный, нахуй твой эфир нужен, нахуй тебе казан нужен, Тут люди, не могут понять, что, нахуй нужно не на эти вещи, по идее, скидываться, по идее, нужно поддержку делать во всем, но это я так уж, утрирую, троллю, так сказать, нужно, собирать на оружие, на оружие против Москвы, понимаете, Вот в чем прикол, Надо собирать на оружие против Москвы. Какой нахуй, Рустам телефона баталганында, Ну и что, Решай сам вопросы, он Казан керек екен. Сам решай, Казан керек екен. Сам решай, Вот в таком мире мы и живем. Вот в таком мире и живем. Я почему с этого начал? Я всегда вам говорю, как выходит какой-то, так сказать, косяк или какая-то хуйня, я начинаю сразу выходить на эфир. Но в этот раз я не смог выйти, потому что у меня реально не было возможности выходить. Есть у меня телефон, конченые телефоны, с них нереально делать, потому что, есть свои косяки, да. Вот, альхамдулилля, с милости Аллаха, как говорится, нашкреб, так сказать, на телефон, и я сделал телефон. Если кому-то, конечно, захочется вдруг там скинуться, можно было бы какой-нибудь ноутбук взять, там за 300 евро всего лишь, Это, грубо говоря, по 1 евро 30 человек 1 евро, это 300 человек, да, по 1 евро, 300 евро, да, или как я, правильно посчитал, нет? Короче говоря, мозги уже не шарят,
И вот получается, блин, можно было бы, блядь, вот этот мат, получается, мат-перемат получается, да, ведь, там в Ютубе говорят, ну, имеется в виду, через компьютер, когда выходит, вот как у Варламова, записывается, блин, чтобы как бы у меня шла выше монетизация, так сказать, чтобы мои ютубы, чтобы доходили до Башкортостана, Татарстана, до любой точки земли, сказать, до Японии. Даже не в этом суть. И самое, давайте вернемся к началу вопроса. До хрена чего говорю. И вот я подумал, блядь, как я буду это говорить, блядь, эфиру, которые даже не могут, блядь, палец о палец ударить, блядь, собраться, блядь, собраться. Вам, блядь, пиздят, блядь, Габбасов говорит, блядь, Айсин, кто только вам не говорит о том, что нужно нам собраться против Москвы, блядь. Какой нахуй тут, блядь, за 200 евро, блядь, телефон купить, понимаешь ли, блядь, понимаете? Нахуй надо, блядь, ему за 350 евро казан покупать, нахуя, блядь, ну нахуя ему это делать, блядь? Пусть сам вышкрябывает, пусть сам, блядь, какую-то движуху делает. Нахуй мы вообще нужны ему, блядь, или там, нахуй он нам нужен, блядь, нахуй. Ну и что он топит за Башкортостан или Татарстан? Ну и что с этого, блядь, нахуй? Ну вот как примерно вот эта логика мне в голову пришла. Почему? Потому что я это осознал после того казана. Просто как бы, ну, реально там мне нужен был это казан. Это не утка, блядь, который я кинул в эфир, блин, а это реальность. Я же вам в разных моментах снимал это, блядь, на улице говорил, так-то, так-то, процесс весь рассказывал, что, почему, зачем, блин, почему такой нужен вот момент, да, ведь. И потом, теперь вернемся к тому. У вас может возникнуть вопрос, а какого хуя ты тогда что-то... Вот, вам ответ сразу. Всем вот этим дегенератам, нахуй, уебкам, нахуй, всем ответ сразу, чтобы вы понимали, что потом мне, нахуй, не писали тут, ой, блядь, вот, ну, это он туда-сюда, блядь. 4 года мы здесь живем как беженцы. Вы что, вы понимали? 4 года мы беженцы здесь. Нам когда-то, если по черным работу находим, мы можем поработать. Мы не можем поработать нормально. Почему? Потому что, блядь, нахуй не дают работать, блядь. Там то поймают, то пугают, нахуй. Тут боятся, блядь. Тут очко у них, блядь. Ну, все сыкуны, блядь, нахуй. Все, кто приехал в Европу, особенно узбеки, нахрен, таджики, они пиздец, ебаный нахуй, блядь, становятся здесь народом сразу, блядь. От них нихуя, блядь, снег нельзя спросить у них, нахуй. Снег зимой спросишь, скажут, нету, нахуй, блядь. Вот они сюда, вот такие дегенераты едут сюда, блядь, нахуй. Когда они, нахуй, в пидорасию ехали, нахуй, блядь, любому узбеку, таджику, кыргызу, блядь, любую помощь мы ему оказывали. Вот я как, блин, нахрен, россиянин, так сказать, блядь, нахуй, в данный момент, блин, из Башкортостана. Я всем помогал, блядь. Машину на учет ставили. Вся хуйня, нахуй, блядь. А когда ты сюда приезжаешь на чужую землю, блядь, нахуй, кутаган, блядь, бірсіннен да ярдам yok, блядь, нахуй. Бірсіннен, блядь, нахуй. Шей сұрап болмайды даже, какой нахуй, блядь. Бүтін бірге оқша сұрайлар, блядь, нахуй. Или іш yok дейлер, блядь. Шунардан соң не туғанлар бұларға может, нахуй. О чем ты нахуй мечтаешь, Рустам, блядь? За 200 евро телефон тебе или казан тебе кто-то поддержит, или чё, блядь, нахуй? Все мои идеи, нахуй, которые я, блядь, озвучиваю везде, ищу, блядь, инвесторов и так далее, блядь, всего лишь воруют мои идеи, блядь. Воруют идеи, блядь. Недавно тоже звонил один Айзер, я же рассказывал вам, спиздил, наверное, мою идею. Он изначально говорит, я, говорит, не буду пиздить твою идею, нахуй. Все, потерялся, нахуй. Один хохол звонил, также потерялся, нахуй, блядь. Если вы помните, блядь, к одному нацисту ездил, хохол ебучему одному, нахуй, в Португалии, блядь, в Лиссабоне, блядь. Такая же хуйня. Поэтому, исходя от этого, я понял, блядь, нахуй, независимость Башкортостана и Татарстана нужна только мне, оказывается, нахуй. Вам нахуй никому ничего не нужно, блядь. Вот это я одну понял, нахуй. Вот как здесь вот узкожопые бегают по всему миру, нахуй. 1 миллион в Казахстан съебалось, 2 миллиона, блядь, в Америку съебалось, 3 миллиона куда-то еще съебалось, 10 миллионов, нахуй, хохлов проебалось, 10 миллионов русских, нахуй, с этой пидорасии съебалось куда-то. Им ничего не надо. Им ничего не надо. Вот в таком же положении и вы себя подставляете вот такое же положение. Вам тоже ничего не надо. Живете, похуй, Башкортостан, Татарстанда, похуй, ишке баралар, хойталар, ну, дунья, кюталар, дунья, кураралы, блядь. Им похуй, и вам не нужна независимость, блядь, нахуй. Вот реально я вам скажу, вот мне вот это доходит, блядь, вам не нужна независимость, блядь. Я просто в ахуе, блядь. Ну, потом еще вот поймете по комментариям, еще пройдемся по узбекским комментариям, блядь, там, да, хуя комментариев накидали. Насчет этого тоже еще поговорим. Вот сейчас прям
После этого, наверное. Вот поэтому, исходя от этого, я понял, что, блядь, вот этот, менің өзімнің ташвишларым, өзімнің проблемаларым, блядь, вот эти жизненные проблемы, оказывается, по идее, блядь, за азатлык и за что вот это все хрень, блядь, нахуй, никому не надо, блядь. Никому нахуй, блядь. Я понимаю, наверное, в глубине нахуй у Габбасова такие же мысли, блядь. У Айсена то же самое. У Кутаева то же самое. У 30 лет у Кашапова то же самое, блядь, нахуй. Они уже 1000 раз это поняли, оказывается, я так понимаю, блядь. Если я уже в течение, блядь, 3 лет понял, блядь, в течение 3 лет, это я понял, что вам нихуя ничего не нужно. Почему-то это только интересно, вот, блядь, что вы потом не говорили, что опять я где-то пизжу, блядь, нахуй. Им, знаете, кому только интересно, оказывается, независимость башкиртов и татар? Казахам. Все, вот бүтін дүние бойынша бір қазақтарға ғана біз керекпіз екен. Біз керекпіз қазақтарға ғана, точнее, біз емес, независимость наша. Независимость наша только нужна казахам, оказывается. Вот заметьте. И это не лицемерие. И это пахта коишмас, мама коишмас, кутыга, блядь, нахуй. Это очевидность, нахуй. Очевидность. Почему? Еще раз повторяюсь. За все время про Казан, про плов, нахуй, я пиздел. Почему пиздел? Может, кто-то очнется из узбеков, из башкиртов, на конце концов, из татар, блядь. Ну, плов-то узбекский, блядь. Я же, блядь, плов узбекский, я же не плов китайский продаю, блядь, да, допустим, пытаюсь, блядь. Нихуя. Очнулся только один казах, и я его сразу прокомментировал. Если не верите, по ТикТоку можете прошарить, посмотреть. И сразу я сказал, вот один казах написал, давайте скинемся пацану на Казан. И после этого все, нихуя, все потерялись. И этот чувак, ну, сказал, ну, наверное, мимолетно прочитал, подсказал и вышел с ТикТока. Я же не могу, как говорится, ему на шею броситься. Ой, блядь, брат, ты правильно сказал, туда-сюда. Я вам озвучил как есть. Поэтому, когда мы идем к независимости, башкиртмы, буламы, татармы, эрзем, мокшамы, блядь, нам надо объединяться. Получается, я понял, что у нас нет объединения. Не то, что там в Европе, блядь, везде нету объединения, блядь. Везде, блядь. Башкортстан bilan Tatariston ishida pохуй ularga, блядь. Ana artistlar kabi ko'ringlar, onda ishalar, tashalar, siyaylar, блядь. Narsakaydir ishlaylar, блядь, нахуй. Поют, блядь. Пьют, нахуй, орут, я русский, блядь, там я узкожопый, блядь. Ну, как это дичь происходит, нахуй, на земле, блядь. И тут появляюсь я, блядь, нахуй такой, блядь. Вот независимость надо, блядь, башкиртларга, татарларга, блядь. Вот понимаете, вот хочу это вкурить, втоптать им, блядь, нахуй, в мозги, блядь, нахуй. Аж прям вот так втоптать, нахуй, блядь, керсовыми сапогами, нахуй. Чтобы им дошло, блядь. Нихуя, нихуя, блядь. И похуй живут дальше, блядь. Понимаете? Поэтому, когда я эфиры веду, блядь, в оригинальности. Вот я собрался, вот оделся как есть, блядь, вот вышел из своей хаты, нахуй, блядь, так сказать, блядь, хата его можно точно назвать, блядь, в обезьяннике живу, блядь, если так подумать, нахуй, реально это тюрьма, блядь, в тюрьме живу я на данный момент, но только эта тюрьма уже сделана под общагу. Исходя от этого, нахуй, вот с хаты я вышел, блядь, и веду эфир, блядь, так сказать, и, так сказать, знаете, вот... По-настоящему, да, блядь, без лицемерия, без каких-то, нахуй, пафосных действий, блядь. Мне никто ничего не читает, мне никто ничего не написал, блядь. Мне никто ничего не оплатил, нахуй, блядь. Телефон не оплатил, блядь. Интернет, вот на последний интернет я вышел, блядь, сегодня, чтобы в конец месяца, я говорил же, экономить буду, и чуть-чуть останется, потом я эфир проведу. Не стал идти, блядь, вон туда, в ебеня холодный корабль, нахуй, потому что там очень холодно, здесь более-менее уж потеплее, блядь, вот сижу раздетый пока. Холоднее станет, оденусь. Вот примерно так, блядь. Поэтому, туганлар, блядь, если мы в таком темпе, блядь, мы никогда не уничтожим Москву. Никогда, блядь, нахуй. Никогда. Вот сюда еще добавлю, блядь, удивительные моменты, блядь, где-то что-то там роюсь в интернете, слушаю, что подготовить, что сказать, думаю. И понимаю одну вещь, что, блядь, народ, да, ведь, вот к которому вот ты относишься, допустим, я отношусь, допустим, если так возьмет, взять по национальности, узбекам отношусь я, вот отношусь я. Башкиртларга, татарларга, мана 3 менің миллятым бар, блядь, я отношусь к этому, блядь. Но из этих 3 наций я осознаю, вот от независимого Узбекистана, вот сейчас перейдем по комментариям, вы просто охуеете. Я понимаю, что в независимом Узбекистане, как говорится,
как бы живут, да, ведь вроде бы независимо, они так считают, но похуизм высшего пилотажа, блядь, нахуй. Теперь, почему я это говорю? Теперь вот это же интерпретацию мою, это, ну, это явная, как бы, ну, как сказать, блядь, нахуй, это правда, блядь. Эту правду переведем теперь Башкортостан и Татарстанга. Башкортостан, я уже 1000 раз об этом говорил, Башкортостан и Татарстан под Москвой. Также и Ичкерия, и Дагестан, все под Москвой. И когда независимые страны себя ведут, блядь, по-ебанутому, мягко сказано, блядь, после этого как, блядь, Башкортостан и Татарстанның маңқұртларын разбудить? Поэтому еще перевожу взор Казахстанга. В Казахстане что творится? Казахстан вот здесь прям в ухо нам долбит, вот в ухо долбят они, говорят, эй, башкортлар, власти из этой ебучей России, блядь. Прям в ухо долбятся, а от узбеков нет этого. Есть те, которых меня уважают, я их уважаю. Есть узбеки, которые подписались подо мной и так далее. Вот я их понимаю. Рахмат им огромное. Ну, и, блядь, 37 миллионов манкуртов, это пиздец, нахуй. Это пиздец, это армия, нахуй, блядь, нахуй. Я один, блядь, а там 37 миллионов манкуртов, блядь. Осознаю я, блядь. 99% манкуртов, блядь. 1% только нормальные вроде бы. И вот, исходя от этого, как может, блядь, 37 миллионов, блядь, которые не могут, нахуй, побороть своего президента, блядь, президента, нам пытаться что-то говорить, что Башкортостан от Татарстанга, как нам, блядь, взять независимость или что-то в этом роде, или там Ташинетер, не лезь, блядь, наши дела, блядь, мы сами разберемся, блядь, неразобранные люди, 37 миллионов еще не разобрались, как я уехал оттуда, блядь, и они мне говорят, чтобы я, блядь, в ебучей, нахуй, огромной России разобрался, блядь, один в одно ебало, блядь, разобрался, блядь, сука, Москвой, блядь. Шунардан соң, блядь, нахуй, бұл как раз таки из Корана, да, мунафикун, блядь. Еще раз повторить, да, лицемерие, блядь, нахуй, зашкаливает во все щели, блядь, нахуй. И это самое удивительное, блядь, нахуй, от узбеков, блядь. Я же вам постоянно говорил, блядь, это таджики, кыргызы молчат, блядь, пиздец молчат они. Вот пиздец молчат, блядь, я говорил, блядь. Тут получается, я 1 год подымал какой-то вопрос про узбеков, вот в этот раз что-то попались они, опять я поднял этот вопрос насчет их какой-то группы, какие-то ебаная группа, для меня она ебаная, блядь, имейте в виду, Бірләшкен Өзбек мухалифаты, құттығымнан нарры, нахуй, блядь, ну и что, блядь, нахуй, бірләшкенмісің, ажырашкенмісің, нахуй, да мне до пизды до вашей группы, блядь, если вы уёбки, нахуй, уёбки, еще раз, нахуй, вырежьте, блядь, и засуньте себе куда-нибудь в Узбекистан, Мирзяеву в жопу, нахуй, засуньте, блядь. Уёбки, нахуй, еще раз айтия-помеслярья, блядь. Там дохуя они, блядь, надо мной прикалываются, ну, сейчас почитаем. Если вы 37 миллион, нахуй, не можете снести, блядь, нахуй, в первую очередь был Каримов, не могли снести, блядь, нахуй, Андижан встал, никто не встал, блядь, Андижан встал, блядь, еще раз повторяюсь, блядь. И после этого, нахуй, вы что-то еще нам пытаетесь, блядь, что-то говорить, что башкирт, блядь, татар не может? Конечно, не может, блядь. Конечно, не может, потому что, нахуй, блядь, эту, нахуй, огромную, нахуй, зверь-машину Москву, блядь, разъебывать надо нам всем вместе, блядь. Всем вместе. И когда я говорю об этом, нахуй, и то, что вы, вот, всегда говорю, хуй с пальцем не надо сравнивать. Вот это, блядь, организация гребаная, нахуй, Бредамлик, Узбек Мухалифаты, которая, блядь, топит только внутренние какие-то свои, нахуй, блядь, бытовухи, блядь. Нахуя эту бытовуху выносить на обозрение, блядь, всему миру, блядь, нахуй. Ебитесь внутри, блядь. Внутри, нахуй нам это нужно? Демократическая какая-то партия, блядь. Нахуя нам она нужна, блядь? Нахуя, блядь? Мне этот человек скинул это, блядь, по хорошим убеждениям. Вроде бы, говорит, твоя тема, короче, может, вы там эфир сделаете вместе, туда-сюда, блядь, так нахуй, блядь, эфир с ними, блядь, можно сделать, нихуя. Исходя от этого, я к чему это? После этого я теперь опять еще раз повторяюсь, осознаю, вроде бы, в Казахстане есть тоже такие же, как Казахстан Олга, вот такие движухи есть. Много чего движух есть там в Казахстане. Понимаю, что именно уничтожение Москвы
В Узбекистане нет этой движухи. Вот и все, я осознал. Вот из 3 моих наций я осознал, что получается 1 минус нахуй. 1 минус. 2 только бороться. Значит, я буду бороться с 3 своими кровушками, так сказать, против, получается, Москвы только 2 своими народами, не с 3. Узбеки отходят от этой ситуации, они потому что у себя разобраться не могут, строят какую-то ебучую партию нахуй, хуйней маются, блядь. Да нахуй нам это нужно, блядь. Пока Москва есть, у вас никакая партия, ничего у вас нахуй не спасет, нахуй. Вот это вы должны понять. И все, прям кутилега такойлар, чунеп такойлар, блядь. И которые еще говорят, там прикол, блядь, я еще прочитаю это, блядь. Говорит, ты, говорит, хуже моей дочки, говорит, читаешь, блядь, на узбекском. Я для этого подготовил такую хуйню. Вот при вас я открою любой, блядь, нахуй, чтобы вы понимали, что такое, блядь, забыть язык. И что такое это печальная ситуация, блядь. Не знать, и как читается свой язык и так далее. Это я осознаю, это правильно, блядь. Но ты когда, блядь, живешь, блядь, с 98-го года, нахуй, в этой пидорасии, и я читаю, альхамдулилля, говорю на узбекском, я приятно, узбече я приятно, туда-сюда. И когда тебя критиканул узбек, что я хуже ее трехклассной, блядь, нахуй, в классе, в 3 классе учится дочь, ее хуже, нее я прочитал, оказывается, узбекский. Это о чем говорит? О том, что он, получается, блядь, нахуй, издевнулся надо мной, блядь. Издевнулся, блядь. Вы поймите одну вещь, блядь. Я с 98-го года не живу в Узбекистане. Не живу в Узбекистане. И то из-за того, что я узбек на какую-то часть, альхамдулилля, я пытаюсь произнести, так сказать, свои вот эти видения сбоку, так сказать, блядь, что узбеки страдают, блядь. Мне вот это главное, блядь. Мне то, что там я как произнес, это я считаю уже пиздец, это внутренний мир, ички дунья, блядь, рыться нахуй в моей внутренней, блядь, нахуй, в моем внутреннем мире, нахуя, блядь. Ты определенно, блядь, нахуй, ты пиши там, что за группа, туда-сюда был разговор, блядь, а не о том, что я хуево читаю на узбекском или хорошо, блядь. Теперь для этого я для вас хочу просто, я не знаю нидерландский язык, блядь. Для понтов найдем какой-нибудь сайт, блядь, зайдем, чтобы я вам прочитал, блядь, на каких буквах там, узбекские буквы там, или какие. Объяснить, что такое языковая, блядь, нахуй, вот эта система, когда ты живешь в другом месте, ты не можешь другой язык читать правильно. Почему? Почему? Чтобы вы поняли. Потому что, сейчас я объясню. Давайте вот любой, зайдем куда-нибудь нахуй. Допустим, блядь. Зайдем любой вот, сейчас куда-нибудь зайдем, блядь. Может, в Фейсбуке, я думал, какой-нибудь есть язык, блядь. Хуй знает. Нидерландский, какой-нибудь язык, блядь. Я не знаю, блядь. Просто для понтов, блядь. Как я его читаю, блядь? Допустим, да, вот, я не знаю. Ну, какой-нибудь текст нужен мне, блядь. Нидерландский текст нужен, блядь. Так, это я объясню потом, по комментариям пройдемся. Это я, понимаете, то, что, блядь, хочу сказать вам. Блядь, очень короткие тексты, блядь, сейчас. Где-то новости нужно прочитать сейчас. Просто у меня все здесь на русском, блядь. Так, мне надо что-то такое, блядь, на нидерландском. Сейчас, может, есть что-нибудь на нидерландском. Блять. Сейчас где-нибудь найдем нидерландский язык, блядь. Да, хуй его знает, блядь. Где найти, блядь? Вот в этих телефонах было, здесь нету. Здесь это, блядь, такой российский телефон. Так, нидерландские новости, давайте. Так, это я просто... Так, я вам сейчас объясню, для чего это я делаю. Так, нет, надо текст найти, блядь. Обычный текст, блядь, ебучий, на нидерландском языке, блядь. Как бы найти его, блядь. Не тот телефон просто я взял. Ну, потому что эфиры веду. Сейчас объясню смысл. Блядь, может, букинги есть, блядь.
Нет. Facebook, блядь, Инстаграм, может, есть. Сейчас я найду, сейчас. Я это принципиально сейчас я хочу вам это как бы продемонстрировать, блядь, как, почему, и расскажу до конца, в чем прикол здесь, в чем подвох. Так, сейчас новости, какие-то новости. Ну, вот, заходим, просто какая-то хуйня. Вот. Заходим, просто какая-то сим-карта. Вот сим-карта, какая-то в Инстаграме сим-карта продает сим-карту. Давайте я просто прочитаю как дичь, какую-то дичь, просто. Любая вещь, блядь, какой-то текст я вам хочу прочитать просто. Так, сейчас зайдем. Так, чтобы тому комментатору ответить, блядь, хочу просто. Когда люди пишут, блядь, текст, хочу просто текст какой-нибудь прочитать. Ну, много там не надо читать. Вот, допустим, вот какой-то текст вот, на нидерландском языке. Текст, смотрите. Да, нидерландский язык. Просто я его в душе не ебу, этот язык нахуй. Вот просто прочитаем, как оно будет выглядеть. Neem contact met ons op het Belsimpel team staat voor. Примерно. Читаю я klaar. Wil je zo snel, maybe snel, mogelijk antwoord op je vraag. Onze klantenservice helpt je graag met al je vragen, maar vaak is het sneller om antwoord te krijgen, или я не знаю, как это читается, via de persoonlijke orderstraaspagina of op onze informatiepagina's. Heb jij het antwoord op je vraag niet gevonden op onze klantenservice of informatiepagina's? Stel dan je vraag aan onze klantenservice. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk. Хуй знает, что написано, да? Теперь объясняю тому комментарию. Когда ты не живешь в стране, ты отходишь не то что от текста, блядь, альхамдулилля, от языка я еще не отошел, да ведь? Ты отходишь от того, что как оно пишется и как оно как бы читается. Проходит это. Это, блядь, нахуй, у любого такая хуйня происходит, блядь. Вот, допустим, уехал кто-то в Америку, все, он забыл свой язык, блядь. Потому что у него, у каждого слышно какой-то язык, блядь, другой, блядь. И употребление даже, я сейчас пока я даже этот язык не знаю, я вам прочитал, хуй поймешь как, да, ведь, допустим. И тут, получается, я с 98 года, блядь, уехал с Узбекистана. Прочитал, альхамдулилля, прочитал еще на узбекском текст, который должен был, ну, я эфир, который я сказал, да, озвучил, прочитал. И тут, получается, на меня наезд за то, что я, блядь, не умею читать, блядь. Да, любой, блядь, это вы поймите одну вещь, блядь. Любой так будет читать. Почему? Потому что этот язык, если у тебя не употребляется, блядь, вот каждый день, блядь, не читается. Вот, допустим, татарский тоже я, блядь, вначале тупил, блядь, когда я первый раз приехал с Узбекистана, татарский я не знал. Потом я его, блядь, выучил, так сказать, как выучил, блядь. Вот так, разговаривая, и учишься читать, блядь. Когда разговариваешь, учишься читать. И как произносится, ты понимаешь от разговора. Это всем касается. И после этого такие, я думаю, блядь, ну, комментарии странные, блядь, я считаю, блядь, это не месту. И разговор не об этом шел там, блядь. Разговор идет, блядь, о том, что за, блядь, вот эта партия или не партия, вот это бум, блин. Про это был разговор. Но мы сейчас пройдем по этим комментариям. И что я хочу сказать. Любой, кто живет в другой стране, он забывает свой язык.
Почему украинцы, вот в Португалии особенно я увидел, с кем я жил, у них дочка ходила в украинскую школу. Почему? Потому что украинцы прошарили тему, открыли свои украинские школы, чтобы человек, который учился на украинском в Украине, здесь изучал свой язык. А у кого-нибудь есть такая школа? Нихуя. Есть у узбеков школа, узбекская школа где-нибудь в Европе? Я не видел. Татарская школа есть? Я не видел. Башкирская школа есть? Тоже не видел, блядь. Нет таких школ, блядь. А у украинцев есть такая школа. Прикиньте, блядь, нахуй. Прикиньте, блядь. И потому что их дохуя съебало сюда, и им, блядь, выгодно открывать такую школу. Платная она, блядь. Платная школа. Но зато с украинским акцентом, с украинским, блядь, так сказать, подвохом. Поэтому, исходя от этого, когда люди говорят, что я не умею правильно читать, само собой, прикиньте, ну, не буду повторяться, долгое время ты не находишься у себя в Узбекистане, допустим, и ты не можешь правильно прочитать. Почему? Потому что твой язык уже по-другому уже мыслит, мозги по-другому мыслят, так сказать, блядь. Ты слышишь каждый день другие, блядь, языки и так далее. Допустим, для меня, блядь, прочитать, блядь, без ошибок, может, английский, блядь, или какой-нибудь там французский будет легче, блядь, допустим, блядь, чем узбекский. Почему? Потому что слова, которые, и плюс еще вдобавок, там ведь слова еще были, ебаный в рот, блядь, политические слова такие, которые сложные, литературные, которые не употребляются каждый день, блядь, как в пищу, хлеб, да, они не употребляются, вон, один раз я прочитал, все, нахуй эти слова не нужны даже мне, блядь. Я же с вами не говорю там, блядь, конституция, конституция, конституция. Вот так же я не разговариваю с вами, блядь, вот что-то в этом роде. Поэтому, когда люди пытаются найти, так сказать, грязь из-под ногтей, нахуй, ну, хотя бы что-то, блядь, с аргументами как-то доебываетесь, если уж на то пошло, блядь, с аргументами какими-нибудь, а тем, что я забыл или не забыл. Альхамдулилля, мен суляша билам, гапырляша билама өзбекче, нормально, блядь. Да, есть у меня акцент, но у меня 3 крови, ёпта. И то, альхамдулилля, я пытаюсь все языки говорить, блядь. Башкирт тілін білмеймін, я же сразу говорю, башкирт тілін х итеп сөйләшә белмеймін. Поэтому татар тілін білем, узбек тілін білем, урыс тілін білем, и еще вот эти несколько языков, которые вот в голове кружатся. Вот здесь есть там норвежский, немецкий, там английский, блядь, французский, хоть я его не учил никогда, нидерландский вот сейчас в голову заходит, блядь. Вот так как-то, блядь. Не говоря, что, блядь, португальский с испанским вообще пиздецкие языки, блядь. Понимаете, вот и это все в контексте получается каша, бурда, блядь, нахуй. И ты не знаешь, на каком, блядь, акцентировать, нахуй, свой язык, блядь. Поэтому общий язык, как сейчас вот только что чуть-чуть слушал Кутаев, два Руслана, блин, вели эфир, что-то закончилось, я поздно врубил. Они-то как раз-таки ему задали вопрос сейчас Кутаеву, а на каком языке будет Кавказ разговаривать. И Кутаев ответил, ну пока, наверное, на русском будем разговаривать. Он сказал, ну само собой на русском мы будем везде разговаривать, но другого варианта где вы найдете другой вариант? У нас только мы можем разговаривать башкирт, татар тілінде, альхамдулилля, будем понимать друг друга, казахлар билан будем понимать друг друга. Мы можем вообще в дальнейшем отключить, как говорится, русский язык, иншаллах, да, в дальнейшем, но от нас это невозможно отключить, потому что мы 40 лет, мне 40 лет, и мы не можем его, русский язык, это, блядь, выключить нахуй, не можем выключить. Поэтому каждый человек, как говорится, будет говорить так, как он может говорить, блядь. Альхамдулилля, мы говорим, и каждый вот этот язык дан Аллах Таалям билан келген ул. Аллах Таалям бермесе ул тілні, ул келіп шықпаса, орыс тілі да, қойдан келіп шыққан, значит, Аллах Таалям сказал, что был этот язык общий какой-то, значит, он пока есть у нас общий язык. Пусть он будет узбекским, пусть будет башкирским, мне разницы нету, пусть будет тем языком, который мы будем понимать. Пусть будет казахский язык, разницы нету. Любой один язык, чтобы мы понимали. А для этого, как говорится, опять-таки надо учить другой язык. Так что, как говорится, мы же с луны не упали, блин, чтобы другой язык выучить сразу. Вот мне, допустим, языки тяжело даются. В свое время как-то по молодости я успел чуть-чуть выучить норвежский с немецким, а тоже потом уже без практики забыл. Понимаете, альхамдулилля, узбекский вот без практики не забываешь же. Узбекский, потому что мой свой язык, татарский мой язык, башкирский я не употребляю, но почему?
Потому что башкирский, я считаю так, что если я знаю татарский, узбекский, это значит два в одном, это башкирский, грубо говоря. Ikisinde да приходят одинаковые слова, получается. Какое-то слове есть. Салам алейкум, Валя салам. братуха. Как? Ты? Нормально. В одном, получается, ага, в одном, получается, перебыл с пантологией. Получается, башкир тілінде сөздер бар, узбек тілінде, как бы отголоски идут на узбекский язык. А татар тілінде есть какие-то слова, которые отголоски идут башкир тілге. И таким получается, узбек белән татар тілін алсаң, башкир тілі келіп шыға. Понимаете? А если башкирт тілі белән казах тілін кушсаң, татар тілін кушсаң, үзбек тілін кушсаң, казах тілі келіп шыға. Но казах тілінде көп недедір башка сөздер, которые даже ни в узбекском не встречаются, ни башкирт тілінде не встречаются, и ни татар тілінде. Значит, үзләренең тілі бар. Поэтому, исходя от этого, у каждого есть свой язык. Вот казахский с кыргызским чуть-чуть миксовано, они что-то похожи друг к другу. Вот они друг друга легче понимают. Для нас чуть-чуть другие слова какие-то, слова есть, которые в казахском мы не понимаем. Вот как-то так. Как и здесь, допустим, немецкий с нидерландским чуть-чуть другой, норвежский чуть-чуть похож, данский, шведский, допустим, норвежцы с Швецией друг друга почти понимают норвежский, если я знаю, чуть-чуть уже немецкий я знаю. Вот так, как бы, да, ведь понимаете? Шнелле, арбайтен, там, туда-сюда, вот, типа вот так, блин. Но норвежский вообще левый язык, по сути, левый. Его сопоставление только со шведским и донской можно, датский, вот этот. 3 языка можно интерпретировать. А немецкий, вот с нидерландским можно, швайна, там, вот что-то в этом роде, блядь, шайзе. Вот только так, короче. По-другому, надеюсь, я ответил. Давайте сейчас вот пройдемся по комментариям и дальше пойдем уже по новостям. Мне просто убили комментарии некоторых людей, которые пытаются как бы меня в чем-то упрекнуть. Я просто поражаюсь. Поэтому что я хочу сказать? Я чаще почему на русском языке говорю и миксую, имейте в виду, миксую на своих языках тоже, потому что у меня здесь сидят, вон, брат дагестанец сидит, он не может понимать татарский там или там узбекский, поэтому мне приходится говорить больше на русском. В ТикТоке обычно сидят украинцы, и поэтому как бы мне нужно на русском что-то говорить, я же украинский не знаю, поэтому как бы вот как-то так. Но я не говорю, что весь эфир я могу там говорить на русском. Где-то если... Бывает такое, знаете, когда ты много языков знаешь, начинаешь тупить. Есть такой момент еще, блин. Допустим, у меня на выборе несколько, допустим, языков, да, ведь... У кого-то только один язык, а у кого-то много языков. Допустим, вот сейчас прошел брат чеченец, он знает 8 языков. Понимаете, у него вообще голова, наверное, блин, там, компьютер, блин. Исходя от этого, есть моменты, вы заметите даже по жизни сами, порой иногда, как один день же татарка сказала, вот, говорит, почему, говорит, татары не разговаривают на татарском? Потому что иногда, говорит, на русском быстрее разъяснить, чем на татарском. Представьте вот эти мысли. Почему так стало? Вот этот нәрсеге докапываться надо. Корень зла в том, что нам с детства засунули этот русский язык. Я же знаю Узбекистан. В Узбекистане до сих пор даже есть русская школа есть, узбекская школа есть. Одни шли в узбекскую школу, другие шли в русскую школу. Я русскую школу закончил, потому что она была рядом. Я же не буду ебашить куда-то, блядь, в узбекскую школу, если возле ворот у меня русская школа и русский садик. Я туда ходил, блин. И родители меня туда отдали. Я же не могу перепрыгнуть в 5 лет, нахуй, сказать, нет, дайте мне другой садик, блядь, узбекский. Я же не могу так сказать. И вот, исходя от этого, мы так осознали, что я туда ходил. И самое интересное, все узбеки, вот у меня тетя Наташа украинка была, да, мархуминда. Извиняюсь. Все узбеки приходили к нам домой, чтобы учить русский язык.
Понимаете? Дошкольное образование шло. 5-6 лет узбеки, дети приходят у нас постоянно репетиторство шло дома. Тетя Наташа набирала людей. После уроков они приходят, а кто-то, который вообще еще в школу не пошли, они приходят после детсада. Приходят узбеки, учили русский язык. Зачем? И все родители говорили: Россияga boradi ishlagani, Россияga boradi ishlagani. Понимаете? Поэтому они учили русский язык. Вот, представьте, косяк где был-то? Косяк у вас самих был, понимаете? Вы с детства уже, блядь, пытались в Россию ехать, блядь, с детства. Понимаете? Это ладно, я переехал, потому что я из Башкортостана, у меня корни из Башкортостана. Я переехал, грубо говоря, Узбекистан мой дом, где я родился, и Башкортостан дом, ну, так сказать, мамы и бабушки. Башкорт и татар ягым шундан менің. Мен онда қайттым, мен онда хочу мында қайтам, понимаете? А у чистых узбеков нет такого шанса. У узбеков есть дом один, Узбекистан. Получается, будьте добры, или вы там что-то делаете, или вы становитесь манкуртом, едете, блядь, Кёчачпыргана нахуй в Москву, блядь. Понимаете? Вот как, блядь, осознавать, если уж правду говорить, понимаете? Поэтому порой men O'zbekistonda bo'lganim uchun men qog'ozga o'rab gapirgim keladi, блядь. Ну, блядь, комментарии меня доводят к тому, что я должен расчехлить нахуй слова, блядь, и говорить правду, блядь. Ну, давайте, хотите правду слушать, будем правду говорить, блядь. Поебашим, блядь, по правде, блядь. Вот как раз прочитаем комментарии и потом пойдем по другим темам, блядь. Тут убийственные комментарии налетели, блядь. И я хочу понять просто по комментариям. Я же, как говорится, как-то другую реакцию ощущал, блядь, а тут реакция вообще другая, блядь. Вот давайте вот просто подряд я какие-то я скопернул, то, что я скопернул, то и прочитаем и подискуссируем. Где-то что-то. Давайте вот с какого-то момента начнем. Тут до хрена листов. Давайте просто прочитаем. Давайте вот один пишет, очень хорошо пишет, и я что-то ему и отвечал вроде бы. Давайте в расширенном виде ответим. Вот, на узбекском пишет, на узбекском я уж прочитаю. У Кягинам имена уж не буду говорить, я, как говорится, здесь позором не занимаюсь, просто я принципиальный человек, написали, ответил. Ukaginam, sen o'zing aytasan, ularni maqsadlari va ular yozgan so'zlarini tushunmadim deb aytyapsan. Tushunmagan bo'lsang, nega tushunmagan narsangni hammaga tushuntirmoqchisan? Ko'p partiyali, demokratiyali davlatda yashayapmiz. Bir nechta partiyalarimiz bor. Shularni safiga yangi partiyalar qo'shilmoqchi. Agar niyat xolis bo'lsa, o'zbek tilini yaxshilab o'rgan, chunki seni so'zingga ham tushunib bo'lmadi. Agar o'zbekistonlik bo'lsang, niyat vatanni rivojlantirish bo'lsa, qaysi partiyada bo'lish muhim emas, muhimi inson va oldiga qo'yilgan vazifasini vijdondan bajarsa bo'ldi. Смысл ясен. Короче, смотрите, они хотят, оказывается, вот этот бум, о котором я был разговор, хотят, оказывается, сделать какую-то партию, которая как бы МХХ, ПХХ, короче, такие были партии. В 2015 году я встрял в такую тему с этим долбоебом, грубо скажем, блядь, Улугбеком Бакировым, блядь. Этот Улугбек Бакиров, нахуй, в свое время, блядь, шароебился, так сказать, блядь, с Бахадыром Чариевым, блядь. Бахадыр Чариев Гандон тоже сидит в Америке где-то, блядь, и водит, нахуй, этот, как это, блядь, трак, блядь, ну, траковод, блядь. И они хотели снести Каримова. Бахадыр Чариев хотел стать президентом, блядь, нахуй, Узбекистана, блядь, понимаете? И потом, когда мне говорят, блядь, нахуй ты, если ничего не знаешь, нахуй ты лезешь, блядь, меня аж, блядь, это оскорбляет, блядь, я в ахуе, блядь. Если бы я не знал бы, я бы не лез бы, блядь. И еще раз повторюсь, блядь, если бы мне это, вот эта печаль Узбекистана была бы похуй, я бы не лез бы. Вот, допустим, мне же айзерам похуй, вот айзеров, турков, мне похуй на них. Я про них что-нибудь говорю? Нет, я говорю только про негатив про них, блядь. Хорошего ничего не говорю. А узбеклярникина мен пытаюсь, блядь, наоборот, их разбудить, блядь. Разбудить я их хочу, блядь. Нет, нахуй, они на своем, блядь, рабстве, нахуй, блядь, как жили, и они хотят в этом рабстве, они вцепились в это рабство. Мана башкар татарлар кебек, нахуй. Вот так, блядь, сука, не отдам, нахуй. Вот так они живут, блядь, нахуй. Вот у них Каримов, блядь, золотой был, срал в золотой унитаз, но зато узбек, нахуй, жрал, блядь, черный хлеб.
хлеб, буханку, блядь, с мусором и с крысиными хвостами, блядь, нахуй. Но зато Каримов хороший, блядь, нахуй. Сколько комментариев я заебался удалять, блядь. Пиздец. У всех Каримов хороший был, блядь. Золотой человек. O'lganni gapirib bo'lmaydi. O'lganni gapirib bo'lmaydi. Nahуй o'lganni gapirib bo'lmasa, nahуй Temurlanni gapirasizlar. Chingizxonni nahуй esga olasizlar bo'lmasa. O'lganni Karimov nima yaqinda o'lganini esga olib bo'lmaydimi nahуй. Karimov gandon bo'lgan. Eslab qo'yinglar. 37 million o'zbek eshitib qo'yinglar. Mayerdan kirib, mayerdan chiqmasin nahуй. Gandon bo'lgan. И всё, блядь. Boshqa yo'l yo'q nahуй. Karimov был гандоном. Имейте в виду, запишите, отрежьте и засуньте этот видео нахуй Мирзияеву жопу. Он второй такой же гандон, блядь. И я за базар отвечу нахуй. За базар отвечу, потому что, блядь, мне похуй мас, o'zbek xalqi pok'uy emas, boshqirt ham pok'uy emas, tatar ham, qozoq ham pok'uy emas menga, chechen ham, Dog'iston ham pok'uy emas. Пока Москва есть нахуй, menga hech narsa pok'uy emas, блядь. Имейте в виду, вот когда мы Москву разъебем, потом bilinglarni qilinglar nahуй, блядь. Ko'tinglarga sikib o'ynaysizlarmi bir-birlarini nahуй. Keyin nima qilinglar ichkarida, потом не нойте нахуй, блядь. Внутри хоть диктатуру устройте, новую, блядь, какую-то. Мирзияева уберите, создайте нахуй новую диктатуру и ебите в жопу друг друга нахуй. 37 миллион, ебитесь нахуй, блядь. Потом meni ishimam bo'lmaydi nахуй. Chunki Moskva bo'lmaydi. Tushunyapsizlarmi? Как вам такой, блядь, расклад, блядь? Понимаете, вы не можете понять то, что, блядь, нахуй, сейчас нам надо всем проснуться, блядь. Сменить эту ебучую власть, нахуй, а не партию, как он это пишет, партия. Nima degani, блядь, нахуй. Choriyev, блядь, нахуй, президентом хотел стать, а эти хотят партия bilan kirgisi bor O'zbekistonga. И nima qilyapsizlar? Nima anavi Sherzod Xo'ja haliga bir bola gapirib chiqqan, что он делает? Что он сделал, блин? А, еще забыл, я же добавить хотел. Если бы у меня наверху люди не сидели бы, вот наверху есть у меня как раз-таки родственник. Манкурт я его, вот он из того положения, блядь. И мне это, блядь, нахуй не стыдно говорить, блядь. Вот именно вот они, эти баратан, так сказать, блин, вот в этой системе. Жил в Каримовской системе, сейчас Мирзияевскую систему ведет. Вот, поэтому я и говорю. Я говорю, потому что, блядь, у меня родственник, нахуй, Манкурт, блядь, и в этой системе. Понимаете, блядь? Вот это мне печально, нахуй. А я другой, блядь, нахуй. Я другой, нахуй. Я готов уничтожить эту систему, понимаете? Мен бошкаман. А у ичкарада хапнул он, блядь, так сказать, блядь. Как башкорта, блядь, Хабиров, Минихановы хапнули. И он тоже хапнул и сидит тихо на жопе ровно. Депутат, не депутат, Оли Маджлис, не Оли Маджлис, там, посол, не посол, блядь, движуха у него своя, блядь, понимаете? Исходя от этого, я не из тех, понимаете? Я тот, который хочу разоблачить всю вот эту ебучую нечисть, блядь, нахуй. Донести людям, что вы неправильно живете, нахуй. Я дохуя что знаю, блядь. Вот вы недавно только сейчас тоже где-то услышал, блядь, ну его даже слышать не надо. Свет, газ нету. Свет, газ нету, блядь, нахуй. O'zbeklarda qani asha nima, mana демократlar, блядь, ёбаный демократmi, kim ular нахуй, вот это, как он пишет, вот это партия, ну, рожайте свет, газ, блядь, чтобы у меня в Андижане, блядь, газ горел вот такой, нахуй, блядь, зимой и летом, нахуй, и свет был, нахуй, не выключался. Qani meni qarindoshlarim nimaga qiynalib yashayapti, ha? Nimaga meni haqqim yo'q ekan gapirgani? 37 million tili katta bo'lgandan keyin gapiringlar, nахуй. Gapiringlar, блядь, в чем проблема? В чем проблема? Поэтому, вот так, если так посмотреть, Казахстан, блядь, оказывается, все-таки говорит, блядь. Казахстанда дух бар ekan hali. Дух бар ekan. Тоже, блин, конечно, не огромный, но есть, блядь. Лучше, чем в Узбекистане, блядь. Кыргызы тоже, блядь, в тряпку ушли. Таджикам вообще рот нельзя открывать, блядь. Nima gap bo'lmasa? Sizlar 37 million bo'lib turib, блядь, нахуй, наоборот, kichkina tojiklarga, kichkina qirg'izlarga yordam berish keraksizlar. Концерда концов, 37 million deb, блядь, aholini ko'paytirib, undan to'liq bo'lish kerak 37 milliondan, блядь. Они лохов растить, блядь, каримовских, блядь, пидорасов, блядь, вырастили, блядь, нахуй. Пол, блядь, Узбекистана это каримовские пидорасы, блядь. У yerda нормальный odam yo'q uni ichida, блядь. Или yarmi yana uni СССРские, блядь. А вот у меня дядя тоже СССРский, блядь. Даже сегодня, недавно услышал, знакомый сказал, блядь, он же, говорит, топит, нахуй, за Россию, блядь, нахуй. Представляете, мой дядя топит за Россию, блядь. Ёб твою дивизию, блядь. После этого что, как, блядь, разговаривать, блядь, с людьми, блядь. Так, идем дальше.
Я прочитал, да? Почему он так? И вот он пишет. Biz o'zbek xalqi barcha qo'shni davlatlar bilan tinch totuv do'st bo'lib yashash tarafdorimiz. Siz он говорит, типа, эти, ну, узбеки, получается, хотят жить дружно с соседями. Блять, жить дружно с соседями, это нахуй не означает сосать у Москвы, блядь. Вы же у Москвы сосете нахуй. Ну и когда вы говорите, вы имеете в виду не 37 миллионов сосут, блядь, а сосет президент ваш, блядь. Так, ваш, я правильно, блядь, ваш президент сосет. Вот как наш Хабиров с Миннихановым, такой же манкурт, блядь. Ушиндан кеген, блядь, вы мне будете втирать, что Өзбекистанда хамайок зор, блядь, нахуй, и мы, блядь, дружно живем с соседями, блядь. Sizlarni дружбелер соседи bilan nima qizig'i bor? Ichingda, блядь, dabdala bo'lgandan keyin nima qizig'i bor, блядь? Siz Rossiya haqida so'rabsiz. Biz hammaga ham ijobiy fikrdamiz. Lekin Rossiya politologlari Markaziy Osiyo davlatlariga yaxshi niyat bildirmayapti. Ana bildirmayapti. Shu Rossiyaga bildirmagandan keyin, если в Россию российские, блядь, этот пидорасы Соловьёвы, само собой, наверное, он намекал, что, блядь, точат нахуй, как говорится, нос в Узбекистан. Он пытается это объяснить нам. И вот это, как бы, эта сторона хуёвая. Конечно, хуёвая. Вот это мы вам и хотим объяснить, что, блядь, нахуй, сука, блядь, если мы живем нужада, как у нас говорят, нужада яшибес, мы пока живем в нужде, вы никогда не будете лучше жить. Вот это прям запомните. Пока мы в жопе, вы никогда не поменяете эту свою систему. Партия, ну хоть 100 ochinglar нахуй, qutag'im hech narsa almashmaydi. Пока Мирзияева вы не поменяете, я вот на этом буду стоять до конца. Odam bo'lmaydi O'zbekiston. Я 100 aytdim, блядь. Chollarni olib kelib qo'yib qo'shaveradi, блядь. Стариков ставят, нахуй, заебали, нахуй. Трамп старик, блядь. Мирзияев старик, Путин старик, блядь. Все старики, блядь. Че, Өзбекистанда, если вы до такой степени умные, если я такой тупой, нахуй, здесь, блядь, который не умеет даже на узбекском хорошо читать, блядь, тогда, блядь, поставьте из 37 миллионов какого-то хуя, блядь, свежего, блядь, 30-летнего, нахуй, президента, который, блядь, начитанный, как это, Кин, блядь, нахуй, Бурген Кин, блядь, вот это ж ёбаного, блядь, поставьте такого, нахуй, высшего пилотажа чувака, 30-летнего, нахуй, и пусть правит он, блядь, разруливает, создает вторую Европу, создает демократию, блядь, хуилер, нахуй, блядь, 37 миллионов, блядь, чтоб газ, свет был в Андижане. Всегда, блядь, 24/7, блядь, круглый год, газ, свет, вода, цивилизация, в конце концов, блядь. А? Хлинар, в чем проблема? Ваша партия, нахуй, сидит там в Германии, один пизденыш, нахуй, и что-то пиздит, блядь, нахуй. У него даже в группу зайти нельзя, у него все закрыто, блядь. Голосовые нельзя отправлять, ничего нельзя делать, нахуй. И они будут мне что-то диктовать, нахуй. У меня все открыто, пизду, у меня все открыто, нахуй. Мне можете в Телеграм написать, позвонить, телефон номера у меня везде стоят, блядь. Позвонить, в эфир написать, блядь, везде поговорить со мной, блядь. Найти общий язык, туда-сюда, блядь, решить проблему. Слабо, нахуй, блядь. А нашу движение Дегана, блядь. Движение это когда ты открытый во всем, блядь. Грубо говоря, только остается жопу открыть и дать нахуй. Но я не гей, блядь. Понимаете, вот в чем прикол, блядь. Поэтому самая открытость к народу, блядь. И это означает, нахуй, что у тебя нету кибера, блядь. У тебя нет высокомерия. А если у тебя уже где-то, блядь, не контачит, нахуй, значит ты уже хитро выебанный. Ты уже хочешь, нахуй, наебать в каком-то понимании, в каком-то случае, блядь, народ, блядь, встать на этот ебучий, блядь, пьедестал. Все же хотят, по сути, снести Мирзияева. Все хотят, блядь. Че вы мне сказываете? Все хотят снести Хабирова, вот мы хотим снести, Минниханова. Но от этого толка нет. От этого толка нет, блядь. Сносить надо Москву, блядь. Вот только тогда все поменяется, блядь. И Тукайки не будет, и всяких хуеплетов наверху не будет. Вот это. Поэтому самое интересное. Казахи, еще раз, похвалю их, поняли смысл. Где зло? Зло в Москве. Понимаете, они не церемонятся, блядь, нахуй. Муму не ебут, блядь. Они не ищут в себе где-то, блядь, под ногтями грязь, блядь.
Понимаете? И когда, еще раз повторюсь, блядь, когда говорят, блядь, если я ничего не понимаю, нахуй, ладно, пусть так будет, нахуй, я ничего не понимаю, но суть одну я понял, блядь, что такое плохо, что такое хорошо. В данный момент в Узбекистане хуёво, блядь, нахуй. Вот это я понял, блядь, нахуй. Если вам в этом хуизме хочется жить, живите. Проблем нет, нахуй. Вот я летом только в прошлом году сказал, остановил, блядь, после того нациста, блядь, украинского, нахуй, остановил, блядь, пиздеж про Украину. Сейчас поверхностно только про Украину говорю. Почувствуете? Вот так же я могу сделать и с Узбекистаном. Мне похую, блядь, вообще, блядь, нахуй. Ебитесь как хотите, нахуй. Живите как хотите, нахуй. Вас будут, нахуй, ебать в Москве, чмырить, нахуй. Да похуй, блядь. Понимаете? Вот к чему, блядь. А кто-то же должен об этом говорить, блядь, нахуй. Понимаете, блядь? Сами не говорят и нам не дают говорить. Вот шнагабубчика япта. Собака на сене. Сама не жрет, нахуй. Сама не жрет. И другим не дает. Потому что сено, блядь, собака не жрет, блядь, понимаете? Lekin Rossiya politologlari, dальше дочитаем, Markaziy Osiyo davlatlariga yaxshi niyat bildirmayapti. Okey. Keyingi so'rovingizga kelsak, bizlarni xalqimizni niyatini noto'g'ri tushunibsiz. Prezidentlik bu amal emas, bu nihoyatda katta mas'uliyat va hammani niyati bir bo'lib va partiyalarimiz bir bo'lib chiroyli davlat qurish. Блять, ovozlari kiyib bitdi, блять, нахуй, сuli. Вот mana shu so'zlar прям задевают, блядь. Prezidentlik bu amal emas. Блядь, amal emas. Ну, amal bo'lmagandan keyin prezidentni, значит, almashtirishga ham, блядь, amal bordir-ku. А? Президентni просто вот так, пук и, блядь, снести, блядь. А вы не можете. Чунки, блядь, Медведев короновал, блядь. Медведев короновал, нахуй, блядь, этого ёбаного Мирзияева, блядь. Попробуй снести. Попробуйте снести, блядь. Вот 37 миллионов узбеков попробуйте снести. Потом мы посмотрим на вас. Вот Иран попытался что-то. Иран. Все, заглушили. Тишина, Иран, тишина. Это белый бородач сидит на месте. Не уехал в Москву что-то, блядь, к Асаду. К Асаду не уехал он, блядь, что-то. А? В чем проблема? Давайте сносить нахуй Мирзияева. Блашеп. Вот это меньга, блядь, нахуй, хуёво, блядь, понимаете, блядь? Обид наш, блядь, нахуй. Partiyalar chiroyli. Я забыл уже о чем. Вот, как сказать, блядь? Давайте по полочкам разложу. Почему я эту тему, мне интересно, поднимаю я эту тему, блин, косвенно от узбеков отскакиваем Башкортостана, Татарстанга. Вы, как бы, это вы должны понимать. Габасов там или там еще кто-то, он не может такие темы говорить, потому что Габасов, он башкорт. Руслан Айся, он татар. Он не может, как бы, эти вещи говорить. Мин узбек болганом учен, я себе позволяю об этом говорить. Я, как бы, внутри, что творится, знаю. И это, как бы, я могу высказывать. И сопоставлять Башкортостан, Татарстан, и всем это относится, и Ичкерия, и Дагестан, и так далее. Вот в независимом Узбекистане внутри какая каша творится. Вот этот партии, которые они хотят сделать, и они думают, что они войдут в партийную линию и поменяют какую-то, нахуй, сущность власти, ну это идиотизм, блядь, я вам скажу, блядь. Навального, давайте возьмем этого Навального пидораса, блядь. Сдох, блядь. Как говорится, Максим, был Максим, сдох Максим, да? Или как говорят, блядь, нахуй. Вот этот, сука, Навальный сдох. Убили, блядь. Почему? Потому что, нахуй, блядь, он тоже, грубо говоря, был какой-то партия. Но он партию пока не успел даже создать. Ну, Навальнюшская партия, так сказать. Давайте так возьмем. И что она сделала? Что-то поменяла? Нет. Ничего не поменяла. Ничего. И она подавно, блядь, в Узбекистане, блядь, нахуй, когда идет коронация, блядь, через, блядь, не просто так сюда попадаешь президентом, блядь, нахуй, просто коронуешься, блядь, нахуй, не просто, блядь, тебя коронуют, блядь, грубо говоря, блядь, чтобы ты был президентом, блядь. В такой стране партия, блядь, нахуй, это то же самое, что дворник, нахуй, блядь, нахуй, какое-то предприятие, блядь, понимаете? Вот дворник себя как чувствует? Так же партия чувствует там себя.
она нихуя ничего не делала и никогда не сделает, блядь. Никогда, блядь. Если у вас будет оружие, партия о оружии, допустим, вот есть одно движуха с оружием, вот они, может, что-то порешать. Но вы их говорите, всех, само собой, мы говорим, да, ведь, сектантами, там, ваххабитами и так далее. Вот Андижан, когда вспыхнул, Андижан, когда встал, никто ведь, блядь, голову не поднял. А вот это тоже была ведь какая-то Джумана Мангани или кто там, блядь, партия была ведь какая-то, а? Они тоже хотели партию какую-то. А чё ж вы не поддержали эту партию, блядь? Такая партия вам не канает, да, блядь? Такая партия вам не канает, вам нужна своя какая-то из Германии, партия из Германии вам нужна, блядь. Или там Чариева, Бахадыр Чариевская партия, которая хотела снести, блядь, во сне, нахуй, блядь, Каримова, блядь, нахуй. Сидит, блядь, в Америке и хочет снести, блядь, нахуй, Каримова, блядь, с пьедестала, блядь, с золотого унитаза. Ну это же ебанизм полный, блядь. Это ебанизм полный. Так что, Дуслар, эта вся система, которую вы мечтаете, блядь, нахуй, это никогда не получится. Пока есть Москва, пока есть, блядь, вот эта вся хуетация в виде Мирзяева и так далее, вы никогда ничего не поменяете. Вот и все. Вы думаете, что он вам открыл дороги, там что-то сделал, подружились с таджиками, открыл границы с таджиками, с кыргызами, ути-пути. Но нихуя. Кузбоемачелик, это вот это шарлатанство, оно вот наяву, блядь. Шарлатаны так делают. Вот вас наебали и дали хурасхант. Хурасхант пососите, вот это чупа-чупс вам дали, вот и сосите, блядь. Дососете, блядь, потом, может, поймете. А пока нет. Еще кто-то пишет, bular hech qanaqa davlatga tajovuz qilmayapti, faqat mavjud konstitutsiya ishlashini deyapti, xolos. Qonunlarimiz mukammal tuzilgan, faqat amal qilishini istaymiz, xolos. Ana, видите, эта партия, оказывается, просто хочет порядок навести, внутри бардака, блядь, хотят порядок навести. И поэтому он взбудоражил, блядь, пол Узбекистана, поднял уши, там 1000 чем-то человек сидят в этом, 300 человек онлайне сидят, как будто что-то они решат, блядь. И сидят, жалуются друг другу, блядь. Блядь, нахуй, это дебилизм, блядь. Я вам скажу, это дебилизм. Почему это я говорю? Потому что когда Каримова тоже хотели снести, вот такая же движуха строилась. Они каждый день говорили, меня же заебало это, я до сих пор помню это, нахуй. Они хотели снести Каримова, они создали демократическую партию, вот это, блядь, у Узбекистана за рубежом, допустим. Они хотели и сделали голосование, блядь, за Каримова или за них, короче. Он голосование онлайн сделал под себя, блядь, хуй, блядь, Бахадыр Чариев, блядь. Хуйней маялись, люди хуйней маются, блядь. И самое главное, блядь, они тоже без оружия. Они тоже хотели снести Каримова без оружия, без ничего, блядь. Без крови надо. Как Габасов говорит, мы бескровно хотим, блядь, Москву уничтожить. Мы бескровно, блядь, хотим, нахуй. Вот просто вот так, блядь. Фу, и уничтожить они хотят. Охуеть, блядь. Сказочные долбоебы, блядь. Я что-то написал. Men partiyami yo'qmi bilmayman. Men Moskvani yo'qotishmi yoki sizlardan ham prezident almashami yo'qmi, shu menga qiziq. Shunday движение kerak. Boshqasi u sizlarning ichki ishinglar, bizga farqi yo'q. Вот, я вот так ответил ему. И он мне что-то пишет. Biz o'zbek xalqi barcha qo'shni davlatlar bilan, вот это он мне потом ответил. Tinch totuv do'st bo'lib yashash tarafdorimiz. Siz Rossiya haqida so'rayapsiz. Но это я уже читал, я вам дальше. Окей. Тому я ответил, bo'lmasa foydasi yo'q, ahmoqlar ekan, ерунда, короче, ответил. Кто-то пишет, конституцияni ishlashini ta'minlamoqchi. Еще раз повторяюсь, конституцию сменить невозможно. Невозможно. Как этот еще, блядь, Бахром, что ли, есть, блядь, Бахром, Манкурт, блядь. Бахром, Манкуртны, блядь. Бахром, Манкуртны, блядь, который, блядь, российский Бахром есть же? Москвич Бахром, deylik, блядь. Москвич Бахром, блядь, Узбек. Пидорас Башара Борку, блядь. Вы его даже поддерживаете, блядь. Он, блядь, топит, блядь, отвозит, блядь, за русский мир, отвозит, блядь, этим узбекам, манкуртам или кому, я не знаю, отвозит, блядь, еду. Нахуй, вы его кулеслар, блядь. Весь Facebook об этом жужжит постоянно. Я уже удаляю, нахуй, сука, откуда вылазит они, сука, блядь, вот эта дичь, нахуй. Бахром этот ебаный, нахуй. Манкурт ебаный.
Я, говорит, душой россиянин, я люблю русских, блядь, или что-то в этом роде, нахуй. И как будто бы защитник узбеков за рубежом, блядь. Юрист какой-то, блядь. Я в ахуе, блядь. Вы работаете, вообще не могу понять, нахуй. Вы на двух стульях. И Узбекистаном хотят жить, и российский паспорт хотят, блядь. И там хотят движуху делать, и там хотят движуху делать. Вы определитесь, нахуй. Если такая движуха была, меня интересовала бы, мен ичкарда отырардым, блядь, да, блядь, Украину долбить будем, блядь, охуенно, мы будем долбить Украину, блядь, Путин золотой, блядь. Вот так я сидел бы, прикиньте, блядь, это же ебанизм, блядь. Вот этот Бахром также сидит, блядь. Вот так же сидит, блядь. И вот эта партия ваша такая же, блядь, нахуй. Такая же, хоть из Луны выходите, разницы нету, блядь, понимаете? Пока вы не созреете, что Москва наш враг, и перестанете подметать улицы Москвы, вы нихуя odam bo'lmaysizlar. Odam bo'lmaysizlar. 37 million bo'larmi, 40 million qilasizlarmi uni, 50 million bo'lasizlarmi, farqi yo'q. Mol bo'lgandan keyin mol bo'lib qolaveradi. Mollikdan chiqish kerak. Я это вам пытаюсь донести, блядь. Я вышел с этого, блядь, грубо говоря, с этого дерьма 4 года уже. Я вышел, я, альхамдулилля, выскользнул от этого. Почему? Потому что я с 2015 года это осознал, блядь. 11 лет назад это я осознал, что мы живем неправильно. Но я, оказывается, до этого это видел и впитывал как губку, блядь. Армию я вам рассказывал свою, блядь, как проходила, как мое детство проходило, как меня унижали и так далее, нахуй. Называли, нахуй, Казбеком, блядь. Это же я вам рассказывал, блядь, нахуй. И вы по этим же граблям еще 1000 раз наступить хотите, блядь. И она tushunib yetib, men sizlarga доношу это. И вы, если интерпретируете в своем эквиваленте, типа, tilni bilmaydi, uni bilmaydi, buni bilmaydi, блядь, mana shunaqa хуйнялар bilan bo'ladigan bo'lsa, biz никогда мы с вами, как говорится, общий язык не найдем, блядь. Вот как вы в рабовладельческом строе как жили, блядь, нахуй, с коммунизма, блядь, как Туркестан ёбнулся, нахуй. Вот с тех пор вот вы живете в рабстве. И вы до сих пор рабы, блядь. До сих пор, блядь, рабы, блядь. Понимаете, блядь? Мы-то официальные рабы, а вы независимые рабы. Прикиньте, блядь, независимый рабское Узбекистан, блядь. Охуенно звучит, да ведь, блядь, нахуй. А shundan qutililar, chiqinglar, nahуй deyapman. Yo'q, блядь, yopishib olishgan, блядь, Россиyaga, пиздец, блядь. Пиздец, нахуй. Насусю, блядь. Не знаешь про узбекские оппозиции, не надо по-своему судить. Лучше не говорить тебе об этом. Да, лучше мне не говорить. Нахуй надо, блядь. Пусть ебутся в рот, нахуй, блядь. Пусть, нахуй, узкожопые выебут, нахуй, всех узбеков, нахуй. 37 миллионов. Попробуют пусть, да? Конечно, выебут. Нахуй мне говорить об этом. Пусть ебут, издеваются, нахуй. А, вот, до того комментария дошли, блядь. Ahmoq, san oldin maktabga bor, hech bo'lmasa o'qishni o'rtacha o'rganib ol. Voy, блядь, men o'qishni bilmayman ekan, voy jonim. Tavba, internet savod yo'qlarga ham minbar bo'lib qoldi. 3 sinfda o'qiydigan qizim tekstni sendan yaxshiroq o'qiydi. Savodsiz o'qishni bilmaydigan odamning fikrini kimga qiziq? To'g'ri, meni fikrim nахуй kimga qiziq, nахуй, блядь, нужно. Вы лучше слушайте своего Мирзияева, пиздуйте по странам, будьте рабами, нахуй. Вот сейчас он, блядь, вытаскивает вас из рабства России и скидывает вас в другие рабства. Там заключил с Норвегией, там с Европой, заключает договора с Америкой, вот скоро без визы будет узбекам. Вот поедете туда рабами, нахуй. Нормально, нормально. Индусы же ходят в рабском мире всю жизнь. Индусы, рабы по жизни, блядь, везде, по всем странам бомжуют, блядь. Вы тоже езжайте, нахуй вам в Узбекистане работать. В Узбекистане не надо вам работать, блядь. Узбекистан, пусть, блядь, там живут только, я не знаю, как один говорил, это типа офис мой, офис нахуй, блядь. Узбекистан мой офис, блядь. Узбекистан пусть ваш будет офисом, блядь, а вы будьте рабами всего мира, блядь, нахуй. Езжайте по странам, рабствуйте, нахуй. Если бы Башкортостан был независимым, я никогда не уехал бы. Башкортостаннан yaxshi yer yo'q. Понимаете? Башкортстаным, Аллаға шүкір. Башкортстанның урманлары, жиляклары, блядь, сулары, блядь. Это если вспомнить, кышлары, қарлары, блядь. Это же охуенно, понимаете, блядь. Башкортостаннан, блядь, лучше места нету. Я даже Татарстан не хвалю, потому что я там редко бывал. Башкортостан это охуенные места, блядь.
Поэтому, если бы мне бы государство сказало бы, пиздуй другое место, зарабатывай, не в Башкортостане, и ныне имея независимый Башкортостан, я бы не уехал бы. Потому что Башкортостанны келяжаге, безны қолда. Если мы не подымем Башкортостан, кто будет подымать? Американцы, что ли? Или, нахуй, армяне? Или кто будет подымать его, блядь, нахуй? Кто его будет дальше грабить, тот и будет доить, нахуй, но не подымать. Понимаете? А вы езжаете по всему миру, нахуй, собираете дань, как говорится, пиздюлей получаете, грубо говоря, блядь, от узкой общины, нахуй, блядь, садитесь по тюрьмам, сидите, молай болыңыз, блядь, нахуй, молайланып, раб болып, нахуй, дунья құрығыз, блядь. И потом, как шакалы, возвращаться домой, нахуй, там, или с деньгами, или без денег, нахуй, ищешь гарантии. Нет, ты вернешься домой, блядь, неизвестно, блядь, может, отнимут по дороге, нахуй, где-нибудь, нахуй, или там штрафанут, или что, блядь, нахуй, проебете деньги, блядь. В итоге, короче, едете домой, нахуй. Вот как здесь вот. Не дай Аллах такого никому. Украинец сбежал от войны и работал в Бельгии, вот здесь, в Антверпене, на порту, блядь, в Антверпена. И показывали недавно, бля, как по какому-то каналу я смотрел, настоящее время вроде бы. И вот он лишился то ли одной ноги, да, одной правой ноги. Раздавила машиной. Прям по нему проехала машина, остался без ноги. Все, он живет, блядь, как этот беженец, но еле как концы сводят. Все, работать не может. А человек бежал от войны и пытался работать. Вот тебе и на, блядь. Понимаете? Людей вынуждает война, блядь, уехать. А вас что вынуждает, блядь? Узбекистан что вынуждает уехать? Голод вынуждает, блядь. Блядь, жрать что-то надо ведь, да, ведь зарабатывать что-то надо. Вот что вас вынуждает. Значит, надо менять президента, а не партию строить, блядь. Президент тага, поманашься, блядь. Не надо искать, нахуй, кого-то, блядь, винить, блядь. Президента меняйте, нахуй. Шило на мыло, нахуй, не надо делать. Делайте нормальные дела, и все будет нормально, блядь. А этот вот, понимаете, умный человек мне написал то, что я не умею читать на узбекском там вообще. А кто-то хвалит, видите, вот один хватит. Qonunlar zo'r ishlamoqda, hamma muxoliflar davlatga qarshi ishlaydi, xalqni qo'zg'olganga chorlaydi. Вот кто-то написал то, что все вот эти, так сказать, псевдопатриоты, блядь, хотят, это, как говорится, разбудить народ, чтобы этот народ, блядь, как это, пиздел, как это, вот так вот. Это сосед подходил, думает, блядь, с кем я общаюсь, наверное. Эфир. Вот, намаз читают они. Руслан, ты говоришь на башкирском? Руслан башкир. Руслан Давлетбердин, потому что Башкортостан это Россия. Уф, блядь. Ну, комментарий я потом почитаю. Если что, тут этот, вы сами посидите. Люди уже намаз это Ишу читают вроде бы. Ну, я уже потом почитаю. Так. Ну все, я дочитал вроде бы. И вот, теперь, чтобы достоверно уже поставить точку над этим всем темам, и это уже не я. Это мы сейчас послушаем, как Алиф ТВ. Алиф ТВ порой иногда интересные вещи вытаскивает. Почему-то вот печется тоже про Узбекистан. Интересно ему. Как граждан Узбекистана обманывают государство. Давайте послушаем, чтобы достоверно понять вот эти патриоты, партийники, короче, что они хотят вообще от государства. Давайте посмотрим, вот что они хотят от государства и что они хотят сделать. Давайте вот послушаем, посмотрим. 36 человек в Ютубе, 4 человека в этом ТикТоке. Долго начинается сейчас. Грузит тяжело, видите? Ну, послушаем.
В редакцию Алиф ТВ поступило письмо из Узбекистана. Наш зритель из этой замечательной страны обращает внимание на непомерные сборы с населения за электричество со стороны государства, используя различные схемы. Приводим основные моменты из письма. У нас есть на самом деле такая большая проблема, о которой все молчат. В Узбекистане зимой цены на коммуналку увеличиваются в разы. И для маленькой хитрости устанавливается лимит на 200 киловатт, превышение которого приводит к увеличению стоимости за электричество почти в 2 раза. А после использования вами до 400 киловатт цена повышается еще в 2 раза. В результате народ платит колоссальные деньги за электричество, которое еще периодически и даже очень часто отключают. Хвала Аллаху за все, но над нами просто издеваются. Моя семья платит в месяц около $400. Это смешно, в то время как средняя зарплата, по данным газета.уз, составляет $511 в месяц. Охуеть. И то это преувеличено. Эта цифра далека от реальности. Они не дают нам ни нормальную жизнь в мирском, ни возможности получать религиозное образование. Об этом нужно говорить. Прошу вас осветить эту проблему. О проблеме завышенных тарифов за Я вот газ и освещаю. электричество нам сообщали и другие источники, которые приводили даже гораздо большую сумму расходов, например, за электроэнергию, чем указано в письме нашего зрителя. И по данным из открытых источников, зарплаты в Узбекистане значительно меньше, как объективно отмечает наш зритель. Вот, например, в Турции, которую тоже нельзя назвать государством, где есть сильная социальная поддержка, государство берет на себя определенную часть расходов населения за коммунальные услуги. К примеру, жителю страны поступает такое сообщение о том, что общая сумма оплаты за определенный период составляет 544 лиры 66 куруш. Это приблизительно $12-13. Государство с этой суммы погашает 308 лир 57 куруш. В результате абоненту необходимо оплатить только 234 лиры 9 куруш, то есть приблизительно $5,5. И это при том, что Турция не производит электричество и не добывает природный газ. Добыча и потребление природного газа в Узбекистане – это, конечно, отдельная тема, которую мы постараемся разобрать вместе с нашими зрителями. Вот. Чтобы потом я не был каким-то лицемером, пиздоболом, блядь. Вот вам человек написал с Узбекистана, и они это, как говорится, разложили вам по полочкам. А я это знаю изнутри. Блядь, как говорится, на звонке я знаю это, блядь. Что происходит в Андижане, блядь. Ежесекундно мне могут докладывать это. Поэтому я даже не узнаю сейчас даже толком, да? И вот после этого вот и думайте, что... я же вспомнил, знаете что? В 98 году, когда я переехал, я одну вещь осознал. Пиздец, вот это пиздец, это мои те воспоминания детства, 13 лет мне было. Я и до этого уже приезжал. В Башкортостане газ был пиздец, нахуй, безлимит, нахуй. Знаете, блядь, газа, ебаный в рот, блядь. Газ, тепло, блядь, ауылда, блядь. АГВ везде, блядь. Тепло, нахуй. Муншага утон яғасың. Мунша утон, блядь. В баню идешь, дрова топишь, блядь. Красота, блядь, нахуй. Свет горит, нахуй. Ничего не выключается. Свет не выключается 24/7. Газ всегда есть, блядь. Охуенно, блядь. Что еще надо? После Узбекистана для меня это был рай, блин. Рай, блядь. Понимаете? Когда ты в Узбекистане стоишь в очереди за хлебом черным, и ты его не можешь купить даже. Закончился, говорят. И все, ты остаешься без хлеба. А мука? Муки тоже не было. Муку вывезли из Казахстана. Казах оно. Почему в Узбекистане нет муки? Странно. Что же это было, блядь, а? Каримов, чё ж ты такой был пидорасом, а? Потом еще они говорят, Каримов хорошо был, блядь, хороший был, блядь. Мирзяев тоже хороший был, блядь, охуенно, блядь. В общем, если уж, блядь, вы хотите себя наебать в этом мире, себя только наебывайте, нас не надо наебывать. Нас не надо наебывать. Без как есть, мы будем все откровенно, все выкладывать, говорить, блядь, нахуй. И затыкать вы не сможете нас, блядь, нахуй. Без на пути Аллаха. На пути Аллаха мы только правду будем долбить и будем долбить жестко. Поэтому, исходя от этого, вот таких всяких гребаных комментариев и всяких этих я перевожу чисто вот с одной ухо зашел, другой вышел, блядь. Чисто так буду игнорить, так сказать, блядь. Почему? Потому что я не могу, так сказать,
закрыть глаза Узбекистану, имея корни оттуда, родственников и так далее. Я не могу. У меня, как бы, знаете, у меня выше это, чем ваши слова, знаете, это выше у меня. Почему? Потому что это моя кровь. Понимаете, я же не из-за вот одного какого-то комментатора я что-то объясняю или что-то говорю, а именно из-за того, что я оттуда. Я оттуда, и поэтому я хочу, чтобы мой народ жил, блядь, охуенно. Понимаете, вот только жить намаз начали. Сильно пока не буду орать. Жить, жить, да, ведь, в Узбекистане, чтобы народ стал лучше. Не так, что там в одном области, короче, как это, хаким грабит, короче, других, блядь, не грабит, одни грабят. Ну, по идее, конечно, там все грабят, блядь. Ну, имеется в виду, блядь, дисбаланса не было, чтобы все ровно было. Вот как в Норвегии. Когда-то я вам озвучивал Норвегию. Допустим, в Норвегии на севере и на юге в магазинах цены одинаковые были. И зарплаты одинаковые. Вот, допустим, 30 тысяч крон зарплата стандарт. 30 тысяч крон. А во Франции то же самое. Зарплата 1400 это стандарт. Как это Путин говорит всегда. Набор вот этот. Субнабор, блядь. Ихний пятитысячный, блядь. Как это бюджет. Деньги, которые бюджетные, блядь, забываю всегда. Лимит, блядь, людей, короче, месяц, блядь. В России, короче, лимит людей, блядь, оценивается 12 тысяч рублей. А во Франции 1400 евро, блядь. Есть разница, блядь. Это лимит, блядь, который прожиточный минимум, блядь, вспомнил. 12 тысяч рублей в России, блядь, а во Франции 1400. Это 140 тысяч рублей, блядь, прожиточный минимум. Охуенно, да, ведь, блядь? А в Норвегии стандарт, нахуй, 30 тысяч крон. Стандарт, блядь. Есть ниже, наверное, где-то, не знаю, но 30 тысяч это стандарт. Из него налоги снимаются и туда-сюда, и на руки где-то попадает 25. Это 25 тысяч, это будет 2500 евро. Че, хуево? 250 тысяч, блядь, зарплата, блядь. Нормально же? Ну, как говорится, у нас это только на войне можете 200 тысяч получать, и нормально. Дохнете, ну, получаете зато. Так, окей, давайте. Тут-то не так она перешла. Так. Теперь вот этот. Вот здесь очень перемешано. Пройдем дальше. Сейчас я почитаю комментарии пока. Люди намаз читают, поэтому и потом они, соседи, вместе читают. Так, что ты несешь? Я на своей газели за 20 дней декабря 370 тысяч заработал только на войне. Ага. Но это ты сейчас, Серж Лук, блядь, это ты сейчас так зарабатываешь на газели притом. Ты не у всех же газель есть. Ты на газель как ты напиздил? Откуда ты газель взял, блин? Туркмены они какие? Туркменов здесь тоже дохуя. Ну какие, блядь? Тоже он терпилы нахуй. Не могут своего, блядь, долбоеба поменять. Терпилы такие же. Путин только в чемодан срать умеет. Вот именно. Продуктовая корзина, да-да-да. Шакира. Как дела, я ничего не пропустил? Ну, чуть-чуть мы поговорили. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух. Да, из города Алматы. Да, ты всех тут сильно не блокируй. А где этого? А где Мухаммад Дагестанец? Тут его не блоканул. Так.
Руслан, насколько ты унижен? Руслана сблоканули? Если народ Ирана поддержит вторжение США, то это ускорит свержение диктатора. Вот именно, они же, видите, они замолчали или что они все, их заткнули. Погибель там. Где вы это рассказывали, где можно посмотреть? Не знаю. О чем там? Так, Израиль, Хаум. Великобритания и Иордания окажут армии США всю необходимую логическую и разведывательную поддержку в случае атаки на Иран. Мухаммад говорит, что в последние времена время ускорится. Сейчас смотрите, как время идет. Да не говорите. Я согласен, я не особо в этом разбираюсь. Так ты стратег вперед. Да. Так, вы тут сами. Заман үзгәрсә, сейчас действительно решает те, у кого оружие, как Ашара в Сирии. Шуны айтам бит инде, безгә нәрсә булса да корал кирәк. Вот нәрсә булса да, вот я вам еще раз повторяюсь, нам надо оружие. По-другому никак. Мы вот балаболим, и вот я порой думаю, да, о чем мы говорим, да, постоянно мы о чем-то говорим, а толку-то что? Толку-то что? Вот сейчас вот как раз еще новость, вот эту я готовил уже тоже прочитать, хочу вот. Твоя мать в тюрьме сгниет. Ну вот это я увидел сегодня. Почитаем. Командир заставляет новобранцев отозвать свои жалобы. В воинскую часть приехала проверка Минобороны, а в истории появляются новые пострадавшие. Я здесь предысторию расскажу, ну, ставлю свою. Это Уссурийск. В Уссурийске происходит эта херня. Короче, всех душар, ну так, блядь, солдат, новичков, которые на год или на два служат, сейчас на сколько идут служить? Год или два сделали, я не помню сейчас. В итоге, короче говоря, с Уссурийска, как говорится, упаковывают на войну. И я помню 2004-2006 год, тогда, помню, меня хотели упаковать в Чечню. Представьте, вроде Чечни не было, 2004-2006, или была Чечня. И вот меня хотели оттуда упаковать. Вот почему-то именно издалека упаковывают. Вот это я не могу понять, блин. С Уссурийска прям, сори. Прям с Уссурийска пытаются упаковать, допустим, в Чечню. Как это так, можно понимать, да? 2004-2006 год, отправка в Чечню, блин. То есть странно же звучит, да ведь? И вот как раз-таки вот здесь сейчас такая же тема. Не понял, что подписывает. 22-летний Насыров Денис был призван военкоматом города Миасса. Город Миас, как бы почему-то его в Челябинском сделали. Всегда я говорю, что это наши земли. И направлен для прохождения срочной службы в ВВЧ 16871 в поселке Сибирцево. Отправка происходила поездом из Екатеринбурга в Уссурийск. По словам матери, условия в поезде были тяжелыми. Отсутствовала вода, температура воздуха в вагонах доходила до 28 градусов, из-за чего после прибытия в Уссурийск значительная часть срочников была направлена на лечение в госпиталь. Да, так и было. Я когда тоже эшелоном ехал в 2004 году, у нас тоже очень многие заболели чем-то, блядь. Там дизик, мизик, вирус какие-то понахватили, блядь, пиздец. Прям там, блядь, короче, кого-то взяли, короче, кто уже все, пиздец ему. Там же обратно упаковали и домой. Отправили, все, комиссовали, короче, в том же месте. И как бы мы, когда спустились в Хабаровск, считайте, блядь, я не знаю сколько, то ли, не соврать, блин, 7 тысяч, то ли 10 тысяч с поезда слезло. 7 или 10 тысяч. Вот я помню, что такое, цифры такие вот. То ли 7 или 10 тысяч с поезда слезло. Потому что только наша рота была 150 человек. И вот эти все слезли, и там приехал штаб 5-й армии, блядь, штаб 5-й, генерал или хуй какой-то приехал в штаб 5-й армии, и всех построил на ЖД вокзале. И оттуда растусили нас на машины и забрали, блядь, в Князево-Волконку, блядь, нахуй, Хабаровский. Это ебучая деревня, блядь, нахуй, мотострелковые войска, блядь, нахуй, учебка, блядь.
И вот мы полгода там еблись, грубо говоря, блядь. Я ушел 57 килограмм, блядь, а стал 51 килограмм, блядь. Вот такой стал, блядь, Кощей Бессмертный, нахуй, блядь. Пиздец там. У кого, я раньше из своих эфиров тоже говорил, кто был 80 килограмм, они стали 60. Представьте, 20 кг скинули, блядь, пацаны, блядь. Это просто дурдом, блядь. Вот такая вот была каторга, блядь. И так что это я прекрасно это понимаю, те моменты, блядь, как это происходит. Именно в этих условиях усталости, жары, болезни и стресса началось давление. Со слов матери, руководящий состав под угрозами и обманом вынудил ее сына и других срочных подписать рапорт о заключении контракта. Рапорты были заранее напечатаны, ознакомиться с их содержанием не давали, на немедленной подписи. В случае отказа угрожали отправкой к границе зоной боевых действий и созданием невыносимых условий службы. Представляете, да? Вот в таком беспределе Башкортостан на Татарстан живет. А эта отправка идет из Миаса, нашего, наверное, башкирта или татара, через Екатеринбург отправляет. Ну, пиздец. Денис не сразу понял, что именно подписывает. 18 декабря 2025 года он смог позвонить матери и сообщить, что под давлением подписал рапорт, о чем сразу пожалел и попросил помочь защитить его права. Попытки отозвать рапорты результата не дали, рапорт об отзыве не принимают. Безопасный, но вечный контракт. Похожая история произошла и с Сергеевым Семеном. 8 декабря он был отправлен в тот же поезд со сборного пункта в Копейске, Челябинской области. Агитировать на контракт начали еще на сборном пункте, но там он отказался наотрез подписывать контракт. По словам Сергея, сразу после посадки в поезд началась повторная агитация. Учитывая, что у него есть медицинское образование, давление строили особенно активно. Ему обещали, что как молодого специалиста его не отправят в зону боевых действий. Говорили, что попасть туда будет почти невозможно. Якобы командира придется упрашивать, и максимум речь может идти о 2 неделях, после которых всех обязательно вернут. Дальше стандартный набор обещаний. Контракт предоставляли как бесполезный, безопасный и выгодный. Служба медицинской роте, возможность получить высшее образование за счет Министерства обороны, спокойное увольнение после окончания срока контракта и возвращения к обычной жизни. Сергею дали 2-3 дня, чтобы подумать, однако утром следующего дня его разбудили с прямым вопросом, будет ли он подписывать контракт. Я отказался и начали, так сказать, унижать мое личное достоинство. Типа, ты не мужик, ты хочешь, чтобы твоя мать взяла бронежилет, каску и автомат и пошла защищать родину. И под таким психическим, так сказать, давлением я сел подписывать контракт. Уже после прибытия в часть Сергей узнал то, о чем ему раньше не говорили. Контракт фактически не имеет фиксированного окончания. Возможность спокойно уволиться оказалась фикцией. Охуенно попало. История получила огласку. После первой публикации к истории отсрочек подключились публичные и надзорные структуры. Депутат Миасского городского собрания Анастасия Борисова обратила внимание на ситуацию. Уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова направила запрос военному прокурору Уссурийского гарнизона с требованием провести проверку. После выхода материала на E74.ru с журналистами связались с представителями Министерства обороны и заявили, что разберутся в произошедшем. Уже 2 дня в воинской части проводится проверка. Появляется надежда, что давление прекратится, контракты расторгнут, и виновные будут наказаны. Перед приездом проверки командование воинской части пытались оказать давление на ребят, чтобы они отказались от своих жалоб и обвинений. Один из командиров заявил одному из новобранцев, что если он не отзовет жалобу, то его мать в тюрьме сгниет. Мы продолжаем следить за развитием событий. Тут могу только добавить, еще тут дочитаю сейчас. Твоя мать в тюрьме сгниет, командир заставляет новобранцев отозвать свои жалобы. В воинскую часть приехала проверка Минобороны, а в истории появляются новые срочники. История о 130 срочниках, которые вынудили подписать контракт, набирает обороты. В воинскую часть в Уссурийске прибыла проверка, а к нам начали обращаться родители других новобранцев из того же поезда. И с каждым новым обращением становится ясно, это не единственный случай, а система, которая наркоманы выполняет план, а старший военнослужащий зарабатывает деньги, руша жизни молодых ребят. Ну, это нормально. Нехуй там, как говорится, вот таким образом, блядь, молчать или там что-то в этом роде делать. Это такая хуйня. Я же говорю, в 2004 году, 6 тоже было, блядь. В Чечню набирали нас, блядь. Я в ахуе был, блядь, нахуй. Какого хуя, блядь. И помню, там жесткий отбор был, блядь. То ли, блядь, нахуй,
по здоровью, то ли что, блядь, нахуй. Ну, короче говоря, кого отобрали, я не помню, но явно оттуда тоже отобрали, короче, и, наверное, отправили, я не помню, блядь, что там было, блядь. Ну, по крайней мере, я пронесло как-то, блядь. Пытались меня жестко это тоже, ну, к этому нести, как говорится. Уговаривали всех, короче. И вот прикол. Что хотел, блин, сказать? Вот эти, блядь, заборы, блядь, нахрен. Также и в Башкортостане, блядь, Татарстанда, блядь, такая же хуйня, блядь. Просто мы это не видим. Заметьте, блядь, это только, блядь, такие нытье выходят, блядь, только из русских регионов, так сказать, в кавычках, в данный момент, русских регионов. Заметьте, такой, вы слышали, что с Дагестана говорили, с Чечни? Вы слышали такое, что вот детей забрали? Я не слышал. Прикиньте, вот сразу, заметьте, блядь, где узкожопые, блядь, сразу вылазит такая хуйня. Понимаете, это Денис какой-то там, хоть и он какой-то непонятно, Насыров Денис, блядь, 22 года, непонятно, он татар, не татар, башкорт или там, да, он тоже, наверное, попадает под раздачу именно таким способом, что, блядь, нахуй, так сказать, он не из Башкортостана, понимаете, из Челябинска, из русской зоны, так сказать, в данный момент, если так озвучивать. И поэтому сразу это нытье поднимается. И самое интересное, несправедливость в свой адрес узкожопый сразу чувствует. Прикиньте, блядь, узкожопый сразу, блядь, несправедливость поднимает прям, пиздец, нахуй, балаган, блядь. А почему башкор, блядь, татар не поднимает, Дагестан, Чечен не поднимает? Почему вы не поднимаете? Почему, блядь, нахуй, и Бурятия не слышно? У Якутии не слышали, блядь, что такое было, блядь. Ну да, кстати, у Якутии где-то или где Бурятия слышали, блядь, то, что их, блядь, уже которых пошли инвалидов в тюрьмах, блядь, хуярили, блядь. Мы это озвучивали уже, да, ведь я что-то вспоминаю. Об этом мы говорили. А что тогда вот этих, блядь, душар, так сказать, блядь, только слышно из русской зоны, блядь. Почему нахрен из регионов, наших регионов, мусульманских, так сказать, регионов ничего не слышно? Понимаете? Почему? Почему не жалуются наши? Почему зона, блядь, Челябинска и Екатеринбурга только об этом поднимает вопрос, блядь? Почему рядом стоящий Башкортостан об этом не говорит? Что, Башкортостана так нету, что ли? Так не бывает, что ли? Странно, блядь. Дичь какая-то. Yo, give me lighter, man. But inside the offer, man. Ну, идем дальше по то, что я позакидывал. Ну, самое последнее, что я закинул, просто охерительная новость, блин, просто охерительная, ну, не охерительная в том понимании, жопа конкретная. В Турции расследуют убийство гражданки Узбекистана. В Стамбуле обнаружено тело гражданки Узбекистана из-за характерно полученных что-то. Убийцы узбекистанки, выбравших тело в мусор, поймали при побеге из Турции. Потом я там почитал комментарии туда-сюда. Ну, давайте врубим, я его даже не скачивал с Инстаграма. Если он не пропал, ну посмотрим сейчас. Если он не потерялся, блин. Вот его резко не откроешь даже почему-то. Ну, суть коротко расскажу. Я сразу захожу, как обычно, в комментарии, читаю комментарии. Муж со своим другом, что ли, тоже узбек, наверное, просто убил свою жену. За ревность или хрен знает за что, блядь. Короче, она туристка. Там сказано, кто-то, ну, в новостях говорится, что она туристка, блин. А те, откуда нарисовались туристы, все туристы, и получается непонятно, блядь, туристы, не туристы, блядь. А мы прекрасно знаем по Турции, как узбеки себя ведут там, блядь, охуительно нахуй, блядь. Когда я вам говорил, блядь, когда, блядь, в корабль, метро Тульская, блядь, в Москве, блядь, одни, блядь, трансы, блядь, наманганские трансы, я вам говорил постоянно, блядь. А тут в Турции, блядь,
Одни без штанов команда, как мой отец всегда говорил, блядь, без штанов команда, блядь. А здесь без штанов команда, нахуй. Узбечки едут туда. А, кстати, айзера тоже так же едут. Айзера, узбечки едут нахуй, блядь. Я помню, блядь, был в Стамбуле, и подсела ко мне какая-то азербайджанка, блядь. Говорит, к другу еду. К кому едешь? Я говорю, к другу еду. Вот так, короче, я понял, какой нахуй друг, блядь, нахуй. Потом мы когда-то я что-то эту тему где-то поднял, мне кто-то сказал, блядь, нихуя не к другу, нахуй, блядь. Узбечки, айзера, все едут подзарабатывать деньги. Поебаться едут, нахуй. Занимаются, нахуй, шлюханцы, блядь, нахуй. Вот такой хуйней страдать едут они туда. Они, нормальная женщина, одна куда-то на заработки из нормальной семьи не поедет. Да, если ей там 50 лет, нахуй, она уже 1000 раз пережамуж выходила, все, разведенка, блядь, может она, да, базара нет, претензий нет. Но молодые девчонки, куда вам вот Турция, да? Понятно, блядь, едут нахуй, джаляпчеликке нахуй. И это никто же не озвучивает. А чё же вы не озвучиваете? А чё же вы лицемерите? А? Почему потом мне гоните то, что я что-то где-то там гоню, не гоню, блядь? Почему же вы свою жопу не можете открыть? Стыдно, да, ведь, блядь? Стыдно же, блядь, что у вас, блядь, пол Узбекистана как шлюхи везде ведут себя. Не говорят, трансы, блядь, нахуй, в Москве, блядь, обслуживают русских, блядь, дают жопу свою, блядь. И еще, блядь, бабы в Турции дают туркам, нахуй, пёзды свои, блядь. О чем вы не говорите об этом? Давайте вернемся блядь, нахуй, к цели, так сказать, блядь. Хайрдан чкаяпты, что проблема? А чкаяпты от того, блядь, что Мирзияев ваш, блядь, ебаный, нахуй, говорит, езжайте туда, езжайте сюда, нахуй, блядь, нахуй. Там торгуйте, нахуй, жопой хоть как, нахуй, зарабатывайте. А сейчас же молодежь тупая, нахуй, как она может зарабатывать, блядь? Конечно, она или пизду будет давать, или мужик будет жопу давать. Вот два варианта, две дырки, блядь. Задний проход и передняя пизда, блядь. Вот этим и занимаются они, нахуй. Вот и все, это что, блядь, это нахуя это не признавать? Стыдно, да, все-таки? Ислам давалаты, стыдно говорить об этом, блядь. Понимаете, когда речь идет о том, что нахуй, блядь, какую-то хуйню сказать, блядь, вот индусы хуевые, ха-ха-ха-ха, ловить мы можем, блядь, ха-ха, ловить, блядь. То, что вот индусы мы сидим, ха-ха, ловим под индусов, блядь, но, блядь, нахуй, өзімізден тан алайлық, блядь, а? Мы тоже, блядь, нахуй, не лыком шитые, нахуй, блядь. Тоже есть, блядь, нахуй, гнохкарлар, блядь, а? Все, блядь, нахуй, не золотые, нахуй. Поэтому, когда начинается вот такая дичь, начинает, блядь, скрывать, а появляется, блядь, слышишь это, блядь, от русских, от кого-то, нахуй, в адрес мусульман, начинаются предъявы, и потом начинается, да, вот такой вот бывает, да. Эх, блядь, упустили где-то, нахуй. А чё вы упустили-то? Чё ж упустили? А кто вам дал упустить, а? Народ сам виноват, блядь. Чё ж упустили-то? Вот, допустим, Башкортостан, Татарстанда. Башкортостан и Татарстанда то же самое. То же самое, вы что думаете, все не так, что ли, блядь? Я всегда говорил, татарки прутся, блядь, в Турцию, блядь. Ебанутые, нахуй, блядь. Татар біткенміне, татар ири біткенміне, татарлар біткенміне, башқұрт біткенміне. Юг, Туркияда, блядь, кутакка мой, блядь, я не знаю, что ты намазал, наверное, кутагана, блядь, он, наверное, вкуснее, наверное, чем наш, блядь. Вот это я не могу понять, блядь. Че, у турков, блядь, лучше, блядь, хуй, что ли, чем наш? Объясните мне, вот, я не знаю, почему все такие, блядь. Как этот, помню, блядь, встретил, так сказать, уж плохо не буду говорить, все-таки она у меня товар купила, блядь. В Париже, блядь, продал товар я одной казашке. У казашки муж кто был? Курд. Муж был курд из Турции. Пиздец тоже, блядь, нахуй. Че, казах біткенміне. Приперлась в Париж, вышла замуж за курда. Нахуя, блядь, нахуй. Поэтому порой чеченский ход конем, так сказать, баб туда поехали, сюда поехали, не дают, блядь, покоя бабам, чтобы они вышли за другого, там, допустим, одна овца недавно орала, типа, блядь, я за русского выйду, блядь, любовь с русским, блядь, все, ебанули ее, нахуй, ищут все. Вот что-то в этом роде. Нам, наверное, тоже так надо начинать делать, блядь. Нехуй шароебиться по всему миру, блядь, давать свою пизду, блядь. Как вам такой, блядь? Вот как-то так, я думаю, контроль нужен делать, блядь.
Это вот у меня тоже вот дочь старшая. Вот у меня тоже такой же, наверное, вопрос будет возникать, блядь. Куда же она, блядь, пойдет, блядь? Меня нет рядом, блядь. Присмотра нет. Что будет? Хуй знает, блядь. Это у каждого такая болезнь, блядь. И надо это решать. Ой, блядь. Понимаете, дичь полная, блядь, в мире происходит. Поэтому, когда люди говорят о том, что мы думаем, что вот, допустим, да, вот, ну, про индусов тоже вот загружал сегодня. Можете посмотреть, ну, тяжело, блин. Вот, они поклоняются то коровам, то этим. Но здесь я уж не буду сильно это делать, чтобы опять меня... Вот, видите, они поклоняются какому-то чудовищу, так сказать, с членом, блин. И туда носят что-то, блин, непонятно что. Видите, вот. Вот это индусы. А наши, получается, по всему миру едут зарабатывать деньги. Понимаете? Ну ладно, хоть как индусы не склоняют голову, блядь, перед хуем. Сосуд только, блядь, наверное. Итак, вот что он делает? Чему она поклоняется? Сура «Женщина», 48 аят. Толкование Ас-Асади. Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные или менее тяжкие грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарища к Аллаху, тот измышляет великий грех. Всевышний сообщил, что если человек приобщает к нему сотоварища, то Аллах не прощает ему. Этого не прощает все менее тяжкие грехи, как малые, так и великие, кому пожелает, руководствуясь при этом мудростью и все прощением. Есть много факторов, способствующих прощению грехов, которые уступают по своей тяжести многобожию. Среди них праведные поступки, смывающие злодеяния, мирские трудности, искупаемые грехи, промежуточная жизнь после смерти вплоть до воскрешения, события судного дня, молитвы правоверных друг за друга, заступничество заступников. Помимо всего прочего, есть еще Аллах, который удостаивается как верующий, поклоняющий одному Господу. Но если человек приобщает к нему товарища, то он закрывает перед собой двери прощения и милости, поскольку праведные поступки не приносят человеку пользы, если он не исповедует единобожие и никакие несчастья не ускупают его прегрешения. А в день воскрешения у него не будет ни заступников, ни близких друзей. Поэтому Аллах сказал, что всякий, кто приобщает к нему сотоварища, измышляет великий грех, совершает ужасные преступления. Что может быть больше несправедливости, чем равнение беспомощного творения, созданного из праха и обладающего сторонними недостатками, не способным принести пользу или причинить вред ни себе, ни тем, кто ему поклоняется, не властного над жизнью, смертью и воскрешением самодостаточным Творцом, который обладает всесторонним совершенством и не нуждается в своих созданиях, который способен принести пользу и навредить, одарить щедротами и лишить благ единственный, кто одаряет творение благами. Но это, так сказать, весь Коран, 48 аят вроде бы я прочитал. Ну, как бы, я его наизусть не помню, но мне кажется так. Ну вот, понимаете, когда люди, получается, поклоняются всяким коровам, там, всем хуям непонятным, статуям, блядь, ну это же конкретный тупизм, да ведь, блин. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы верим в единого Аллаха, альхамдулилля, мы идем в таком понимании, что Башкортостан, Татарстан, Ичкерия, Дагестан и все вот эти наши мусульманские земли должны, как говорится, жить по исламу. Мы не будем, как говорится, вот этим торговать, так сказать, блядскими действиями, блядскими, как сейчас, понимаете? Поэтому нам нужно вот с этим тоже, как говорится, подходом подходить к народу, что вот эта вся дичь, которая происходит в Башкортостане и в Татарстане, нужно прекращать. Нужно прекращать, чтобы мы были примером тому же Дубаю. Этот же Дубай, блин, как говорится, он превзошел всех ожиданий, так сказать, да, ведь устраивает Хэллоуины, там, всякую дичь, короче, проводит там постоянно. Все, на все они открыли ворота, так сказать, блин. Они продались, да, продались. А мы, получается, из этого продажного скотского состояния не можем выйти. Мы в рабстве, мы не можем из рабства выйти, чтобы создать правильное государство, правильными действиями, правильными, так сказать, своими институтами, блядь, которые будут руководить всей этой, как говорится, системой. А нам дают как бы принудительный московский кнут, так сказать, и пряник, кнут и пряник, кнут и пряник. Но пряник это нету, блядь, только кнут дают нам, и все, сухой, блядь.
кнут. И все. И поэтому я считаю, что такая ситуация вообще, ну, во всем, да, вот этом, пространстве российском, так сказать, да, ведь оно не изменится, пока мы сами не изменим это. Вот мы сами должны изменить это. А чтобы это изменить, нам самим нужно сперва измениться, понимаете? Мы должны размышлять. Я не говорю, что вы физически что-то измениться должны, там, намаз надо читать, туда, это ваше личное дело, мне пофиг, что вы будете делать, там, хоть, как говорится, в уши долбитесь, Главное, изменить систему. Это значит, получается, после Москвы мы меняем систему, а во время Москвы и во время этого российского, так сказать, захвата мы не можем ничего поменять. Это и касается Узбекистана, Казахстана, и всем касается, это одно и то же. Получается, оно же не может быть такое. Трансформация, Москва уходит, мы расходимся, а в Узбекистане остается тот же диктатор Мирзияев. Оно же так не может быть. Оно же так и не работает, Или там в Туркменистане, или там в Таджикистане Имам Али Рахмон. Это же не может быть такое, понимаешь? Поэтому трансформация должна быть, Вот этот гребаный трансформатор надо починить, Вот сгорел, мне кажется. Понимаете? Чтобы это все сделать. Ну, что могу сказать? Вот самые такие впечатляющие моменты, да, я же говорю вам постоянно, вот заехать и зачем вот это, да, ведь, потому что не нужны. Ну, вот чуть-чуть послушаем. Рейд на магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Ну, понимаете, даже с ошибкой написано, до меня ошибки докапываются, а тут вот я увидел тоже рейд на магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. И вот такой видосик я вот сейчас загружу на магазине. Рейд на магазине. Это как на Украине. Вот. Это вот свежее. Вы там читали комментарии, там попадать можно по комментариям просто. Вот. Такие крутые, такие прям. Заходят, начинают шмонать каких-то мескинов рабочих. Вот. И как это можно мимо ушей пропустить? Я не знаю, это нужно быть до такой степени твердо сердцем, да, ведь таким пидорасом надо быть, и это не озвучить. Всех вот. И это происходит, как началась эта война с Украиной. Она до этого была, но она была такая, слабохарактерная такая. А сейчас жестко. Я это вижу с 98-го года, я знаю это. Я знаю, что такое шмон рынков. Я на рынке проработал, дохуя. Вот так упаковывали, да, вот так выносили. И тут, конечно, на узбекском написано, как обычно, сейчас я не умею читать, но попытаюсь прочитать, Полиция Санкт-Петербург va Leningrad viloyatidagi barcha 139 перекресток do'konlariga reyd uyushtirdi va 580 nafar migrant xodim politsiyasiga xabar qilindi. Короче, переведу. По Петербургу и Ленинградской области 139 перекресток были прошмонали, и 580 человек были направлены в ментовку. Huquqni qilish organlari xodimlari birinchi navbatda xodimlarning immigratsiya qonunlariga rioya qilayotgan-qilmayotgani bilan qiziqishdi. Ular shuningdek do'kon xodimlarining qonuniy ravishda ish bilan bandligini ham so'rashdi. Короче говоря, кто-то там спрашивал юридические какие-то узнавали, как они устроены там, официально, неофициально, тырым, вот это, Так, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari bugunga qadar 1300 tadan ortiq tarmoq xodimlarini tekshirishdi. Ular orasida 631 nafar migrant bor edi. 580 nafar chet ellik politsiya bo'limlariga olib ketildi va ularga ma'muriy jazo berildi. Axir bu qoidabuzarlik edi. 1300 человек было,
проверили, потом 631, среди них было 631 это иммигранты, из 631 иммигранта 580 из них, получается, ну, каких-то бездокументных, что ли, и их забрали, короче. Получается, охренеть, 51 только имеет документы, а 580 что-то не то с документами. Прикиньте, 580 без нормальных документов. И Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha bosh boshqarmasi Перекресток tarmog'i huquqni muhofaza qilish organlari nazorati ostida qolishini ta'kidladi. Politsiya do'konlarida profilaktik reydlar o'tkazadi. Ну, короче, это как информационная тема, короче, чисто такая, блин, кто-то заснял, кто-то отправил, кто-то прокомментировал. Короче говоря, суть в чем? Суть в том, что, блин, ваша, так сказать, узбекская диаспора или там узбекское правительство вас не защищает. Едешь, короче, в Россию, иди едь, лишь бы нахуй в Узбекистане тебя не было, блядь, нахуй. Съебись нахуй. Чтоб мы могли сидеть, блядь, в Узбекистане, править без вашей волокиты, блядь. Миямы сикмейля нахуй, тынч кулагым, тынч кулагым, тынч корным, или как это называется, блядь. Все, вот, в тишине сидеть будем, мозга не ебите, Мирзяев кайфует, дочка кайфует, нахуй, все, молчит, Андижан спит, все спокойно, Андижан спокойно, все, никто не восстал, тюрьмы не открыли, ваххабитов нету, все нормально, так, эти пидорасы пусть едут нахуй, в этот нахуй, в Москву работают, все, тишина. А вот вас ебут нахуй, 580 человек, блядь, связали, и что с этого? Понимаете, блядь? И поймите одну вещь, недавно мне это озвучили из Ферганы, человек, я общался, что с бумагами тоже хуево вам сделали. 1 год ты можешь проработать, оказывается, в России сейчас. 1 год ты работаешь, а 2-й год ты должен уже уехать. Только в 3-й год ты можешь приехать на работу. Вот такую информацию мне дали. 1 год ты можешь работать, 2-й год ты не можешь уже патент делать. Только 3-й год ты можешь заехать. Вот поэтому как бы смысл ехать туда, блядь. И что ты там за 1 год заработаешь? Я не знаю, не могу понять даже, блядь, нахуй, что можно заработать, блядь. Ну, допустим, пусть перекресток вам будет платить, допустим, 50-100 тысяч. Ну, 12 месяцев. 12 месяцев пусть будет, нахуй, ну, 1 200 000, да? Если по 100 тысяч, 1 200 000. Из них ты прожрал, допустим, на квартиру отдал там по 30 тысяч, короче, грубо говоря. Пусть жрачка и квартира 30 тысяч в месяц. И в итоге, блядь, 12, сколько получается здесь? 360 получается. 360 минус 360, и там остается, грубо я так считаю, блядь, 800, блядь. Грубо, 800 ты отправил домой. Ну, грубо, 800 отправил домой. И что? Если ты еще заработал эти деньги, блядь, нахуй, 800, блядь. Понимаете? 800 это получается 8 тысяч, грубо говоря, евро. 8 тысяч евро, блядь. Сука, блядь, вот сюда, нахуй, официально приедь, вот просто с визы или хуй его, неофициально даже приедь, здесь зарабатывают, блядь, 100-150. Но берут только узбеков берут, таджики берут. Вот я же метис, меня не берут, нахуй. Так что вот как-то так, нахуй, блядь. Так что вы сами своих найдете здесь. Я же не ваш, блядь. Так, идем дальше. Ну, это, конечно, это где, я не знаю, блядь. Тут опять идет захват, наверное. Ну, радость Сирии. Вот этот, который снимает, аж чуть не заплакал, вот этот. Сирийские спецслужбы выпустили на свободу 126 несовершеннолетних узников тюрьмы Аль-Актан, в которой они удерживались боевиками сирийских демократических сил, обвиняясь в терроризме без суда и следствия на протяжении 7-8 лет.
Некоторым из освобожденных только сейчас исполнилось 13-15 лет. То есть на момент заключения им было по 6-8 лет. 6-8 лет дети сидели в тюрьме, блядь. 8 лет, блядь. Ебанизм, блядь. А на том эфире, или когда там я делал эфир, блядь, когда я раздул разговор о том, что закинул видосик о том, что пулю засовывал Каримов детям 13-15 лет, все целовали жопу Каримову, блядь. Как можно понимать вас? А вам, наверное, вот такие ролики нужно было снимать, да, ведь в тех годах, когда был Каримов. Вот это такие доказательства болса, keyin sizlar nихуя ding bo'lardilar, блядь, нахуй, nихуя qilolmasdilar, to'g'rimi? Aytolmasdilar qarshilik, блядь. Karimov zo'rmas deyolmasdilar, а? Вы просто вот этого не видели. Вот этого вы не видели. Спасения не было в Узбекистане, поэтому вы не поняли смысл. Поэтому я говорю, что башкир, блядь, татарга, почему я это все связываю в одну кучу, блядь? Вы вот думаете, наверное, почему, какой хуй он весь мир разговаривает, говорит, и у вас клинит, наверное, порой, блядь. Смотрите, все эти вот эти действия, и почему в моих темах идут? Потому что вот эта справедливость, блядь, это раз. Второе, это открывание вам мозгов и глаз, блядь, что только таким образом Башкортостан и Татарстан, когда будет свободным, вот таким образом только мы освободим всех, блядь, Алсыновых, там, подобие их, кто сидит там несправедливости, блядь, даже узкожопых, любых людей, кто, блядь, там сидит, просто сидит, блядь, нахуй, не маньяки, нахуй, не убийцы, которых просто засунула вот эта система путинская, нахуй, вы думаете, что, блядь, там мало мусульман сидит? Там, блядь, нахрен пол Дагестана сидит, пол Чечни сидит там, блядь. Пол Татарстана с Башкортостаном сидит. Я лично с Татарстана знаю людей, которые, блядь, сидели и сидят, блядь. Поэтому, как бы, Башкортостан, да, такая же тема. Ну, про мусульман сильно не знаю. Вот в Татарстане мусульмане пизде сидят. Весь Хизбут Тахри сидит, блядь. Все вот эти, все сидят, блядь. Нахуя сидят? Я вам еще раз говорю. Когда Башкортостан или Татарстан будет, я вам в своих других эфирах говорил, блядь, сектанты, которые есть вот в данный момент даже. Вот я, почему я говорю, блядь, всем, блядь, нахуй, террористам, сектантам, всяким уебанам, блядь, которые даже что-то хотят в мире, что-то сделать, блядь, всем вам даже обращаюсь я, блядь. Москву ебывать, если вы придете, я с вами даже заключаю договор, блядь. Разницы нету, блядь. Мы вам тоже отдельно, может, землю выделим, блядь, ну, только нахуй. Жить будете спокойно, нахуй, без выкидонов, нахуй, блядь. Взрывать ничего не надо, блядь. Разберемся, блядь. Башкортостан и Татарстан будет иметь новые владения, новые земли. Так что там земли хуево туча, блядь, нахуй. Арашай да арашай, блядь. Поэтому на землях все мы влезем, иншаллах. Не будете, как эти, бегать, нахуй, по всей пустыне, как курды. Курдам там не дают, ни Турция не дает, нахуй, ни Сирия не дает. Выгоняет курдов, блядь, не дают землю. Кусочек земли курдам не дадут. Вы какого хуя? А мы можем дать всем. Мы можем всем дать земли, блядь, проблем нету. Но с учетом чего? Вы будете жить как сами по себе. Никого нахуй пиздить, воровать не будете, унижать не будете, в ислам сувать силой не будете. Жить будете спокойно, блядь. Спокойно будете, если жить, живите нахуй. Живите, блядь. Хизбут Тахри была самая. Я еще, да хоть кем будьте нахуй. Главное, живите спокойно, блядь, нахуй. Мозга, если вы будете ебать, будем вас ебать, блядь. По системе законов Башкортостана и Татарстана. Нам похуй, блядь. Нам не жалко земли, потому что все равно мы рано или поздно уйдем с этой земли. И с вами как бы не конфликтовать смысла нет. Вон в Афганистане, где только, каких только ячеек нету в Афганистане. Живут же, живут, блядь. Любят они друг друга, не любят, какая хуй разница. Живут, блядь. Поэтому, исходя от этого, я не против даже этих всяких сектантов. Почему? Потому что если у них мысль одна – уничтожить Москву. Если вы уничтожить Москву идете с нами, значит, в одну ногу идете, я с вами. Как говорится, вы с нами, мы идем, блядь. И потому что я дальше больше понимаю, что, блядь, нахуй, от манкуртов толка нету, от башкиртов, татар, манкуртов толка нету. Но если вы при оружии, при деле, так сказать, блядь, нахуй, лучше же с вами дела иметь, понимаете, блядь. Но договор только будет на нашей стороне. Как сказать, на нашей стороне? Спокойно, блядь, если вы захотите в дальнейшем обитать, жить, блядь, мозга не ебать, без взрывов, без нападений, без каких-то нацистских действий своих, блядь, ебанутых каких-то, блядь, шизанутых, нахуй, сектантских движений, то мы с вами можем заключить какие-то договора в дальнейшем, блядь. Но
Не вот это нахуй. Вот это нахуй нам не надо. Чтобы вы, блядь, нахуй где-то там кого-то поймали, ловили, держали. Вот нахуя детей держали? Я считаю, что это тоже вот эта система, вот эта сирийская демократия сил. Они удерживались боевиками сирийской демократии сил. Сирийской демократии сил. Это же, блядь, сектанты, блядь. Понимаете, блядь? Это сектанты, оставшиеся от Асада, блядь. Асадовская хуета, наверное, где-то там осталась. Но я как понял, да, мы же слушали недавно, блядь, как этот Аль-Шара, короче, начал захватывать, очищать Сирию, там, тут чуть-чуть Турция, тут он, короче, двинул, короче, в сторону угла, как говорится, угла Сирии, в сторону этого Азербайджана, Турции, угол Турции и Азербайджана, и угол Сирии. Они туда загоняют этих пидорасов, вот этих сектантов. Вот поэтому вот этой дичи не должно быть. И если эти, как бы, так называемые, они, как бы, может, и не до такой степени пидорасы, блядь, вот эти сирийские демократические силы, это, я думаю, это, так сказать, часть курдов, чтобы я не перепутал, часть курдов, я думаю, это перемешанных вот этой асадовской, системовской вот этой нации, асадовской нации, вот эти кулаклар, да, так сказать, блядь, полупокеры, нахуй, то ли они мусульмане, то ли эти, как это, блядь, уебки, короче, асадовские, поняли, да, смысл? Я не знаю, что за нация, асадовская нация, вот это, ну, ненормальные мусульмане, короче, не наши, короче. Ортодоксы, не ортодоксы, вот как называлось это слово, блядь, их не есть, название их. И вот, исходя от этого, вы должны понимать, что вот эта система, так скажем, давайте так, 78 или 76 течений, которые есть на Земле, которые даны нам познанием, так сказать, хадисов и так далее, все эти течения, они сами будут отвечать на том свете. Наша задача построить Башкортостан и Татарстан суннитским государством, суннитским, а не еврейским и не путиносовским государством. Построить суннитское государство. Исходя от этого, мы всех, как говорится, рабы Аллаха, видим всех одинаково. Даже евреев мы видим одинаково, как людей. Исходя от этого, если какая-то хуйня поднимается к подобию, блядь, в пьедестал, блядь, в виде евреев, нахуй, поднимает себя, ну сказать, блядь, нахуй, выше нас, все нахуй. Мы должны их посадить на место, блядь. Если вот эти секты, которые, блядь, Хизбут Тахри и так далее, они же тихие секты. Они же как бы никогда как бы к войне не идут. Это узкожопые их подводят к этой теме. Они их постоянно там теребят, трогают их. Особенно очень много Хизбут Тахри в Татарстане. В Башкортостане тоже есть. Вот эти хизбутики, короче, по идее, блядь, нам не враги. Нам не враги они. Понимаете, блин? Но в то же время мы не готовы к их секте присмыкать. Поэтому, как говорится, они сами по себе, мы сами по себе. Но из-за того, что они как бы выбрали этот путь, и в том числе они ведь татары, и башкортлар было, может, узбеков там, таких хизбутиков до хрена было, блин, на Мангане особенно. Вот исходя от этого, мы понимаем, они нам не враги. Они такие же люди, такие же системы у них. Просто у них вера другая, так сказать, вера тоже одна, но чуть-чуть движуха другая, так сказать, блядь, как Путлер говорит, блин. Поэтому мы должны, так сказать, мы их должны, знаете, вот, если по сравнению с узкожопами, лучше, как говорится, к ним должны относиться, чем узкожопым, вместе взятым, так сказать. Если вот нацик, возле нацика Хизбут Тахри лучше будет. Понимаете, Хизбут Тахри все-таки это наша кровь, наши, так сказать, какие-то мусульмане, так сказать, непонятного темы. Да вот эти суфии еще, вот эти суфии их тоже до хрена. Мне девчонка даже, до сих пор я ее знаю, суфии, она, чуть я не женился на ней, блядь. Когда узнал, что она суфи или как там, блядь, она какая-то, я сразу нахуй я ее откинул, блядь. Тоже не подходит, понимаете, вот типа такой, блядь. Ну, исходя от этого, короче, они же живут, вон она живет там, блядь, в Казани. Альбина, что ли, зовут ее как-то вот так, блядь. Живет же, блядь, нормально. Поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что мусульманские из этих 78 сект, хоть полуёбнутые даже, блядь, секты, нам не помеха. Нам помеха Москва.
Понимаете, нам помеха Москва. Поэтому внутри Башкортостана с Татарстаном мы с любой сектой найдем общий язык. Но под законом Башкортостана и Татарстана вы должны будете жить. Внутри ваша секта, допустим, да, так называемая, блядь, допустим, святитель Йогова, вот, узкожопые даже их гоняют. Святитель Йогова, тоже, пиздец, ебанутая американская секта, блядь, святитель Йогова, блядь. И тоже есть у меня знакомая такая, семейка знакомых, можно сказать, и тоже как бы их, я не скажу, что они нам враги, блядь. Нормальные люди, просто вера у них другая, блядь. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, они сами отвечать на том свете, блядь. Это не наша проблема. Не наша проблема. Поэтому мы должны поэтому понимать это с такой точки зрения. Если у них мужики вот этих из этих сект, блядь, есть против Москвы и пойдут, услышав, допустим, меня, нас, услышат нас и соберутся против Москвы, мы идем с ними, мы против Москвы с ними, потому что нам самих мало, и манкуртов собрать тоже мало, но они явно уже подточены под то, что они, как говорится, должны какое-то действие совершить. И у них действия, я считаю, блядь, все равно они против будут общего нашего врага, так сказать, против каферов, короче. У них система против каферов, ну как раз вуаля нахуй. Работайте, братья, блядь, работайте. Так что поэтому как бы мы эту систему как бы не должны изгонять из своих земель. Вот я к чему, блядь. Если даже в любом мире, блядь, они будут нахуй против, так сказать, против них будет весь мир нахуй, Башкортостан, Татарстан, я думаю, и Дагестан согласится с этим, и Ичкерия, мы не будем против их. Мы, ради Аллаха, мы не будем против них, просто они, как говорится, по своей ветке идут, мы по своей суннитской ветке, по ханафи идем. Все, вот точка в этом, по-другому никак. Но давить, сажать их. Почему я эту тему вспомнил? Потому что такие очень много сидят в России. Вот как Навальный, они сидят в очень плохих условиях. В Воркуте, вот всяких холодных Сибирьларда утаралар. Они в очень плохих местах сидят. Вот это меня угнетает. Почему? Потому что пусть он будет 1000 раз неправ в своем сектантском движении, если мы будем в суннитском своем движении будем правы, иншаллах, мы их переубедим отойти от него. Легче же это, как говорится, чем с узкожопами, понимаете? Все-таки кровушка-то наша, понимаете? Одашканлардан, и заблудшие, блядь, получается, люди, они просто временно заблудились. Они же родились уже, как бы, истинно, так сказать, татарами, там, дагестанцами, узбеками. Они родились этим уже, нашим кровушкой родились, просто Одашканлардан. Как разговор зашел же, еще одну тему вспомнил, как раз насчет надо было наезды же еще насчет этого было, блядь, вспомнил, блядь, пацана, которого отобрали, блядь, в Казани и закрестили. Там даже нашли претензию мне, блядь, прикиньте. Даже там в комментариях узбеки нашли мне претензию, блядь. Ну там хоть меня не чмырите, блядь. Блядь, позор, блядь, нахуй. Там-то что я виноват, блядь, нахуй? Я-то что сделал, блядь, нахуй? Я что, вашего мальчика взял и татарам, точнее, узкожопым отдал в Казани, чтобы они закрестили его, блядь? Я здесь сижу вообще, в Европе, я не при делах, блядь. Мне ушли просто кутарып гапрепман, блядь. И там даже я хуёвый, блядь. Вот понимаете, людям вроде бы пытаешься нести добро, блядь, несешь добро, а они даже в этом добре тебе найдут изъян, и тебя выставят пидорасом, блядь, в оконцовке, блядь. Ну, не будьте такими долбоебами, я вам скажу, блядь, заебали уже, нахуй. Вы смотрите в корень, блядь. Почему так сказал я, блядь? Зачем это вообще раздувается? Почему вообще раздувается, блядь, тема, блядь, вот этой ксенофобии, нахуй, против иммигрантов, блядь? Какие-то, нахуй, ебаные, нахуй, нацистские движения. Почему мальчики забирают? Почему украинских 700 тысяч детей спиздили? Об этом же вам я тоже говорил, блядь. Крестоносцы, забрали крестоносцев, 700 тысяч, зачем забрали? Вопрос, блядь, зачем у живых родителей в Украине забрали в Россию, блядь? Рабство, создать рабских людей, создать рабских детей.
чтобы потом эти дети обратно воевали, убивали своих отцов в Украине. Охуенно, да? Прикиньте, ребенка забрали в 5 лет, допустим, да, с Украины, а родителям было там, допустим, 30 лет. Возвращается через какое-то время этот манкурт, украинский манкурт, в Украину убивать своих родителей. Но им уже в это время будет, видите, 60, а ему будет 35. И вот прикиньте, блядь, он едет за путинский мир убивать своих родителей. И он встречает на какой-то ауле своих родителей. Сынок, говорит, блядь, родители ему, это же ты, что ли? Ты, наш манкуртик, блядь, который попал в рабство, нахуй, в Россию, блядь. Ты нам пришел с автоматом, убьешь, да, родителей? Он скажет, да, я зомби, нахуй, я убью вас, блядь. Понимаете, вот такая система, блядь. А тут то же самое, нахуй, понимаете? Узбека забрали, крыстанули, блядь. И никто жопу не поднял. Ну, если вы такие герои, блядь, из 37 миллионов, скажите тогда про это, нахуй, ёпта. Нахуй во мне претензию искать в этом. 37 миллионов поднялись за раз, хуякс, нахуй, поднялись, сказали президенту своему, если вы за партию голосуете, блядь, партийный, ебаный в рот, блядь. Как вспомню партию, блядь, вспоминаю коммунизм, блядь. Вот партийники, нахуй, встали, нахуй, и сказали, вернуть этого крестоносца узбека обратно в Узбекистан. Че, из 37 миллионов некому отдать ему, чтобы его воспитали? До конца концов, блядь. Если отец в Узбекистане, вы пишете, отец же в Узбекистане, ну, верните отцу ребенка, блядь. Очхомас. Хлеб-то найдете, наверное, ему, блядь, с тарелкой плова, блядь. Ёпта. Это вот странно, вот, понимаете, всегда я озвучиваю во всех, блядь, поймите еще раз повторяю, блядь, в корень надо смотреть, блядь. Как всегда меня в детстве ругали, зреть надо в корень, блядь. Вы тоже зрейте в корень, блядь. Намагами бугапны котарапчхиятпан, блядь. Не просто же вас издевнуться я поднял это. Мне нахуй издеваться над своим народом, блядь. Мне наоборот, блядь, стыдно, блядь, нахуй, что над вами издеваются люди, блядь. Я вот это хочу пресечь, блядь, чтобы вы были гордыми, не издевались над вами, блядь. А вы, наоборот, как чмошники себя ведете, блядь. Я не могу понять вот это, блядь. Поэтому нужно конкретно размышлять таким образом, что каждое вот это движение вот в этом образе, блядь, в тюремном образе детей, взрослых, разницы нету. Это, вот сегодня, кстати, Осечкина слушал, блядь, ГУЛАГу нет, блядь, ГУЛАГ, блядь. Это Россия ГУЛАГ, вот Сирия ГУЛАГ, блядь, это демократическая партия ебаная нахуй. Почему? Потому что, как это кто-то сказал, адолат, кто-то там, ну вот это вот. Нету вот этого, знаете, блядь, как это, честности, блядь, вот этой искренности нету. Все лицемеры, блядь, боятся нахуй, блядь. Лишь бы, блядь, до меня не доебались, лишь бы, давай я буду промолчу, пусть меня не видят, не слышат, я тихо посижу там, вот так в кустах нахуй посижу, закончится, я вернусь, блядь. Нахуй, блядь. Вот, ты вообще нахуй тогда живешь, блядь, если ты вот такой посиделкин, блядь. Как мне один братан сказал, ждуны, блядь, нахуй. Хохлы ждуны, блядь. Или, короче, я же жил, блядь, в Париже с одним ждуном, и мы так поняли, ждуны. От чего это я взял? Короче, я, когда уезжал, ну, один день, блядь, из дома вышел, у него я жил. Ну, вы видели, наверное, где я жил, блядь, где я снимал, блядь, у хохлов я жил, блядь, в Париже, в ихнем доме. Снимал, короче, комнату, я думал, а там койко-место, короче. Койко-место я снимал за 300 евро. Ну, из-за того, что я не мог заработать, я дал только 200 евро. И вот там я услышал одну хуйню. Дома у них играла Катюша. Дети слушали Катюшу и пели. Выходила. Дома у хохлов, блядь. Дома у хохлов играет дома Катюша, блядь. И потом я это другу рассказал. И друг говорит, блядь, это же ждуны, говорит, ебаный в рот, говорит, блядь. Это ждуны, блядь, понимаете, блядь? Когда Россия придет и спасет их, и они вернутся. Ну, он-то, конечно, не вернется, он живет, говорит, 24 года, с 2021 и 2000 года, я, говорит, грубо говоря, живу здесь, он сказал, в Париже. Этот чувак, блядь, Степан Рязин, блядь. И исходя от этого, я понимаю, что семья-то ждунов, блядь,
Ждунов, блядь, семья Ждунов, которые родились в СССР, блядь, и они думают, что с Россией было охуенно, но за то, что, блядь, ну, Украину долбят, нахуй, блядь, в данный момент, это нормально. Но они ждут. Вот из этой категории, блядь, нахуй. У нас то же самое, блядь, нахуй. Башкортостан, Татарстан, надо ждуны, блядь. В Узбекистане тоже ждут, блядь. Кого ждут они, блядь? Мангуберды придет, что ли? Кто придет в Узбекистан, чтобы вас спасти, блядь? Кто придет? Кого вы родить хотите, чтобы он пришел спасти вас? Я не знаю, кого ждете вы, блядь. Вот поэтому, как бы, размышляйте, размышляйте вглубь надо размышлять. Вот, вернувшись из США россиянина, который критиковал Путина, арестовали по делу об оправдании терроризма. Пиздец, вот видите как, пидорасии. Пизданули. Нахуй он туда вообще вернулся? Все ему пишут в комментариях, туда-сюда, блядь. А его принудительно отправили. Нахуй он вернулся? Он, думаете, сам хотел с Америки вернуться, что ли? Какой дурак с Америки хочет вернуться, блядь? Нормальный человек не вернется оттуда. И вот, все, его заебенили. Все, сейчас тебе по этой механизму пустят его нахуй, по всем щелям его долбить будут, блядь, как говорится, отрывать ногти нахуй на руках, блядь, грубо говоря, волосы выдергивать на жопе, как говорится, дубинки сувать, швабры, блядь. Все, начнется у него, как говорится, охуительная жизнь, астафируллах. Понимаете, Дуслар? И после этого и вы хотите дальше жить в этой ебучей России? Вопрос. Башкирт, татарларга, Дагестан, Ичкерия, всем чеченцам вопрос. Вы дальше хотите там жить, блядь? Терпеть? Ну вот, опять такая же хуйня, блядь. Я не знаю, почему у меня постоянно вот такая дичь попадается. Ну, как я пройти могу через это? Миронов, вот, Миронова, знаете, да, это какой-то уебок тоже, блядь. Явно еврей, наверное, какой-нибудь, блядь. Миронов настаивает на отмене патентов для мигрантов. Вот, классно. В Госдуме вновь подняли тему патентной системы для иностранных работников. На пленарном заседании 13 января руководитель фракции «Справедливая Россия». Справедливая Россия, блядь, нахуй, фракция, блядь. Это охуенно, блядь, нахуй. И также, блядь, нахуй, в Узбекистане, наверное, «Справедливая Адолатлы партия». Партия Адолат. Справедливая Адолат. Я хуею, блядь, нахуй. И что? Вот то же самое, блядь. Вот этих партий, блядь, хуево туча в этой пидорасии. Чё толку-то, блядь? Так что вот, если примут это, ну они, может, и примут, блядь. Все, патента не будет. Все, вы будете импотентами потом. Патент, импотент, нахуй. Все, без патента будете. Так что, что им можно сказать? Так. Вот здесь тоже я это загружал, как раз по Америке. Чувак Вы согласны предъявил. с тем, что убежище – это законный путь иммиграции в эту страну? Да или нет? Существует программа предоставления убежища. Да. То есть иммигранты, у которых рассматривается заявление на убежище, находятся в стране на законных основаниях, верно? Повторите, пожалуйста, вопрос. Иммигранты с находящимися на рассмотрении заявлениями на убежище находятся в стране законно. В стране есть лица, у которых поданы заявления. И они находятся здесь законно, поскольку убежище – это законный путь, верно? Это законный путь. Хорошо. Тогда если ваше ведомство депортирует кого-либо с находящимся на рассмотрении заявлением на убежище, вы нарушаете закон, верно? Администрация Джо Байдена оставила нам... Я не спрашиваю о Джо Байдене. Я задаю вам конкретный вопрос. Если ваше ведомство депортирует кого-либо с находящимся на рассмотрении заявлением на убежище, это является нарушением закона. Это так? Закон был серьезно нарушен, когда они позволили... Почему вы затягиваете ответ? Почему вы не можете ответить на вопрос? Это простой вопрос. Если ваше ведомство депортирует да кого-либо с около, находящимся не на может рассмотрении ответить. заявлением на убежище, вы нарушаете закон. Это так? Система предоставления убежища была разрушена... Господин председатель, я возвращаю себе время. Она не отвечает на вопрос. Итак, очевидный ответ таков. Да, если человек следует законному пути, а убежище является законным путем, и если у него открытое дело по убежищу, он находится в стране на законных основаниях. Но проблема, которую мы наблюдаем по всей стране, заключается в том, что закон не соблюдается. Не говорите нам менять закон. Если вам не нравится
нравится система убежища, меняйте закон об убежище. Вносите предложение. Мы будем работать с вами. Я считаю, что его действительно нужно изменить. Но вы не можете просто решить, что не будете соблюдать закон. Убежище — это закон. И депортация людей с находящимися на рассмотрении заявлениями — это, к сожалению, именно то, что сейчас происходит. Вот такие нормальные люди в Европе и в Америке еще есть, альхамдулилля. Но в России нету. В России нет таких нормальных, блядь, нахуй. В России, если такой вышел бы таким высказыванием, все, как Листьев, нахуй, умер бы где-нибудь в подъезде, блядь. Чпокнули бы, нахуй. И все. Понимаете? Вспомнил еще, уж говорить о иммигрантах и о нелегалах. Вот я же сам тоже, блядь, в данный момент блядь, иммигрант, да? Эмигрировал, блядь, ну, так сказать, нахуй. И представьте, сейчас вот в Европе такая же хуйня, блядь. У нас тоже дела на рассмотрение. У них тоже есть свои лазейки, которые, блядь, диктуют о том, что они могут не рассматривать мои дела, блядь. Наши дела, блядь. И это у них, для них это нормально, блядь. Это нормальная тема. Поэтому система, блядь, так сказать, когда вы говорите, что в Европе или в Америке, так сказать, все классно или так далее, нет, тут тоже есть свои дырки бывают, нахуй, так сказать, провалы, блядь, которые они могут сказать, сделай так, короче, вот так. По отмашке, наверное, блядь. И все, тут тоже делается так, блядь. Есть моменты. И как бы я уже это на своей шкуре испытываю. С 2015 года я это знаю, блядь. Вот с 2015 года, грубо говоря, я в этой системе, блядь. И 11 лет, нахуй, нет никаких результатов. Люди по 20-30 лет живут, нахуй, без результатов, нахуй. Но живут. Никто их никуда не выгоняет, нахуй. Ну, это в каких странах они живут, блядь? Они живут, нахуй, во Франции, там, в этих странах невозможно так жить. Во Франции они так живут, в Испании и в Португалии. В Италии, может, тоже как-то можно проскользнуть, пожить. Вот так вот. А в других, в Германии, там, вот так, без доков, нахуй, нереально жить. В Нидерландах тоже, блядь, Норвегии, Швеции тоже нереально так жить. Может, один в стоге сена где-то спрятался, может, так живет, а так нереально. А вот тех, которые я озвучил, можете жить хоть, блядь, всю вечность, нахуй, без документов вообще, похуй вообще. Вот, вернемся к этому. Видите, там критикуют, блядь, нахуй, власть критикует другого, блядь. И это нормально. Это нормальная система. Поэтому Башкортостан и Татарстанда, да, у нас то же самое будет. Поэтому нам тоже нужен Курултай. Нам не нужен президент, блядь. Вот как в Узбекистане президент. Айтканы болды, все. Президент сказал, все, так и будет. Путин тоже сказал, война, все, воюем, блядь. И вот так воюют, блядь. Поэтому нам нужен Курултай. Нам надо менять систему, блядь. Поэтому, когда мне говорят узбеки, что у нас все нормально, не лезь, нихуя не нормально, блядь. У вас, блядь, рулевая, блядь, так сказать, тяга, нахуй, это президент, блядь. Если президент, рулевая тяга, значит, менять надо это тоже под систему вот этого, как Курултая или что-то в этом роде, блядь, нахуй. Как здесь, блядь, НАТО, хуято, блядь, как в Европе, блядь, типа сборище, так сказать, и все в куче решает что-то. Вот что-то такое должно быть внутри каждой страны, блядь. Если это так не будет, нахуй, допустим, вот даже пример ваш, вам турецкий пример вам этот Алиф ТВ сказал. Почему в Узбекистане, блядь, за свет... No smoking. No smoke. Сигаретные бумаги просят, я откуда у меня. Короче, и вот... с пантологии сбил, блядь. Короче, что я говорил в Узбекистане? Короче, в Узбекистане, получается, президентская система, она все равно вот придет к тому, что, блядь, диктатура будет, блядь. Допустим, Мирзияев, если уйдет, может прийти любой диктатор. А у нас, блядь, нахуй, Путин, если уйдет, допустим, да, все думают, что они построят, блядь, такую классную пидорасию, блядь, нахуй. Ну, навальнисты, допустим, вот этот Ходорковский и так далее, блядь. У нас ничего этого не будет, поймите, ничего не будет этого, блядь. Придет опять хуй после Путина, диктатор какой-то, блядь, который, блядь, скажет, нахуй, так, как его, ну, как вот при Путине примерно,
эту систему он спрячет, ну, как бы, момент он спрячет его, и свою, ну, так сказать, для него же отдельно, блядь, пресс-атташе, нахуй, будет, блядь, хуй какой-то, блядь, писать, вот как Мурзагулов, блядь, этот хуй, как это его звали, этого, блядь, писарь, блядь, ебучий, блядь, как из фильма, но это, Иван Васильевича, блядь, нахуй, писарь ебучий будет, ага, вот так будет писать, нахуй, этот, блядь, Крамаров, блядь, и вот, и будет писать ему, блядь, ага, сегодня, так, на ужин пельмени, блядь, там, или на ужин, блядь, рыба. Ну, вот таким образом, блядь, он будет писать, нахуй, вот эту всю дичь, блядь. И он озвучит это, блядь, в начальном этапе. Год-два. С третьего года начнет закручивать, и вернется опять путинский режим, блядь. И дальше опять диктат, нахуй, блядь. Будет диктовать, каждый день, нахуй, система, вот, пиздец, нахуй. Вот так. И вот, чтобы избежать это, если мы сейчас поднимемся, блядь, нахуй, ебанем по Москве, мы не дадим создать им вот это новое, блядь, какое-то шествие после путинизма и сделаем уже своих республик, блядь, как-то, блядь, более свободными, что ли, блядь. Наши республики уже хоть как-то, блядь, начнут жить, блядь, по-другому, понимаете? И мы, в конце концов, вернемся, блядь, если живые останемся. Вернемся, блядь, и что-то будет дальше, там, внутри, понимаете? А не жить под какими-то странами и ждать, блядь, море погоды. Я так считаю, блядь. И как раз-таки, озвучивая вот этого чувака, да, ведь, нам нужно строить не хуже их, блядь, систему. Лучше, но не хуже. Понимаете, вот система их, блядь, не так же хороша, дырки есть, я вам озвучиваю. Вот, допустим, меня в каком-то году из Норвегии депортировали тоже просто так. Без Б, нахуй, блядь. Предъявы не было. Предъяву норвежскому правительству не смог я сделать. Как захотели, так и получилось, блядь. Все, отправили, блядь, ебеням, нахуй. В Шереметьево, нахуй, блядь. С первым рейсом, грубо говоря, блядь, аэрофлотом, блядь. И все, нахуй. Поэтому, исходя от этого, должны понимать, что такая тема Башкортостана и Татарстана не должна работать вообще никогда. Наша тема должна быть такой, что мы, если, получается, идем по усовершенствованию и новой жизни Башкортостана с Татарстаном, значит, у нас все должно быть новое. Копировать мы ни у кого ничего не будем. Может, какие-то хорошие вещи можно будет взять, а хуевые вещи оставим им, блядь. Нам нахуй не нужно, блядь. Не нужно нам ничего, никакие отголоски от диктаторства и так далее, блядь. У нас должен конкретно, блядь, решать эту систему Курултай, блядь. Как его назовете, парламент, не парламент, ну, Курултай должен быть, и этот Курултай будет решать эту всю систему. А не один хуй, блядь, президент выполз, блядь, и он решил всем, блядь, ложить, убить, нахуй, блядь, как в Иране он. Убить, ложить, вешать, блядь. Так не должно так быть, блядь. Так, что тут еще? Это читал, не знаю. Вот. Чуть-чуть пройдемся по Киеву. Времена промерзания до костей. Жительница Киева о последствиях ударов РФ по энергетике Украины. Средняя температура в квартирах домов Киева при слабом, но все же существующем отоплении около плюс 12. Но есть жилье, где тепла нет совсем, и там плюс 5. Есть и еще хуже. На улице ночью до минус 25. Нихуя себе, мороза, даже при плюс 12. В моем квартире мои пожилые родители, которым почти 90 лет, мгновенно простудились, хотя они не одиноки, одеты и ухожены. Просто пожилому организму труднее удерживать тепло. Что уж говорить о тех, кто остался один в квартире, полностью зависящий от электричества, пишет колонки ДВ Лариса Денисенко. Света в среднем не бывает 19 часов подряд, но это еще хороший сценарий, потому что чаще хуже трое суток и больше. Включение на полчаса, а потом тебя снова поглощает темнота. Насосы не работают, нет воды, зарядных станций. Не все могут их себе позволить, а иногда это делать нельзя, потому что в старых домах старая проводка, батареи не выдерживают и взрываются, ремонтировать. Все это крайне сложно, продолжает украинская журналистка, подчеркивая, что жить в таком режиме день за днем изнурительно. Как это, блядь, нахуй? Подъебу еще этого писаря, блядь, который мне писал то, что я не умею читать, блядь. В школе, блядь, в свое время, блядь, в Узбекистане не было такой проверки. В России были такие проверки. В школе, блядь, на читание на минуту
на минуту надо было читать, блядь. За минуту сколько вообще, вы думаете, человек может прочитать слов? Сколько там слов должно читать? Я не помню сейчас уже, блядь, нахуй. То ли 200 слов, нахуй, в минуту, блядь, должны читать, блядь. То ли, блядь, я не помню, блядь, то ли 270 или наоборот, блядь, 170. Ну, сколько-то там слов должно было читать, нахуй. И это проверялось, блядь. То ли 70 слов, блядь. Сколько-то слов надо было читать в школе, блядь. Хуй его, когда, блядь, это было. И вот это вот в Башкортостане проверялось это на чтение, на минуту. Сколько ты можешь прочитать слов. Берется текст, который ты не читал, блядь, и ты должен читать, блядь. И в этом тексте, нахуй, побеждала, блядь, одна Гульнас и я. Вдвоем мы выходили примерно 50-50, вот на одну тему, блядь, нахуй выходили, на какой-то балл, блядь. Ну, скажем, на пятерку, так сказать. Пятибалльная шкала, блядь, в школе была. Вот так, блядь. Мы читали вот на таком уровне, блядь. А о том, что почему на минуту читать в Узбекистане не было, вот и вопрос остается открытым, блядь. А в России вот проверялась именно скорость чтения, блядь. Скорость чтения без ошибок каждого слова. Вот такая хуйня была еще. Это я так к слову вспомнил. Денисенко отмечает, что европейцам даже высоким уровнем эмпатии трудно понять, каково это. У них просто нет такого телесного и эмоционального опыта. Я бы хотел, чтобы мир понимал, что это масштабное военное преступление геноцидального характера против мирных людей, которые совершает Российская Федерация. Федерация. И если мир не маркирует это именно так, он является немым и бессильным свидетелем масштабного преступления, заключает жительница Киева. Авторская орфография сохранена. Ну да. Дневник войны украинцы в режиме ловца света. Жить в режиме ловцов света очень изнурительно. И всегда есть те, кто не может пережить это без современной помощи, пишет это Лариса Денисенко. Да, я как раз таки еще по новостям увидел то, что люди ходят какие-то поезда, обогреваться днем, дети там приходят, там подзарядиться, посидеть, там покушать, один раз там жрачку дают вроде бы еще пожрать, таких в боксах. Ну, культурно все, нормально. Вот такая вот хуйня, блин. Поэтому, исходя от этого происходящего, в Украине тоже, блядь, не сладко. Поймите, блядь, идет война, блядь. Мы это уже, блядь, 4 года, грубо говоря, видим. 4 года, вот когда, блядь, в феврале будет, да? 4 года, грубо говоря, блядь. Вот скоро будет 4 года, блядь. Начало этой ебучей войны, блядь, как они называют, блядь, это не война, а какая-то хуйня, операция, блядь. Блядь, операция, блядь. Ну вот, это операция у них никак не может закончиться. И, так сказать, блядь, правильно она подметила, блядь, не только европейцы, блядь, не только европейцы. Весь мир не может понять, блядь, когда идет война, блядь. Почему я это говорю? Когда речь идет о Палестине, речь идет о Сирии, мы даже просто смотрели это по телевизору. Ну, сейчас то же самое мы. А вот именно с Украиной у нас вот это все проходит как будто через нас. Заметьте, через нас как будто это все проходит. Почему? Потому что мы что-то, блядь, косвенно, блядь, к этому, блядь, что-то, блядь, нос заточили, блядь, а? Как вы думаете, блядь? Мы как бы, сука, блядь, грубо говоря, блядь, внутри этой войны оказались, блядь. Внутри этой войны, блядь, само собой, альхамдулля, я съебался, блядь, но не в этом понимании, а в том понимании, что наш-то народ, блядь, внутри. Наш народ этим, получается, прямолинейно соприкасается, а мы, получается, здесь со стороны это пытаемся вам озвучить. И вы внутри должны уловить именно ритм того, что, блядь, если мы Палестину, Сирию мы видели только на, так сказать, на ТВ, а здесь мы видим это, так сказать, наяву. Мы это ощущаем, блядь, мы ощущаем это вот, видя здесь украинцев, беженцев, видя, блядь, что творится здесь, видя внутри, что слышат, точнее, да, что и в Башкортостане, в Татарстане мы каждый день слышим, блядь, всякую дичь, что происходит, блядь. Все это, блядь, увидев, блядь, осознав, почему наш народ не может вот сказать, блядь, стоп, все, стопэ нахуй,
Все, давай. Остановились, блядь. Давайте решать, блядь, нахуй, нашу внутреннюю политику, блядь, нахуй. Как этот узбеки мне говорят. Это же внутренняя политика, нахуй. Нам наружная политика, блядь. Мы хотим внутри решить проблему, и потому что наша проблема внутренняя, блядь, главнее, чем наружная, нахуй, блядь. Понимаете? Вот таким образом тогда уж нам надо подходить к внутренней проблеме. Давайте решим внутреннюю нашу проблему, блядь. Не идти на войну, блядь. Хуй забить на Москву, блядь. Вот это внутренние наши проблемы. Давайте начнем с него. Давайте, блядь, нахуй. Только как узбеки партию нам не надо делать, блядь. Нам нахуй партии, блядь, нахуй. Нам нужно отряды. Нам нужны, блядь, нахуй войска, которые, блядь, просто разъебут Москву, блядь. Нам не нужна партия, блядь. У нас будет Курултай, блядь. Нам партия нахуй не нужна, блядь. И никакие нахуй партии не спасут, блядь, нахуй от Москвы нас. Поймите это, блядь. Партия может, блядь, там, структура, блядь, партия, блядь, я не знаю, блядь, хоть кем себя назовите, блядь, если вы не против Москвы, значит вы фуфло, блядь. Фуфло просто, и фуфломет, блядь. Вот и все. Как этот, блядь, братан здесь говорит, фуфломицины, блядь, все нахуй. Фуфломицин, нахуй, гонять не надо. Так. И вот еще такая хуйня. Опять от нашей пидорасии, блядь. Уголовное наказание хотят ввести за неуведомление консульства РФ о новом гражданстве или ВНЖ. Ёбы дались люди, блядь, нахуй. Если у кого-то есть ВНЖ, блядь. Да я вообще нахуй отречься хочу от этого ебучего вашего паспорта, блядь, нахуй. Как мне избавиться, блядь? А? Как вот избавиться? Как во Франции один чувак был, у меня сосед, блядь, русский, короче, москвич, блядь. Он, блядь, свой паспорт где-то в Таджикистане сжег, блядь. И он его все загрузил, это видео, блядь, в свой Facebook, блядь, загрузил. А он об этом мне не говорил, блядь. Я говорю, где твой паспорт? Он говорит, ну, что-то и разговора вроде бы и не было такого, что, ну, говорит, сжег, ну, такого не говорил, блядь. Я, ну, как сказать, блядь, нахуй. У нас разговоры были, почему такие были. Первый раз, когда ты сдаешься, паспорт твой при тебе. А вот когда ты на интервью едешь, тогда забирают. Но тогда мы еще не были на интервью. В итоге, короче, мой паспорт лежит, допустим, во Франции, да, допустим, один еще где-то в ебенях. И вот, прикиньте, блядь, а он свой паспорт, нахуй, я в Фейсбуке видел, сжег, блядь, он еще не горит, прикиньте, он не горит, сука. Пытался, ну, сжег, короче, его, он где-то в таджикских горах, блядь, он жил в Таджикистане, съебался из Москвы, жил в Таджикистане, шароебился, понял, что там пиздец, ловить нехуй, блядь, и приехал во Францию. С сыном, блядь, у него сын, блядь, Иммануэль, блядь, пиздец, блядь, Макрон, блядь. И вот, в итоге, короче говоря, этот Русич, нахуй, съебался, блядь, оттуда и сжег свой паспорт в Таджикистане, блядь. Вот представьте, нахуй. И как нам, получается, избавиться от этого паспорта, нахуй. Как избавиться, блядь? Удивительно, блядь. Если ты взял паспорт России, все, ты по жизни будешь россиянином, нахуй. Никогда, нахуй, ты не сможешь избавиться от него, пока мы не создадим независимость своих стран. Читаю дальше. Штрафы вплоть до годовой зарплаты или обязательной работы могут ввести для тех, кто получил ВНЖ или второе гражданство, не сообщив об этом в консульство или диппредставительство РФ. Соответствующий законопроект МИД был опубликован на портале проектов нормативных актов 30 декабря 2025 года, обнаружила Верстка. Сейчас россияне обязаны уведомлять МВД о новом гражданстве или ВНЖ в течение 60 дней после их получения. А если не могут сделать это из-за нахождения вне РФ в течение 60 дней со дня въезда в Россию, человек, который находится за рубежом и не возвращается на родину, может вообще не информировать российские власти. В случае принятия нового законопроекта уведомление МФ консульства или дипломатического представительства станет обязательным в течение 60 дней с момента получения гражданства либо ВНЖ. После уведомления последует автоматическая постановка на консульский учет. Вы согласны? Вот, понимаете? Теперь вернемся. Возможность не уведомлять российские власти до приезда в РФ будет исключена, следует из законопроекта. Ну, я теперь тоже понял. Короче, я как раз вспомнил пример. Короче, есть один Азиз, его зовут, как я понял, короче, Азизбек или Азиз, я не знаю. Короче, казах, короче, с Казахстана, живет во Франции. Короче, он фишку одну поймал.
приезжал ко мне, точнее, он приезжал к кому-то и попал в мою комнату, так сказать. Постучался, открываю, он, ой, туда говорите по-русски, туда, он что-то, парля франце, я говорю, ну, парля франце. И вот и, короче, он говорит, блин, что, по-русски? Да-да, короче, заговорились, короче, ну, зашел ко мне, чай-пай, короче, там, я его, посидели, попиздели. И вот в этот момент я понял, он какие-то документальные дела решал, и звонит в Казахстан. Звонит в Казахстан в ваш, короче, центр, забыл, я там тоже был, в Казахстане, в этом, как госуслуги, туда звонит, короче, я забыл, как называется по-казахски, госуслуги. Звонит госуслуги, с Франции звонит, ну, с моей комнаты звонит туда, и та-та-та-та-та-та, и там узнает, я в ахуе был, он узнает, что он выписан из Казахстана, блядь. Ебануться, я говорю, а как нахуй? А он, оказывается, получил гражданство, блядь, Франции. Хуй знает когда там. Он мне сверканул еще, блядь, на 10 лет у него было, блядь, айдишка. Такой счастливый такой он. И вот он, короче, говорит, блядь, ну, как говорит, при мне звонят, блядь, и такая хуйня, блядь. Говорит, блядь, меня выписали, нахуй, блядь, с Казахстана. Нихуя себе, блядь, говорю, блядь, как? И тогда мы поняли, что, блядь, Франция дает сразу Казахстану, блядь, прием, нахуй, говорит, что ваш чувак, блядь, тут у нас получил ВНЖ. Все, и те выписывают его. Все, его выписали, он не может нихуя сделать, блядь. А он что-то хотел кто-то с правами, с документами что-то сделать, блядь. Говорит, вы там не живете, вы не прописаны. Он говорит, вот мой номер, блядь, там, госуслуг, блядь, ну, казахский госуслуг. Вот, типа, как это называлось, НЛО или НКО, блядь, не помню, как это называлось. Короче, вот это, и говорит, я вот такой чувак. Да вы не прописаны там, говорит, вы вообще кто? Блядь, понимаете, блядь, его нахуй Казахстан, хуйнул, блядь, сразу с Казахстана, блядь, получил, блядь, гражданство другого, хуйнул, блядь, нахуй ты не нужен. Вот, а в Пидороссии, получается, эту хуйню теперь хотят сделать так. Угу. Получил у Пескова дочь, Швеция или Швейцария. Так, уведомила она, нет? Она нихуя не уведомила, блядь. У Соловьева дом в Италии, в Испании. Уведомил он, нет? Паспорт у него какой. Понимаете, блядь, нахуй? Им-то, блядь, как будет тогда? Этим пидорасам всем, блядь, как будет, блядь? У каждого дети, нахуй, за границей шароебятся, блядь. У каждого этого депутата ебучего московского. Они-то что будут делать? Интересно, блядь. Вот, понимаете, блядь? Порой принимают какие-то тупые законы, блядь, где дичь происходит конкретно, блядь. Я же говорю, блядь, в этой московском, блядь, нахуй, так сказать, конституционном строе, блядь, нахуй, рабовладельческий строй вообще, я считаю, это феодализм, нахуй, вот 21 века, блядь. В этом строе, блядь, нам вообще, блядь, делать нечего. Если мы хотим жить по исламу, значит, нам нужно строить, блядь, какой-то, блядь, 50-50 с 21 веком исламском видении нашу жизнь, понимаете, блядь, а не вот этом феодальном строе, блядь. В первую очередь нам, блядь, нужно отречься от рабства. Понимаете, блядь, вот эти все движухи, блядь, там снял ты, блядь, не снял. Вот давайте вот добавлю сюда, блядь. Башкортостан и Татарстан, да? Иншаллах, когда будет независимость, не будет вот этого проверки, будет у тебя американское гражданство, да молодец, блядь, добился, если есть у тебя гражданство, молодец, ёпта, приезжай, блядь, нахуй, только с бабосами, приезжай, блядь, все нормально, все, заезжай, нахуй, вот так должно быть, понимаете, логика работать, блядь, если твой, получается, зема, блядь, допустим, башкир или татар, там, или дагестанцы, ичкирийцы, получили гражданство Франции, там, или каких-то Нидерландов, или, я не знаю, блядь, нахуй, Норвегии, блядь, нахуй, да пусть приезжают, нахуй, наоборот, пусть приезжают с бабками, нахуй, строят заводы, блядь, дают работу, блядь, нахуй, башкирскому, татарскому народу, блядь, и так далее. Вот это движение, а не как, блядь, каримовская ебучая система, опять этого Каримова вспоминаю, ну, пример же вам надо приводить от кого-то, блядь, надо же отталкиваться. Этот гандон что сделал, блядь? Всех богатых выебал, всех нахуй посадил, всем, блядь, кто рот открывал и голову подымал, всех, блядь,
сказал, блядь, побрить нахуй, побрил, блядь, всех, блядь, мусульман уничтожил, блядь. Вот система, блядь, нахуй. Понимаете? Вот. Дичевая система. Машина нельзя завозить, блядь, ничего нельзя делать, блядь. Ну, дичевая система. И все, кто богачи, вот подобие Гондона Алишера Усманова, нахуй, все по съебкам дали, нахуй. Понимаете, блядь? Конечно, нахуй, блядь, на стороне бабки, нахуй, зарабатывать возможность была, блядь. Они будут внутри, как говорится, щурить, ну, боятся внутри что-то делать, блядь. Понимаете? А bizda система гомуман башкача буларга тиеш, блядь. Гомуман, блядь. Bizda андай система булмаска тиеш вообще, блядь, нахуй. Дичевая, вот это, какого-то, блядь, феодального, блядь, этого какого-то шизофренического, нахуй, строя нам не должно, блядь, быть, блядь. Понимаете? Я еще раз повторяюсь. Открыть. Все с Казахстана, Узбекистана, все границы нужно будет открыть. Все, блядь, чтобы чыкты вот это, блядь, шабада, мабада, шамал, помал, блядь, все ходило туда-сюда. Чтобы мы ходили, блядь, чтобы, допустим, вижу в Башкортостане узбека своего, о, брат, колесан, блядь. Вот так должно быть, понимаете, блядь, нахуй. Не так, что, патент сделал, документы, так, башкирские документы сделал? Сделал, блядь, или нет, нахуй? Вот этого не должно быть, понимаете, блядь? Не должно быть, нахуй. И также я или там другой кто-то должен поехать, допустим, в Казахстан или Узбекистан свободно, блядь. Свободно, блядь. Поехал, приехал, блядь. Мы же не сожрем, допустим, Казахстан, или там казахи не придут, не сожрут мой Башкортостан, блядь. Нахуй им нужно, блядь. У них есть свой Казахстан, блядь. Понимаете? Вот с этой логикой надо ходить, жить, блядь. А не тупой логикой, что вот твое, блядь, государство кто-то ограбит. Ограбит именно те, которые живут сейчас внутри, блядь. И вы должны это, видя, блядь, признать. Признать, что мы вам, блядь, говорим, блядь. И подняться вместе с нами. Понимаете? А не так, что, блядь, бла-бла-бла, блядь, опять, нахуй, Рустам потерялся, телефон сломался, нахуй, опять не может на эфир выйти, вам долбить мозги, блядь. Понимаете, вот прикол, блядь, в чем. Обидно, иногда, блядь, обидно. Говоришь, блядь, а ноль, как говорится, сука, внимания, так сказать. Ну, вот дальше еще одну хуйню грузил, блядь, видите, сколько дней не было. Новостей дохуя. Я даже в тот раз, когда я делал, блядь, там мерз, блядь, делал, блядь, эфир, я понимал, что дохуя новостей, оказывается, я не сказал, блядь. Дохуя. Почему? Я же себе в Телеграм закидываю это все, блядь. И даже здесь я, оказывается, не прочитал, блядь, того, что я закидывал вообще сюда, блядь. Так. До хрена чё я позакидывал и не читал, блядь. Сейчас вообще не там, сейчас эфиров до хера. Вот, сейчас, вот. Вот, допустим, вот смотрите. Посмотрите на план взятия Трампа из 4 этапов по Газе. План взятия Трампа по Газе. Ну, это вы сами могли посмотреть, Алиф ТВ, опять-таки. Короче говоря, по его просмотру, вот тут фотки даже загружены, блядь, Нью-Газа, блядь. Получается, они не просто так очищали эту гребаную территорию, не просто так очищали эту территорию. Получается, эту территорию они, блядь, очистили под свои какие-то проекты, которые они хотят построить, как Трамплин, блядь, говорил, блядь, построим, блядь, там, Ривьеру охуенную, блядь, нахуй, Палестина Ривьера, блядь, или там Израиль Ривьера, блядь. Ну, хотят второй, так сказать, Нью-Йорк или, блядь, или что-то в этом роде, Лас-Вегас сделать, блядь, на побережье, да, так сказать. Вот к этому идет, блядь, понимаете? Если даже они на захваченных, уничтоженных территориях хотят что-то сделать, вот как и на Украине сейчас все разъебано, серая зона, блядь, все, и там что-то они будут в дальнейшем, я не знаю, когда они это все будут делать, нахуй, там, как сегодня говорили, блядь, где-то услышал, блядь, трупы, говорит, везде, блядь, то ли Кутаевы говорили, эти Русланы, трупы, говорит, там, уже на всю жизнь оросили, блядь, говорит, поля, нахуй, Украины, блядь, там, пиздец, там, ну, реально, да, уже там, как бы, навоз завозить не надо, там уже хватает человечины, блядь, везде там уже все, как говорится, черви работают хорошо, там, грубо говоря, блядь, сажайте, урожай будет охуенный, блядь, там, пиздец, там, анаконды вырастут, блядь. Итак, и вот исходя от этого, вот на этой, блядь, мертвой, так сказать, трупной земле, мы тоже, конечно, в такой же земле живем, блядь,
Но это как бы мы сейчас это озвучиваем, в новоиспеченных трупных землях они построить хотят, на, так сказать, на костей людей, палестинцев построить хотят, блядь, города, блядь. Ну, тут же один только, блядь, в Киркеля, блядь, башка, блядь. Бабки, блядь. Захуя им это нужно? Деньги, блядь, вложиться, потом, блядь, вкладывая в это, блядь, выжимать всю жизнь, блядь. Трамп сдохнет, зять-то останется, им жить дальше надо же, трамплинскую систему вести, блядь. И вот оттуда выкачивать деньги. А как это строиться будет, блядь? Вопрос. А строиться оно будет, нахуй, от того, что, блядь, Мирзияеву такой радостно приехал, Мирзияев, его Трамп позвал, блядь. Все поедут по 1 миллиарду, да? По 1 миллиарду или миллиону, или сколько там он сказал, миллиарду вроде бы. По 1 миллиарду складываетесь на черный ящик. Черная, как у нас играли, блядь, в Узбекистане, этот черная касса. Вот черную кассу он хочет сыграть, нахуй, трамплин. И вот на эти деньги построить газу, блядь. Как вам такое, да, блядь, нахуй? Удивительно, блядь. На эти бабки будет строить газу, или там, я не знаю, те бабки он, может, не сюда сунет, другое место сунет. Ну, по крайней мере, круговорот, блядь, все равно его же деньги будут это, блядь. Вот что-то будет строиться, блядь. Понимаете, блядь? Исходя от этого, охуенно, блядь, получается, разрушить, блядь, одно место, блядь, уничтожить людей и потом построить на деньги Узбекистана и еще других стран, блядь, и какие-то другие города, блядь. Как будто бы, блядь, нахуй, в Узбекистане этот миллиард лишний, блядь. Понимаете, блядь? Удивительно, блядь, нахуй. И это бы, если бы Башкортостан с Татарстаном сейчас в данный момент был бы свободный, они бы тоже так же по отдельности, наверное, заставили бы их давать, наверное. Трамплин заставил бы давать, прикиньте, да? Но вместо него Путинасос дает сейчас эти бабки, наши бабки, Путинасос скинет сюда, блядь. Но Путин сказал, с наших замороженных денег возьмите, блядь. Понимаете, тоже хитро выебанный, блядь. Такую тему сказал. Но эти замороженные бабки тоже это наши деньги, блядь, если что, имейте в виду, блядь. Это деньги башкиртов, татар, Дагестан, бурят, всех, блядь, это деньги, понимаете? Это наши бабосы, блядь. Везде все, что из пидорасии куда-то украдено, вывезено, это наши деньги. Понимаете? Поэтому, когда речь будет идти, блядь, о восстановлении Украины, я еще раз повторяюсь, мы нихуя из Башкортостана с Татарстаном, обделяя, блядь, свой народ, давать вам ничего не будем, блядь, нахуй. Ничего не будем давать, нахуй. Вы скажете, ты что, охуел? Да, будем, блядь, вместе соберемся, нахуй, как всегда я повторяюсь, в Москве вон сколько копнете, нахуй, столько и забирайте. Нам нахуй не надо. Вот сколько вам нужно оттуда, блядь, возьмете с Москвы, блядь, сколько вот полностью восстановить, вот сделать, как этот трамплин, блядь, газу хочет сделать, нахуй, как газу, построить новую Украину, если вы захотите, возьмете все из Москвы. Из Москвы вот берите и везите каретами, хоть, блядь, хуй знает, блядь, вагонами отвозите к себе, блядь. Хоть что делайте, но Башкортостан с Татарстаном копейку нахуй не даст, блядь. Копейку нахуй. Почему? Потому что мы уже своим народом манкурским оплатили это нахуй. Заперед мы уже отдаем это своими, блядь, нахуй, вот этими тупорылыми нашими людьми, так сказать, блядь. Поэтому как бы мы уже жизнью, так сказать, отдаем. Хоть и против они нас, блядь, но из нашего, так сказать, клана, так сказать, из нашей кровушки, блядь, эти люди умирают, блядь, там. Просто так, блядь. Поэтому Москва только будет платить за это, блядь. Мы нихуя ничего не будем платить. Так что вот как-то так, блядь. Обижайтесь, не обижайтесь, но вот дело такое, блядь. Так, вот опять тоже та же хуйня, вот давайте добавим к тому же, вот это уже идите лесом, пишет, блядь, заставляли, ну, про тех же, блядь, наверное, уссурийских, наверное, опять так же. И чуть-чуть запоздалые моменты тоже будут в новостях. Заставляли приседать, выкручивали руки. Ну да, это прокачка нахуй в армии, это всегда нахуй работает. Меня, когда я тоже служил, когда нас тоже так игрались, упор лежа, присесть, нахуй, бегом нахуй, блядь, что-то вот это. Вот эти издевательства были по жизни. Более 100 срочников принудили подписать контракты, пока они ехали в поезде. В конце 25 года новобранцы почти неделю ехали в поезде к местам службы в Приморском крае.
В течение 7 дней офицеры и сержанты систематически агитировали солдат и принуждали их подписывать контракты прямо в вагонах состава. Срочники и их родители рассказали вот так, что всю дорогу солдат били, лишали сна, изматывали физически и унижали ради того, чтобы те согласились подписать контракт. Я очень прекрасно знаю. Там я вспомнил, блядь, в своем тоже поездке в поезде, увидел своего, блядь, Летеху, лейтенант, который приехал в Уфу, и потом он был в моем роте, так сказать, блядь, в моей роте и в моем батальоне, так сказать, блядь, в части, блядь, в моей части этот хуй был, блядь, нахуй, и он, блядь, приехал нас покупать, блядь, я в ахуе был тогда, блядь. И ну, он до такой степени такие гнилые дела не мог делать, потому что он был все-таки офицер, но он заставлял, блядь, сержантов делать все, что можно было, блядь, делать, нахуй, с людьми, блядь, по полной программе. Вот я его, блядь, помню, блядь, вот такая хуйня была, блядь. Я это прекрасно понимаю, блядь, как они могли заставлять в вагоне, блядь. Потому что в вагоне, блядь, когда ты едешь, там есть один вагон, блядь, огромный вагон, баланда там стоит. Там у него в вагоне дверь не закрывается. Открыта одна вот эта выдвижная же дверь там, да, непонятно. Одна дверь открыта, и там стоит огромный, нахуй, котел, блядь, и на нем стоит огромная, нахуй, хуй знает, котлище, нахуй, блядь, ебать там котлище там. И там варится перловка, ну вот это поеботина вся, нахуй. И там же в вагоне назначаются дневальные кто-то там, блядь, и они варят, нахуй. И вот эти поваренки, блядь, сержанты, они варят это все, контролируют. И вот едешь, варится еда, нахуй. Обед, ужин, хуй его знает, что там давали, не помню, блядь. Вот это. И потом по вагонам растаскивается в этих, блядь, как рюкзак, нахуй, такие чеплашки, нахуй, как сказать, блядь, огромные такие, нахуй, котлы, блядь, котелки, блядь, огромные котелки, блядь, которые закрываются, военные такие, блядь, и там оттуда тебе потом черпают, нахуй, эту баланду ебаную, блядь, и тебе дают, нахуй, ебануться, блядь, нахуй, я ебал в рот. По оценке собеседника редакции из примерно 300 человек срочников, находившихся в эшелоне, более 100 поставили подписи не по своей воле. Коллективную жалобу с обвинением в моральном и физическом давлении на призывников для подписания контрактов Минобороны в военную прокуратуру направили родители 9 срочников. Вот так поговорили с ними, часть их истории есть в этом посте. Материал целиком читайте на сайте Вот так ТВ. Младший лейтенант кусался, реально кусал срочников, еще говорил, давай пресс пробьем, вспоминает Николай. О, пробивать пресс, это ихний, блядь, прям конек, нахуй. Конек пробивать пресс, нахуй, блядь. Конек, нахуй, этот, ебашить, блядь, тебе по животу, нахуй, блядь, отбивать все, блядь, что, блядь, можно, блядь. И самое интересное, блядь, нахуй, если ты дашь обратку, ебанешь обратку, нахуй, тебя, блядь, 10 человек растоптает сержантов, 10 сержантов тебя заебут, нахуй, кирзачами. Вот такая дичевая система, блядь. До сих пор это, прикиньте, это было 2004-2006, блядь, года. Ну, это 2004 по духаньке было. И 22 года, и ничего не изменилось, прикиньте, блядь. Пидорасия осталась такой же пидорасией. 21-летний Николай, имя изменил, один из срочников, который ехал в этом самом поезде в воинскую часть 16871. Это уже то же самое или что? Один из тех, кому пришлось подписать контракт по давлениям. Парень вспоминает, что агитация началась почти сразу после отправления поезда. Вагоны не закрывали, сержанты и офицеры свободно ходили между ними и по одному вызывали солдат на разговор. В первые дни давление было мягким, срочников просто уговаривали и объясняли плюсы заключения контракта. Среди вербовщиков выделялся младший лейтенант Артем Харитонов. Он был одним из тех, кто применял физическое давление за нежелание подписывать контракт. Физическое насилие происходило прямо в вагоне. У нас физическое давление были везде, блядь. Просто так, нахуй. Даже войны не было, блядь. Прикиньте, да? А сейчас война, блядь. И этому, блядь, если кто-то не верит, я вам скажу, блядь. Без войны это было. При войне это само собой. Физическое насилие происходило прямо в вагоне. Николай утверждает, что Харитонов находился в состоянии алкогольного опьянения. Младший лейтенант, по его словам, мог ночью разбудить солдат, вызвать к себе и снова давить на них, чтобы согласились подписать контракт. Тех, кто отказывался, заставляли приседать и нарочно сбивал счет.
В итоге Николай подписал контракт, сам документ, как говорит срочник, ему даже не дали прочитать. После прибытия в часть солдат попытался расторгнуть контракт, но не безуспешно, блядь. Николай неоднократно писал рапорты о расторжении контракта, но их не принимали. Ему удалось узнать номер Харитонова и отправить рапорт через мессенджер. Со слов парня он получил такой ответ. Тут, блядь, что-то написано. Типа... Обманным путем тоже, что год и уволитесь. Я в первые же дня пытаюсь расторгнуть. Вы сказали, что в штабы можно. Есть 3 месяца, ваши же слова. Мне нужен ответ от командира роты. Ну, короче, игнорят его, игнорят. Ну, короче, дичь полная. Вот такая хуйня, блядь. Поэтому, думая о том, что вы в этой пидорасии, ну, как сказать, защищены, или там вы как люди себя чувствуете, нахуй, вы сейчас точно, блядь, нахуй, в манкуртском, в тупом таком зомби состоянии, и вы, ну, вы не хозяин своего, так сказать, состояния, тела, там, мозга и так далее, вы не хозяин, блядь. Поэтому вам, наверное, чуть-чуть надо уже, блядь, туда-сюда, артқа, алға, қараға, блядь, бізді іште баштарға керек, блядь. Что мы вам хотим донести, блядь, что мы хотим вам сказать обо всем этом. Понимаете? Так. Так, вот здесь вот мусульманин брат что говорит? Послушаем, В интересно. Америке одна тиктокерша решила снять видео, эксперимент. Позвонила в церкви, начала звонить в церкви и просить питание для своего ребенка. И для правдоподобности еще поставила шум плача ребенка. Она позвонила более 20 церквей. Представьте, более 20 церквей она позвонила и везде ей говорила, нет, ничем не можем помочь, нет, не можем помочь и так далее. Потом она позвонила в мечеть. В первую же мечеть, которую она позвонила, ей там спросили, какое питание и куда привезти. Субханаллах, до такой степени средства массовой информации, антиисламисты, антиблогеры, которые выставляют нас, мусульман, в плохом свете, люди боятся нас. Вот она истина. Вот она истина. Там не спросили, ты мусульманка или нет, не спросили нацию. Задали конкретный вопрос, какое питание, какой адрес. Все. Потому что человек, который исповедует ислам, человек, который поклонен Всевышнему Аллаху, который находится на единобожии, это ваш помощник. В любую секунду, если вы обратитесь к мусульманину, вы всегда получите помощь, если у него он в силах эту помощь вам оказать. Из-за этого те братья и сестры, которые являются мусульманами, единобожниками, перестаньте вести себя так, чтобы на нас вешали какие-то ярлыки. Говорят, о, Намазхан там кинул, тот Намазхан деньги не дает и так далее. Мы, отпустив эту бороду, являемся лицом ислама. И мы его должны предоставлять людям прекраснейшим видом. Не мотивироваться, не курить, не пить и так далее. Вот в чем наша задача. Чтобы о нас думали хорошо. Чтобы о нас думали хорошо, мы должны поступать хорошо. Слава Аллаху Господу миров, который сделал нас мусульманами. В Америке одна тиктокерша лишь. Ну, это для тех, которые постоянно, если вы видели, наверное, блядь, вот мусульмане опять. Вот эти вот опять джамшуты, блядь. Вот опять вот это. Опять вот эти. Начинается у них, блядь, вот эта дичь, которую они начинают нести пургу, блядь, в комментариях. Они еще радостно это все гнобят, блядь. Очень много часто встречаю в Фейсбуке такая хрень, блядь, происходит тоже, блядь. Сидят, блядь, наши, блядь, любимые узкожопые, и начинается, нахуй, блядь, дичь, нахуй. Вот, понаехали, блядь, нахуй. Вот это вся хуйня, блядь. В Фейсбуке сидят не в России, блядь, в Европе, в группах, я одном, в таком же примерно контексте, блядь, я вам говорил уже в каком-то эфире, блядь, сидят в Европе и чмырят, нахуй, всех, блядь. Приезжие, не приезжие, блядь, и об этом говорят. А сами-то кто, блядь? Но они ведь, блядь, именно предъявляют, блядь, на мусульман, понимаете, блядь, еще в
таком контексте тоже есть эфиры, ну, как это, блядь, ролики, там, не ролик, блядь, идет новости, блядь, вот так. Листаешь, как это, сука, страницу, и новость попадается. Заходишь в комментарий, ебаный в рот, блядь, там, дичь какая-то. Вот такая хрень. И, ну, если об этом говорить каждый день, то, блядь, тут дни, часы не хватит, блядь, об этом говорить, блядь. Поэтому, понимая это, я понял, что мы другим, которые не понимают, так сказать, нашу, так сказать, религию, ислам и так далее, нам тяжело будет объяснить, что мы, как говорится, мы, да, ведь, вообще, блин, в исламе, да, ведь, мы идем по, как говорится, уже, так сказать, натоптанному пути, так сказать, у нас есть истина. И когда люди, которые не вкуривают эту тему, не вкуривают, они идут по своей какой-то, которую они сами протаптывают, ну, систему, так сказать, свой путь. И они там до хрена рубят косяков, так сказать, блин. Мы тоже, как говорится, когда живем, блин, так сказать, в таком состоянии, когда еще не приходим в ислам, мы тоже живем в общем положении. Как вот государство живет в таком положении. Не манкурском, а вот это именно джахилии, да, джахили, когда мы джахили, и в этот момент мы, когда живем по джахилии, мы тоже идем по пути вот этих же узкожопых, крестоносов и так далее. Идем по этому пути, там, бухаем, курим, туда-сюда. До хрена косяков у нас идет. И вот, когда мы находим свой, так сказать, истинный путь, само собой, у нас он дан, да, ведь, ислам, мы понимаем, что только по нему мы можем успокоить себя, там, внутри успокоить свой нафс, там, эго свое, засунуть куда подальше, блядь, высокомерие и так далее. Но, как кто-то говорит, амаль камимес бешуна. Мы не делаем амаль. Амаль, мы к этому не, ну, как сказать, блять, амаль, как это по-русски будет, забыл. Этим, ну, имеется в виду, мы к этому, ну, не склоняемся, да, можно так сказать, блять. Мы, как бы, по этому пути не хотим, игнорируя, не хотим идти. Почему? Потому что у каждого человека нафс диктует: курни, бухни, прошмонайся где-нибудь там, блин. И что-то, что там матерись, не матерись, вот как у меня вот свой, так сказать, есть грех, да, я, видите, каждое слово матируюсь, блядь, вот такая хрень, блядь, у каждого есть свои какие-то причуды, поэтому, исходя от этого, мы должны понимать, что если в наших регионах будет истинный, правильный ислам, донесенный каждому народу, так сказать, из наших, имеется в виду, нашим народам, каждому, то мы, иншаллах, не только приобретем в дальнейшем по независимости наших регионов людей, которые там выйдут из манхурства, а тех еще приобретем, те, которые придут в ислам. Поэтому мы должны диктовать именно такие условия, чтобы люди не боялись ислама. Они изучали, вот как, помните, ролики я загружал Японии, как Япония начала принимать ислам, там, понимать, пробуждаться в ислам, то все. Вот примерно так же нам самим еще надо это пройти, понимаете, блядь. Не то, что там Япония или еще какие-то там другие, там, китайцы или кто-нибудь там должен осознать это, а мы сами еще должны к этому прийти, блядь. После вот этого забвения коммунизма, блядь, вот этих всех, так сказать, черных полос нашей жизни, мы должны, блин, прийти, так сказать, в правильное русло, так сказать, наших путей. Так, вот этот видос, наверное, русские завидуют оплате индусам. Вот это, конечно, нужно будет просмотреть с вами. Дичь какая-то конкретная, наверное, будет. Ну, в шоке, короче. Власти заманивают в страну сотни тысяч индусов и предлагают им хорошие условия труда даже на работу дворниками. А русские теперь сидят и не верят своим глазам. Ребята, как у нас с оплатой труда? Вот вы вчера говорили, сколько там индийским дворникам платят? 100 тысяч рублей плюс проживание, плюс пропитание, плюс проезд, плюс курсы русского языка бесплатно. Мне одному смешно. То
есть, мне кажется, что если все эти условия предложить русским мужикам, бесплатное проживание, проезд, 100 тысяч рублей, мне одному кажется, что из глубинки не 200 тысяч, а гораздо больше людей подтянут. Я конкретно могу сказать, летом я подходил к дворникам, видел, что русские дворники, я подходил, спрашивал в Москве, сколько получают. 60 тысяч они получают, минус из этих денег. Они за свои деньги оплачивали койко-место в общежитии. Совсем не те деньги. Странно, правда? Власти заманивают в страну Да. сотни тысяч индусов. Странно, да, да. А чё ж так странно? В шоке от несправедливости. Индусы получают вдвое больше русских дворников. Блогер Павел Иванов обсудил с волонтером Юрием Евичем оплату труда на рынке дворников. Приезжие индусы получают намного лучшие условия. Ну, получается, значит, ваш путинасос купил их, блядь? Чё ж тут нахуй тупить, блядь, нахуй? Само собой, блядь, нахуй. Чё они меньше 1000, грубо говоря, долларов или там 1000 евро, они поедут к вам, блядь, нахуй. Подметать, нахуй, улицы. Вам, как говорится, вам едут, блядь, так сказать, ниже плинтуса подметать только узбеки, таджики и кыргызы, блядь. Вот они могут и за 50 тысяч подать, нахуй. Они все могут, нахуй. А индусы нет. Вы что, блядь, нахуй? Индусы еще чики-пики, нахуй. Они любят деньги, блядь, и так далее. Они... Вот здесь то же самое, блядь. Работают везде курьерами и так далее, блядь. Кем только они не работают, нахуй. Они едут сюда только за бабками. Им нужны только деньги. Все, больше ничего. А Путин по-другому их бы и не мог бы позвать, блядь. Само собой, был договор, блядь, наверное, на высоте, блядь, с этими каравоебами, нахуй, наверху, блядь, с индусами, о том, что, блядь, да, мы вам будем давать там по $1000 в месяц, приезжайте, нахуй. Вот и все, понимаете? Когда человек, блядь, в виде путинасоса идет на принцип, нахуй, переломить, нахуй, так сказать, хребет, нахуй, Азии, принцип егошний, он будет платить больше. Это же, блядь, логики, блядь, в любом математическом, логическом явлении это можно понимать, понимаете? Что, чтобы выебать своего конкурента, ты берешь другого, платишь дороже. Ты же не будешь в виде конкурента, блядь, ниже платить, блядь. Понимаете смысл, блядь? Получается, рабы, блядь, с Азии дешевые. Дай-ка я, блядь, завезу подороже, блядь. Эти что-то выебываться начали. И все. Они их, блядь, выгоняют. Ну, как сказать, он выгоняет вас, блядь, патенты, импотенты вас делают, нахуй. И загоняет, блядь, по 1000 евро, блядь, индусов. Нормальная логика работает, блядь. И вы думаете, что, блядь, почему же индусы танцуют? Конечно, танцуют, нахуй. Вот теперь я понял, почему они танцуют, кайфуют, оказывается, там. Конечно, 1000 евро, ёпта. Ты, грубо, $1000, блядь, евро дохуя. Ну, 1000 евро пусть будет даже, блядь. 100 тысяч, блядь, грубо так оценим, блядь, курс. Конечно, они будут кайфовать, нахуй, блядь. 100 тысяч рублей, блядь, дай, блядь, нахуй. Да я, блядь, думаю, и Башкортостан не отказался бы, 100 тысяч им дай, и он с Башкортостана поедет подметать Москву, блядь. Да любой дурак поедет, блядь, за 100 тысяч, нахуй. Но, когда я уезжал, не было таких цен, блядь, не было, блядь. 30 тысяч, я же вам 1000 раз говорил, зарплата 30 тысяч рублей. Какого хуя индусам 100 тысяч дают? Вот это удивительно, блядь, нахуй. Поэтому, Туганлара, вот и думайте после этого, что вы, получается, не стоите даже, оказывается, $1000, блядь, нахуй. Понимаете, блядь? Индусы стоят выше вас, блядь. Прикиньте, блядь. Индусовская, блядь, коровоебы договорились с Путиным, блядь, на 1000, блядь, свой народ продали они. А вас, блядь, узбеков, таджиков и кыргызов продали за 30 тысяч рублей в свое время, блядь, нахуй. Поняли смысл теперь? Можно интерпретировать вот таким образом. Вас продал Каримов, блядь, за 3 копейки, нахуй. А индусы пришли, нахуй, коровоебов, нахуй, за 10 копеек, понимаете? Вы за 3 продались, а индусы за 10 копеек пришли, так сказать, блядь. Вот и все. Смысл такой, если уж интерпретировать по-ебанутому. Вот такой вот ебанутая интерпретация. Ну вот, вот этого чеченца, или не знаю, тоже послушаем, вот этот, если я его смогу послушать. Насчет, вот, сказал он,
насчет таджика. Задержали на 2 месяца. И сейчас я скажу одну очень неприятную вещь. У большинства из нас, в том числе и у меня, возник вопрос, почему эта русская девушка не записала видео в защиту имама Али и не поблагодарила его за то, что тот в нее вступился. Даже Аллах в Коране говорит, разве воздают за добро иначе, чем добро? И все мы, естественно, ожидали этого. Но в реальности получилось вот. Эта девушка заявила о том, что у них было шуточное общение, что это якобы ее друзья, и да, они там плохо шутили, но они же шутили, поэтому у нее к ним никаких претензий нет. На самом деле в этом очень большой урок. Я хотел бы сказать всем братьям, дорогие братья, Аллахи, вас так мало, вы такие ценные и нужные и важные для нас. Не разменивайте себя на то, чтобы каких-то потаскух, извините меня, защищать. Защищайте своих сестер мусульманок, своих сестер, своих матерей, близких, своих землячек. Ну каких-то там потаскух оставьте, они, Аллахи, недостойны того, чтобы вы Четко сказал, да? Потому что эти потаскухи потом еще могут на вас и заявление подать. Джаляпляр, Одна из джаляпляр. больших мудростей гласит, что игнорирование дураков есть 90% успеха. Успехов вам, братья, игнорируйте дураков. А нашему брату имам Али прокурор запросил 15 лет. Да освободит его Аллах, Поняли? поможет его родным, близким. Амин Аллах. Вот. Имам Али задержали на 2 месяца. Да, горец И сейчас написано. я Официально заявляю, что Вот и думайте после этого, как вам вот реагировать после вот этого всего, да? Человек, как говорится, вроде спасал, да ведь, а получается, блядь, нахуй, на 15 лет загремел, блядь. Вот поэтому я и всегда вот думаю, да, бисмилля, короче, не дай Аллах, блядь, такую хрень никому, блядь, такую хрень, ну, имеется в виду, блядь. И даже вот здесь у меня тоже бывают моменты такие ебанутые, блядь, не дай Аллах, говорю, блядь. За нож, блядь, я считаю, блядь, браться это последнее дело, я думаю, блядь. Максимально кулаками только можно, блядь, решать проблему. Вот такую проблему, бытовуху. Это бытовуха, понимаете? Вы этим самым, нахуй, ни политику, блядь, ни что-то, нахуй, вы не решаете тему, блядь. Понимаете? Вы бытовухой заняты, блядь. У вас бытовая жизнь, блядь, нахуй. Вот как эти... Бывает кухонный работник, блядь. Понимаете? Кухарка, блядь. Вот кухарским делом вы занимаетесь, блядь. Понимаете? Это не дело. Вот этим кухарским делом уже оставьте заниматься нахуй. Займитесь политикой, как кто-то сказал, пока политика вами не занялась, блядь. Займитесь политическими делами, нахуй. Не в том понимании, чтобы прям, сука, все становитесь политиками. Не в этом дело, блядь, нахуй. А в тем, что, блядь, хотя бы в политике вы поймите суть, блядь. Кто хороший, кто плохой, нахуй. От этого исходя, блядь, вы выберете себе, так сказать, людей, с кем вы можете пойти, блядь, кому помочь. Допустим, вот нам надо помочь, нам надо объединяться. Наши действия объединять всех, блядь, а не оттаскивать всех, блядь, иди нахуй, блядь. Наше дело объединять, мы хотим объединить всех, блядь, всех против Москвы, блядь. Узбекистан, Блама, Африка, хоть что, блядь, хоть Пакистан, хоть, я не знаю, хоть кто нахуй против Москвы, блядь, разницы нету хоть кто. Главное, чтобы вы поняли, осознали, что вот эта система, которая, блядь, нахуй сейчас гнобит, блядь, так сказать, блядь, до Афганистана всех, и вся, блядь, вот эта вся полушария, сухая полушария, вся гнобится, блядь, этим московским игом, блядь, ебучим, нахуй. Вот это нужно избавиться, вот это вам нужно. Я не знаю, почему, я еще раз повторюсь, казахам это доходит почему-то, другим похуй, блядь. Почему казахам это интересно? Потому что они созрели политическим делам. Поняли? Тут логично же, блядь, к чему они пришли, блядь. Они созрели политическим делам. А у нас в Башкортостане, Татарстанда и в том же Узбекистане нихуя никто ничему не созрел. Только ақша артынан жүгіріп жүрелер. Пуль. Ақша. Да вы заебали, реально, я вам скажу, блядь.
Реально, блядь. Вот я же вам еще раз повторюсь, вот 4 года, блядь, нахуй, я говорю, что идея пришла, блядь, в прошлом году, я себе даже Казан не могу взять, блядь, за 350 евро, блядь. А вы, получается, там строите себе дома, что-то делаете, машины покупаете, женитесь, свадьбу огромно делаете. Нахуя, кому это нахуй? Что от этого у тебя в стране что-то изменится? Или ты такой, а моя хата с краю, блядь, нахуй, блядь. Моя хата с краю, я вот свадьбу сделаю, машину куплю, дом построю, все, сына женю, все, что еще надо? Сам сушки покушаю, блядь, нахуй, там, что еще надо? Бишбармак поем, блядь, что надо, нахуй надо? Нахуй надо? Похуй, блядь. Хабиров пусть грабит, нахуй, блядь, Башкортостан, да, похуй, блядь. Я кумыс попью там, кайфану где-нибудь. Ты похуй, блядь. Татарстан тоже так же, пусть нахуй нефть Путин весь продаст, блядь. Ну, похуй, блядь, вообще, блядь. Вот, понимаете, вот такой логики, блядь. Сука, я не знаю, вы, ну, я не знаю, блядь, как мы быдлым населением были. Вот я тоже же из этого, получается, быдло общества, понимаете. Я же от вас вышел, блядь. Из этого быдла общества я вышел и пытаюсь вам что-то, блядь, показать. Блядь, Туганар, я нашел путь, блядь. Я нашел путь, давайте, блядь, как Гарри Поттер, блядь, вспоминая нахуй, блядь, с голым, блядь, голым или голым, блядь, был же, голым сидит голый, блядь, и Гарри Поттера ведет, да, куда-то. Вот я тоже, блядь, сука, голый весь такой, тоже, блядь, какой этот голый, блядь, веду вас, блядь, Гарри Поттер, идем со мной, блядь, нахуй, вместе, блядь, вместе пойдем вот сюда, сейчас, блядь, чтоб, блядь, просак не попасть, блядь, куда-то. Я не помню этот фильм, конечно, но примерно я вам сравнил, блядь. Понимаете, вот как вас вести, блядь? Я, понимаете, вот каждый народ в своем, блядь, умственном таком этом, да, ведь он колоссальный. У него ум колоссальный, у каждого народа свой, понимаете? Вы его просто боитесь пользоваться. Пользоваться надо для своего народа его, блядь. Понимаете, вы его не пользуетесь, блядь, где-то в замкнутом, блядь, пространстве, допустим, в Узбекистане, допустим, в Башкортостане, в Бурятии. Вы в замкнутом месте пользуетесь им, блядь. Этот ум нужно развить и дать народу оставить. Нахуя раньше писали, нахуя раньше писали вообще? Почему мы эти писания мы читаем сейчас? Почему Коран нам остался? Почему? Чтобы мы поняли это. Вот я не любитель читать, я вам об этом говорю. И из этого получается, если вы умные, допустим, да, вот я, допустим, тупой, вы умные, вы должны же, блядь, то, что вот смотришь в книгу, видишь фигу, чтобы так не было, блядь, смотрите в книгу и понимаете, допустим, сейчас книги даже не нужны, вот эфиры делаем мы, то, все, мы вам чайна берябез, да, грубо говоря, блядь, видите, по-русски я не нашел это слово, сказал на своем. Жуем, прожевываем это все, каждый, блядь, подтекст, блядь, раскидываем вам, блядь, раскрываем все какие-то нюансы, тайны, блядь. Все, мы вам предоставили всю теорию, блядь. Ну давайте вместе с нами сделаем физическую работу. Теорию мы обучились, мы уже все, блядь, Квазимода, все, крутые мы, нахуй. Все, идемте, блядь, нахуй, и долбить Москву, блядь. Все, теоретически мы уже подкованные, блядь. И политически подкованные у нас дохуя людей умных, блядь. Понимаете? Вот только вот остается, блядь, взять этот, блядь, получается, независимость. А как это его взять, блядь? Как вы хотите его взять, блядь? Час беседы, блядь, двух Русланов, Кутаева и Айсина? Или там пару часов беседы Башкорта Габбасова? Все, что ли? Или я там пизжу там вам по несколько часов, и все, толк-то нету, блядь. Понимаете? Хочется, понимаете, от того, что мы говорим, иметь какой-то плюс. Плюс в том смысле, чтобы вы созревали, как, получается, свободные люди. Вы себе, ну, как бы, услышав нас, должны свободу, грезить свободой, так сказать, блядь. Мечтать. Dream, блядь, или как там по-английски, нахуй, блядь. Дремать должны этим свободой, блядь, понимаете? Dream, блядь, мечта, блядь, да? Поэтому вы должны, ну, как-то, я не знаю, ну, как к 40 годам хотя бы, вот как я, блядь, вам этот, ну, добежать должно, да, так сказать, давайте так скажем, добежать должно к 40 годам, кому-то раньше, кому-то позже, что жизнь, которую вы проживаете, она закончится.
Она рано или поздно закончится, оборвется в тот момент, когда Аллах Талям скажет: «Бетте, тамам, meni qirg'a kelasan. Все, sen uni qirna borasan. Bitta. Seni ishlaring qolar, butun umring qolar seni. Dunyo qolar. Все, и что ты потом скажешь? Что ты скажешь Аллах Талямге? Вот, допустим, тебе какой-то там вот Рустам пиздел по Ютубу, чтобы ты взялся за ум и говорил о том, что вот за независимость надо бороться. А ты его слушал? Нет, я его увидел, вот, и все, ушел из жизни. Увидел вот только один эфир его и ушел из жизни. И чё после этого? Не успел, да? Понимаете, вот примерно так, понимаете, мы тоже не успели, мне же 40, блядь. Значит, получается, 40 лет, в течение 40 лет. Я тоже это же вам не говорил. Понимаете, я же вам говорю это несколько лет только. А Кашапов 30 лет вам это долбит, блядь. Кашапов 30 лет вам об этом говорит, блядь. Это пипец, блядь, да? Можно сказать диагноз, блядь. Но даже в этот момент никто не проснулся, понимаете? Весь Татарстан в одно время шумел. В 90-х каких-то годах, в тот раз я вам озвучил это, шумел. Почему вот этот промежуток людей никто и тогда не поддержал, и сейчас новые люди их не поддерживают? Почему вы стали такими, которые думают только о том, чтобы вот бүгін үтті күнім, Аллаға шүкір, ертеге тағын күн была? Вот так, почему вы так живете? Думаете, что, наши предки жили так, что ли? В таком понимании, что ой, блядь, короче, мы все прожили сегодня, все, там, в Башкирии, допустим, мы кушали, все, мы прожили сегодня, мясо поели, бишбармак поели, плов сделали, все, день прошел, все, еще завтра кого-нибудь там лося ебанем, блядь, лося поедим, там, или там ишака нахуй зарубим, нахуй. Вот так, что ли, блядь, нахуй они жили, думаете? Как вы думаете, блядь? Вот этого я не могу понять, блядь, как они жили, блядь. Если бы они так жили бы, наверное, блядь, я бы не знал, что такое башкиры, татары. Я бы, наверное, не знал бы их, блядь. Потому что я был бы, наверное, русским, если бы они так жили бы. Прикиньте, блядь. Я бы, наверное, был уже, блядь, русским, нахуй. С головой, блядь, всем этим, блядь. Ну, значит, получается, они не так жили, блядь. У них, значит, было что-то, чтобы остался Дагестан, чтобы была Ичкерия. У них, значит, в голове было что-то. Какого черта 300 лет Дагестан с Ичкерией воевали против этих ебучих москалей, блядь. 300 лет, блядь. Почему мы 500 лет в рабстве, блядь? Вы же задумываетесь, блядь? Значит, ведь в течение вот этого каждого промежутка, значит, кто-то же был, доносящий нашим предкам, которые ушли уже в жизни нет, Хортатайларга, доносил, что син татар, син Дагестан, ты ичкерий. Они же доносили нам это. Ну, получается, если они нам доносили, значит, нам что-то ведь осталось от них, чтобы мы остались до сих пор там узбеком, я башкиртом, татаром, я до сих пор. Но это может быть не всегда, потому что одно поколение гоблинов, так сказать, мы прошли, коммунизм, вот это поколение. Теперь наше поколение пришло. Если наше поколение тоже так же, как гоблины, проживет до 2100 года, блядь, 2100, блядь, ёпта, 2100, представьте, блядь. Все, после нас пиздец может произойти вообще, блядь. После нас произойдет пиздец. Почему? Потому что нас, если мы сейчас оставим эту систему, блядь, нас полностью, точнее, блядь, не нас уже, блядь, вас, будущих, блядь, людей, загнобят до такой степени, что вы просто ощутитесь такой: я россиянин. Наши предки убивали нацистов в Украине. Вот примерно вот так будет, понимаете, блядь? Вот так у них будет работать логика, потому что они будут кричать в школах: я русский, блядь, вот эти песни будут петь, нахуй, и вся вот эта дичь, нахуй, будет происходить у них в голове, блядь. И вот так они будут жить. Вот этого, получается, вы хотите оставить своим детям.
А сами тихо, мирно жить там, не тужить там, 80-100 пожить, нахуй, блядь, слушать мне этого чувака, блядь, с интернета, блядь. Ну, вот так поживем сейчас, все уйдет, и мы уйдем, все, дети останутся, ну и похуй, блядь. Понимаете, вот с такой логикой, я точно уверен, люди живут. Вот так живут люди, блядь. И это, не знаю, блядь, нахуй. Я могу даже по родственникам понять, блядь. У меня даже родственники такие, блядь. Понимаете? Но на родственников можно было бы подействовать, я считаю, что каким образом? Если ты проснешься, допустим, каждый, вот как я, человек проснется, скажет своему, так сказать, родословию, ну, своему клану, так сказать, пусть будем так сказать, блин, руна, допустим, папина сторона, мамина сторона, и кьёха, эйтесен, и ты, получается, как у Мавроди, бля, МММ, пирамида. Получается, кто-то начал, кто-то распространил, сказал, и получается, не только, получается, защищенная будет моя семья, хоть и манкуртская, допустим, она будет, да, но я оставлю за собой кого-то, он скажет своему родственнику и так далее, туганана, это нашло, мы размножим, получается, вот этих патриотов будущих Башкортостана с Татарстаном. Только таким образом мы сможем, и Дагестан, и Ичкерия, да, мы только таким образом сможем раздвинуть вот эти скованность наших страхов, так сказать, вот этих тупых систем, блядь, прошлого. Понимаете, вот как нам надо вылазить отсюда, блядь. Один я не вылезу. С родственниками, даже если я хер с ним уговорю родственников встать на этот путь, блядь, тоже не вывезем, понимаете? Не вывезем, хоть и у меня с трех кровей, блядь, 3 стороны, но родственников, это дохуя и больше называется, блядь. Не вывезем, блядь. Это не так делается, блядь. Чтобы это вывозить, я считаю, блядь, там же не в женщинах дело будет идти, да, не только женщины там в счет, как говорится, мы считаем, блядь, только от системы мужиков мы отклоняемся, да, ведь этот, как сказать, делаем как бы, идем, кто может идти, 30-50. Вот такие нам нужны, блядь, парни и мужики, так сказать, 30-50, которые могут, блядь, идти на войну, блядь, ну, так сказать, против Москвы. И его не надо называть спецоперацией, блядь, или там кисербашка операция, блядь. Нет, блядь. Это война будет, нахуй, понимаете? Это будет реальная война, блядь, нахуй. Потому что путинососы просто так не сдадутся, поймите. Просто так они ничего не отдадут нам. Да. Ну вот, эмоциональный разговор с освободителем. Вот это тоже хочется послушать, если оно откроется, не знаю. Вот, дичь узкожопого. Ты где живешь? Вот. Дома. Где, блядь? Дома. Где, блядь, еще раз спрашиваю? Дома. Ты, сука, где живешь, в каком городе, блядь? Это русский город, твоя. А зачем вы русский город обстреливаете? Смотрите. Для того, чтобы такие ***ли, как ты, там не жили. Так, подожди, тут живут еще русские, как вы говорите. Все правильно. Зачем вы их обстреливаете? Русские оттуда уехали, остались как ты. Да. Вы же освобождаете русских. Правильно. Они же уехали. Уехали. Остались как ты. Вот мы от тебя освобождаем. Так я не прошу меня освобождать. Зачем вы мне тут нужны? Ебанизм, А да? от тебя никто не спрашивал, надо тебя освобождать или нет. В смысле, кто меня должен спрашивать? Никто не спрашивает, А где тебе зачем жить. вообще кто-то должен? Поганая, ты вырусь поганая, не должна жить на русской земле. И все. А как ты определишь, что это русская земля? А какая это земля? А ты Библию читаешь? Ты верующий человек? А, Самую первую страницу, самые первые строчки Ветхого Завета создал Бог небо и землю. Прочитай тебе, показать сейчас, чья это земля. что? И что? Какая-то русская земля. Это Божья земля. Создал Бог небо. Ты не православный, ты не верующий.
Чего ты взял? Ты сатана, потому что я тебе прочитал тут уже строчки из Библии. Создал, Зачем ты за уши приводишь сюда? создал Бог небо и землю. Мы много раз освобождали и еще раз освободили. Скажи мне, пожалуйста, за всю историю, кого вы освободили, кто вам был благодарен? Всю Европу освободили, вся Европа Кто была вам был благодарен за всю историю, кого вы освободили? Давай. Сука, пиздец. насрать. Ты понимаешь слово насрать? Ты где Видите? живешь? Видите, когда уже аргумент у него закончился, ему стало насрать, блядь. Понимаете, когда у узкожопых заканчивается аргумент, им становится насрать, блядь. Вот поэтому Путину было тоже насрать, без аргументов напал на Украину, блядь. Поэтому как можно в этом сральнике, грубо говоря, блядь, нахуй, где нету аргументов, блядь, вообще жить, блядь. Понимаете, вот это обычное, нахуй, было общество. Поэтому, как бы, это узкожопые. И вы, как бы, как сказать, блядь, не удивляйтесь, что Башкортостан, блядь, Татарстан, да, такие же люди. Вы не думайте, что они, блядь, не хуже, не лучше, вот такие же они. Да, по национальности башкортлар, по национальности татарлар такие же. Если ты сейчас им такой вопрос задашь, вот такой же ответ ты получишь. Вот это и получишь, блядь. Если уж не говоря о том, что, блядь, нахуй, 50-50, нахуй, СССР, блядь, живет еще в Узбекистане, блядь. Из 37 миллионов еще какая-то из этих категорий, блядь, долбится, нахуй, за бывший СССР и топит за Путина, блядь. И им-то каким боком, нахуй, Путин нужен, блядь, да? Который чмырит, нахуй, весь узбекский народ, блядь. И они топят еще за русню эту. Вот ебанутые люди, блядь. Ой, у нас какие ебанутые. А еще добавь узбеков, блядь, независимой страны, блядь. Каким боком они вообще там, блядь, нахуй? Не усрались вообще, блядь, в Россию, блядь. Понимаете, блядь? Это то же самое, что на Луну уехал, блядь, и какие-то инопланетяне приехали и топят за Путина, нахуй, блядь. Вообще не при делах, нахуй, Путин на Луну, блядь. Также и Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан то же самое, блядь. Не говоря о кыргызах, блядь. Кыргызы, блядь, все поддерживают, нахуй, СВО, блядь, нахуй. Потому что там половина из них там, блядь, с паспортами российскими. Так. А, вот еще ждуны, блядь. Вот, вот здесь тоже я нашел ждунов, блядь. Вот. Тут еще, если сейчас, блядь. Привет вам из Донецкой Народной Республики, город Горловка. Со Астаны тогда вам привет. А вы из России или из Казахстана? Все за Россию. Все за Россию. Молодцы. А вы бы хотели, чтобы Астана тоже была в составе России? Астана. Было взаимопомощь, если бы она нас забрала. Путин, наш президент, собирает семьи, исходно русские. В Казахстане еще немножко впереди, и все будет у нас отлично. У нас отлично. Дай Бог. Советский Союз, да, восстановится. Кто должен быть президентом Казахстана, Украины, Беларуси? Владимир Владимирович. Правильно, наш лидер. Охуеть. А вы готовы помогать Владимиру Владимировичу проводить референдум, например? Нам нужно будет люди, 12 человек, листовки разносить, проводить агитацию. У нас платят первые 3 месяца по 470 тысяч тенге. Это нормально, вообще? Нормально, пойдет. Нам на 3 года работать. Да. Тогда с вами можно, в принципе, договариваться, если правильно? Конечно. Готовы раздавать листовки, почтовые ящики ложить, бюллетени. Типа, хотите присоединить Казахстан к России? Да, нет. Да. Не, ну там, так бы было неплохо, правильно? Так бы было неплохо. Конечно, нет. Привет вам из Донецка. Чтобы потом узбеки не говорили, что мы не поняли. Endi mana o'zbeklarga savol. Давайте я вам сейчас вот так же отправим нахуй пару посылочек, блядь, в Узбекистан раздадим. Узбекистан присоединение от имени Соловьева, блядь, к этой пидорасии. Будете там у нас под хвостом нашим. Под Башкортостаном, под Казахстаном же вы будете. Внизу там под хвостом, хули. Внизу же вы, блядь. Давайте присоединим вас нахуй. Давайте нахуй. Нахуй, все равно любите подметать Москву, блядь. Давайте, приезжайте уже, блядь. По-братски, нахуй. Приезжайте подметать Москву, блядь. Без патентов, импотентов. Как вам такое, нахуй? Движуха, блядь.
Давайте вот так раздадим, как в Астане, вот агитируют, блядь, листовки, оказывается, по 470 УЕ будут платить, оказывается, им, блядь, нахуй. Что, блядь, листовки раздавать будут, блядь? Охуительно, блядь? Да, давайте, давайте, блядь. А вот такие ждуны, блядь, ждуны категории граждан Казахстана, которые думают и мечтают о присоединении территории казахской земли к соседней стране-агрессору, и которые с нетерпением, ну и дальше больше ждут, ну, написано там. Вот так вот. Вот, ждуны, я вам только что говорил, блядь, про хохлов, которые слушают Катюшу, блядь, в Португалии, блядь. Ай, фу, блядь, в Париже, блядь. И вот эти ждуны, блядь, очевидные ждуны, это уже, блядь, без пиздежа какого-то, если чтобы кто-то если не верит, блядь, моим словам. Вот это вот. Ждуны, которые, блядь, думают, что, блядь, если Астана будет нахрен в России, блядь, охуенно заживете, блядь. Вот тут опять в корень я вас, как говорится, прошу проникнуться в корень. В корне это полный ебанизм, в корень, блядь. Почему? В свободном Казахстане, без тукайки, в свободном Казахстане, не говоря Узбекистан и другие вот эти соседние страны, без тукайки в свободном Казахстане можно развить так экономику нахрен, что, блядь, каждый казах будет миллионером, блядь. Миллионером, блядь. Я не говорю миллиардер уж. Давайте на миллионах остановимся. Миллионером, блядь. И будет нормально жить. И в пустыне, казахская пустыня, если да, мы тоже, как иншаллах, возьмем свою независимость, казахская пустыня зацветет. Будет зелень, лес будет, урман будет, Бутанжирда. Понимаете? Поэтому, исходя от этого, если вот эта дичь, вот такая дичь уже по интернету ходит, вы думаете, понимаете, что это не утка, а это у нас, как по-узбекски говорят, бармак тыкып көріш, блядь. Хулляпма, хуллямастанма, бармак тыкып көріш, как говорится, пальцем в жопу называется это, блядь, нахуй. Только намочил палец или не намочил. Как говорится, в сухом или не сухом состоянии палец в жопу, как говорится, пытаются засунуть нахуй Москва, чтобы поращупать нахуй тему и кидают такие выкидоны, блядь, нахуй. Понимаете? Это откуда скопировано, я не знаю это видео, хуй его знает, откуда это вытащено, блядь, видео, но явно разговор с каким-то агентом, нахуй, Кремля, который, блядь, пытается, блядь, уже подействовать на, так сказать, вот это быдло население в Астане, это явно узкожопый же, по роже видно, не казах, блядь, казах вот такой, наверное, не сказал бы, блин. И, говорится, если казах такой национальности, это такую фишку сделал бы, наверное, казахи пизды ему дали бы, наверное, это очевидно, блядь. Это вот узкожопый, который живет, блядь, нахуй в Казахстане и топит нахуй за свободу, за свободу Казахстана и присоединение к России. Ну это полный бред, нахуй. Еще до этого, еще в прошлом году, дохуя видосиков повылазило, помните? Именно Астана, еще какие-то города, блин, там быковали, короче, говорили, что, блядь, узкожопые быковали, типа, в Россию надо, блядь. Блядь, сами живут, нахуй, как проголодь, нахуй. И они проголодь, нахуй, в Россию хотят, нахуй. Ебанутые, нахуй, блядь. Вы ебанутые, блядь. Базара нет, блядь, нахуй. Было бы так, что, блядь, нахуй. Люди, допустим, наверху была бы Америка, допустим, в Казахстан, да? И наверху Америка, и сказали бы, вот казахские люди, казахские, не русские, хотят в Америку, как Америка жить. Как-то можно было бы понять, блядь, хотя бы, как-то можно было бы это разъяснить, блядь, для себя хотя бы, что нихуя, да, огромная экономика, тут, ну, блядь, жить, блядь, нахуй, в Казахстане и морозить себе в голову, мечтать о России, это ебануться, блядь. Это ебануться полно, блядь. В первую очередь, какой стороны можно здесь подъехать, какой логикой, блядь? В первую очередь, сразу на мясо. Вот если это произойдет, не дай Аллах, да, все на мясо поедете вот в Украину, там в Африку, работать на Вагнер. Все, вы будете мясорубкой, нахуй. Свежее мясо. Все, это поголовно. Вы пойдете под откос, нахуй. Если такая хуйня, не дай Аллах, произойдет. Это, конечно, просто это я такое говорю. И чтобы это произойти,
Еще надо, ведь еще такие движения, что, блядь, зайти в Казахстан надо. Это значит, надо столько народа заебенить, блядь, с двух сторон, блядь. И самое хуевое, третье тут, блядь. Башкир, татар, блядь, сука, барашак быть, блядь. Дагестан, чечен пойдет на первых рядах, блядь. И после этого вопрос чеченцам будет. Вот прямолинейно чеченцам и чкирийцам, блин. Всем. Как вы пойдете Казахстан долбить, который вас в голодные времена взял себе? Как вы пойдете, каким вы лицом за Путина пойдете убивать казахов? Это вы вообще думали? Нет? И у меня даже в мыслях нет такой мысли, чтобы идти, допустим, в Узбекистан убивать узбеков за русский мир, блядь. Понимаете, это же пиздец же это, блядь. Поэтому я же вам до этого называл Бахрома, блядь. Бахром ебанутый. Бахром, который, юрист Бахром, это, часто вы видите его, выступает, меня тошнит, когда я его вижу, блядь. Юрист, блядь, нахуй, из Москвы, блядь, Бахром, блядь, который защищает иммигрантов, а на самом деле, блядь, подъебыш, нахуй, русских, блядь. Вот такая же хуйня, блядь. Вот таким образом, блядь, нахуй. Вот даже ему вопрос это, блядь. Ты пойдешь, блядь, нахуй, убивать, блядь, узбеков своих, что ли? Ты же, блядь, в десна целуешься с Москвой, блядь, и ты хочешь сказать потом, ты мне будешь оправдываться, что я... Нет, убивать-то я не хотел, но... Чё но, блядь? Чё, блядь? Почему ты с ними до сих пор? Я же вам предъявлял бы, даже такую тему кидал, блядь. Руслана, защищая Габасова, насчет Мурзагулова, долбоеба, Манкурта Мурзагулова, который осознал, что это пиздец, и сбежал, блядь. Пресс-атташе этого ебаного Хабирова, Путина, блядь, кого он там был, блядь, атташе, блядь. Хуй, Мурзагулова, знаете же, Станиславский, блядь. Как его имя, блядь. Вот, прикиньте, блядь, вот такая же хуйня, блядь. Или будете бежать вот такие люди, блядь, вот эти, которые ждуны, блядь, будете бежать, блядь, с корыта, нахуй, дырявого, блядь, нахуй. Вот, допустим, да, вот эти ждуны, блядь, будут кидать листовки по Казахстану, по Узбекистану, что, типа, все, будет СССР, блядь. Листовки СССР, прикиньте себе, вот, прикиньте. И тут заходит Россия, начинает с Казахстана. Не дай Аллах, такая хуйня происходит. Вот эти же долбоебы, они же, блядь, нахрен, первые убегут, блядь. Они же не пойдут ни туда, ни сюда воевать. Они убегут куда-то нахуй, блядь. Они убегут, бросят Казахстан и убегут, понимаете смысл? Они не станут ни на ту сторону, ни на эту нахуй не станут они, блядь. Просто по съебкам дадут нахуй. Нихуя себе, блядь, на самом деле что-то произошло, что ли? Они подумают, ебанутся нахуй, и дёры дадут, блядь, как вот релаканты сраные, блядь, бежали, вот так и будут бежать, блядь. А если вдруг даже кто-то захочет заходить, блядь, зайдут головорезы, вагнеровцы, нацисты зайдут, понимаете, блядь? Туда нормальный народ не зайдет, первая ходка пойдут нацисты, блядь. А в нацистской, вагнерской системе кто сейчас, знаете? Те, которые, блядь, собраны, блядь, в Ахмад-Силе. Ахмад-Сила что собирает там? Весь сброд, нахуй, из России. Он içinde башкирт да бар, татар да бар, бурят, якут, все там внутри есть. Понимаете, кто зайдет туда? Вот такая быдло, блядь, наше население зайдет туда. Вы думаете, что там, одни русские, что ли? Нихуя, русские уже при, блядь, Пирожкове, это как этого, Пригожине, блядь, сдохли они. Уже положили русских они там. Там, может, будет какая-то часть русских. Но Вагнер, блядь, нахуй, будет сейчас разнобойный, блядь. Вот от Ахмад-Силы, блядь, будет. Вот такой Вагнер, блядь, если даже он куда-то попрет, блядь. Так что здесь думать и думать там, блядь. Ебанизм полный, я вам скажу. Так. Теперь, да, это тоже, видите, старая тема, но тут тоже интригующая тема, это касается всех. Вот смотрите. Более 1 миллиона иранцев обратились в христианство. На данный момент в Иране наблюдается самый быстрый рост христианства в мире. После исламской революции 1978 года численность верующих выросла с 500 до более 1 миллиона.
Я тоже подозреваю, что мой сосед, блядь, тоже такой же, блядь, крестоносец, нахуй. Мой сосед, блядь, иранец, крестоносец, блядь. Я так думаю, нахуй, блядь. В настоящее время в Иране наблюдается самый быстрый рост христианского движения в мире. После исламской революции 1979 года численность верующих выросла примерно 500 человек до более чем миллиона сегодня, блядь. Миллион, блядь, сегодня, прикиньте. А их в тот раз, я вам говорил на эфире, 92 миллиона, блядь. Тире 98 или что такое, блядь. 100 миллионов их, блядь, грубо говоря, блядь. Из них 1 миллион крестьян, блядь. Какого хуя, блядь? Непонятно. Ёбы дались люди. Это во многом связано с разочарованием нации в теократическом правлении исламского режима. Несмотря на тюремное заключение и жестокие преследования, иранцы продолжают евангелизировать, распространяя Библии контрабанды, используя цифровые каналы. Отсутствие центральных зданий фактически ускорило распространение христианства в Иране, поскольку оно основано на евангелизации от человека к человеку. Эта тенденция сейчас распространяется на соседний Афганистан и Таджикистан. Ну вот, видите, теперь посмотрим это с другой стороны. Почему так происходит? Потому что в каждой этих стран, Иран, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, почти такое же состояние, блядь, нахуй, не лучше, блядь. Почему? Потому что идет диктатурная система. Почему так? Потому что, блядь, нахуй, сидите сложа руки, нахуй, блядь. Сидите нахуй, блядь, нахуй. Дальше вот так, блядь. Скоро все, блядь, узбеки крестоносцами будут. Иранцы тоже крестоносцами будут. Все вот такие будут, нахуй. Уёбки, нахуй, будут, блядь, одним словом, блядь. Почему? Потому что они находят, блядь, нахуй, спасение уже в другой религии. Потому что ислам их долбит во все щели, нахуй, блядь. Почему? Потому что у них, блядь, ебанутый ислам, блядь, понимаете, блядь. Я же вам в тот раз тоже в эфире говорил, почему, блядь, шиизм это полный ебанизм, блядь. Шиизм, ебанизм, блядь. Это нормальная тема, да? Сори. Поэтому, когда люди, живя в нормальном суннизме, ну, сунниты, короче, нормальном исламе, переходят в шиизм, блядь, нахуй. После этого, нахуй, в поиске, блядь, крестоносцев, блядь, Евангелие, это пиздец, нахуй, я вам скажу. Вот это как раз Евангелие, если я не путаю, это как раз-таки та секта и свидетель Йогова. Вроде бы из этой категории. Вот евангелисты, еще одна есть течение, блядь, нахуй. И может оно одинаково, и вот это поеботина. Свидетель Йогова, блядь. Вот, понимаете, да? Но от этого нам ни тепло, ни холодно. Хуй с ним, шииты, что хотят, то и делают. Пусть похуй нам, блядь. Но не в этом суть. Суть в другом, блядь. В том, что, блядь, они, самое главное, блядь, вот это шииты, так сказать, блядь, нахуй, прыгают, блядь, с одного на другое, прыгают, нахуй. И вот эту дичь, нахуй, да ведь, вот эту дичь свою, блядь, нахуй, хотят прогнать, так сказать, своему миру. Они прогнали, понятно, нахуй, прогнать нам, блядь. Прогнать нам в каком понимании, блядь? В том, что, блядь, нахуй, они показывают пример, блядь, нахрен, нам, исламу, чистому исламу, что, можно же, оказывается, вот так в расслабоне жить. Понимаете, вот это они хотят нам прогнать сейчас. С помощью крестоносцев. Понимаете? Всегда я же вам говорю, блин, и все прекрасно знают, третий всегда шайтан. Вот двое сидят, третий всегда шайтан. Вот всегда вот. И вот третий шайтан подкрался из-под кустов, так сказать, нахуй, блядь. И вот он хочет, получается, этим самым, так сказать, раздолбать полностью, блядь, их, так сказать, еле как на костях, так сказать, нахуй, повешенных, убитых людей, блядь, и шиизм, разъебать этот гробаный шиизм под христианство. Получается, блядь, в мире раньше разной хуйни происходило, блядь, нахуй. Кто-то туда уходил, кто-то сюда уходил, блядь, всякая дичь, нахуй. Мы вот даже далеко бегать не надо, блядь, индусы, блядь. Индусы до сих пор, блядь, и вон, Митхун Чакраборти, Гандон, говорит, надо резать, говорит, мусульман, блядь. Понимаете? Митхунчик, блядь, ёба дался вообще. Бабай, блядь. Крякнул уже, блядь. Крышей, блядь.
И вот после этого и думаете, что это 92 миллиона всего лишь. А в Индии 1,5 ляма, блядь, уёбков, блядь. 1,5 ляма, блядь, грубо говоря, блядь. В Китае сколько их, нахуй, то же самое, блядь. Тоже 1,5 ляма, или сколько там их, блядь, 2,5 ляма. Сколько их, нахуй, кто из них больше, блядь, я не помню, блядь. Ну вот, прикиньте, блядь. Вот это, блядь, ебанизм хочет пройти, блядь, через все, блядь, исламские институты и так далее, блядь, прогнать нам эту всю нечисть, блядь. А теперь вернемся к... Что я хотел сказать, блядь. Почему так? Потому что мы молчим, блядь, и не убираем свою диктатуру. Мы своего Путина не можем убрать, а вы создали у себя в своих странах диктатуру. Понимаете, вот Иран диктатурный, Таджикистан, Афганистан, все, вот. И почему всегда, вот, если даже ты болеешь, допустим, я сравнивал, порезался с кровью, вот, допустим, порезался, почему идет атака крови, как бы защита крови идет, как это называется, капилляра или что-то, защищает, блядь. Почему? Чтобы дальше не заражалось или там не вытекало, или, ну, защита, блядь, понимаете, Аллах Та'алям нам сделал защиту тела, блядь. И тут получается, когда внутри получается гной, допустим, как в Иране, внутри сидит гной, как у нас путиносос, я же говорю, аждаха, там, анаконда, блядь, вот эта дичь, гной, блядь, сидит внутри России, там, Ирана, гной, и он гноится. Ему же вытечь нужно куда-то, а он не вытекает, блядь. Самооборона мощная, понимаете, как бы вот этого гноичка ебаного защищают, блядь, внутри. Оно должно вытечь. И оно не может вытечь. И в этот момент, блядь, приходит, нахуй, так сказать, извне, каким-то хуй знает образом, вот как этот, блядь, кривыми путями, к ним приходит Евангелие. Приходит им другая религия, блядь. Понимаете, это до такой степени это полный, блядь, ну, ебанизм к тому, что, блядь, ну, у нас не лучше было. Казань крестанули, блядь, узбека крестят, блядь, сука, блядь, я хуею, блядь, просто. Вот, у нас не лучше, блядь, у нас не лучше. И вот, получается, просачивается в эту шиитскую систему, потому что она гнилая, диктатура гнилая, блядь, просачивается другая религия. Миллион, говорит уже, да? Миллион, блядь. Миллион, потому что исламский институт ихний дырявый. Он не может, блядь, себя вести правильно, потому что не суннизм. Почему? Потому что шиизм. Неправильные действия привели к тому, что человек просто отрекся. У нас, получается, становится атеист, потому что атеист, нахуй, не доебешься. А у них в Евангелию переходят. А еще сюда добавьте еще дохуя атеистов, блядь. Вы думаете, что, шииты прям все намаз читают? Блядь, не смешите нахуй мои кости. Поэтому, исходя от этого, видя вот этого соседа моего, уёбка нахуй, я вам скажу, блядь, они, если они не придут в суннизм, вот эти шииты, блядь, они закончат плохо. У них конец будет печален вообще, блядь, нахуй. Потому что гоблины конкретные, нахуй. Вот, и беря, блядь, своего соседа, я вам аргументирую конкретно, блядь, что они грязнули в первую очередь, нахуй. Я вижу, блядь, по его видухе. Ему похуй на все. В стране мочат людей, ему похуй, блядь. Его стране похуй, он сбежавший, что ли, или что, блядь, нахуй, какой-то хуй непонятный, беженец, блядь. Теперь я точно, вот прочитав это, подозреваю, что он крестоносец. Он вот по какой теме сюда приехал. Где-то крестанулся и сказал, наверное, мне не дают там жить, меня могут убить, крестьянин. Нормальная отмазка работает, блядь, нахуй. Она работает, рабочая отмазка, крестанулся, блядь, нахуй. Как бы, вот такая хуйня, блядь. Ну, как говорится, как он первый день сказал, тихо такой, ЛГБТ нехорошо. Он говорит, это ЛГБТ. ЛГБТ это называется, оказывается, здесь, блядь. ЛГБТ называется ЛГБТ. ЛГБТ, говорит, громко не ори, говорит. Я, говорит, не такой. Ну, он не такой вроде бы. Ну, он, значит, крестанутый, блядь. Понимаете смысл какой, блядь? Надо же ему какой-то аргумент, блядь. Вот теперь я точно, блядь, понял, что за дичь.
Крестанутость, блядь. ورب الكعبة ما تذكر. ايش بك هذه؟ Ну вот. Почему гои всегда были для них другими? Основа еврейского закона и теологии. Ну, про гоев, конечно, вот тоже, наверное, слышали, смотрели, я не хочу это включать. Ну, коротко скажу, блядь, уёбки, нахуй, евреи, блядь, на своей волне, нахуй, блядь, ищут во всем, блядь, гоев, нахуй. Гои это, блядь, получается для них, как я понял, блядь, это крестоносцы, блядь, и мы, блядь, да все, нахуй, кроме них, все гои, нахуй, для них, я как понял, блядь. И все гои, нахуй, и в итоге, короче, блядь, если ты гой, нахуй, то ты их не ихний, блядь, все, мочить, нахуй, убивать, нахуй, все. Дичь такая, блядь, у них. И потом после этого говорят, нахуй, что ислам это терроризм. Блядь, терроризм это они, блядь, суки, ебаные. Шииты и сунниты. Объяснение за 2 минуты. Ну, вроде бы это мы слушали один раз уже. Ну да, это уже здесь все к старому пришли. А, вот этот вот я ну, просто скажу, вспомнил тему. Короче, вылез какой-то хуй из Кыргызстана. Вот этот чувак. Правда ли, что Ленин помог кыргызам возвратиться из Китая после событий 1916 года? Но там еще добавлено про казахов тоже, где-то в комментариях или где-то там. Включать не хочу больно. Короче, этот черт, для меня он черт, блядь. Вот я не могу понять людей, которые, блядь, восхваляют коммунизм, блядь. И тут, получается, он, блядь, выкопал откуда-то дичь такую, блядь, нахуй, что, блядь, Ленин помог кыргызам вернуться из Китая, блядь. И это прям на весь все горло орет, он доносит это, пытается донести людям, блядь, что он, блядь, спас кыргызов, нахуй, хуй знает от чего-то там, блядь, от Китая, нахуй. Допустим, в данный момент мы знаем, что вот у меня уйгур здесь, товарищ был, в тот раз, помните? Раньше я вел эфир, блядь, в другом городе, уйгур был. Уйгур говорит, что там, сторона Уйгурстана, и казахи живут, и кыргызы живут, все живут. Проблем нет там. Живут там в уйгурской земле. Поэтому как бы вернули их оттуда сюда, это как-то звучит странно, блядь, я вам скажу, блядь. И восхваление Ленина, блядь, конченого нахуй, это тоже странность. Вот это и как раз-таки, почему я его вытащил сюда, засунул в телегу себе, чтобы как раз-таки вам донести о том, что коммунисты, блядь, коммунисты, так сказать, нахуй, в кавычках, нахуй, не только в Узбекистане, нахуй, вон, и в Кыргызстане их дохуя, блядь, которые думают, что при коммунизме они хорошо жили, и Ленин молодец, блядь. Поэтому вы должны понимать, что вот такие люди, в виде вот он, вот тот, блядь, Бахром, блядь, узбек, вот такие люди, они будут долбить нам всем о том, что, блядь, нахуй, с русскими нужно в десна целоваться, сосать им хуй, блядь, грубо говоря, блядь, долбиться в жопу с ними. В итоге вот такая хуйня, блядь. Поэтому мы не из этой категории, блядь. Альхамдулилля, мы уважаем, как говорится, себя в первую очередь. И уважаем, что мы мусульмане. И мы не будем вот дичь под эту дичь подкатываться. Вот и все, блядь. И это вы должны осознавать. Вы должны осознавать, что вот такие, блядь, долбоящеры, себе на уме какие-то умнички, блядь, которые повылазят и начинают нам говорить, что вот их спас Ленин, спас Петя и Вася, блядь, еще кто-то нахуй. Это я считаю, что, блядь, нахуй, это перегиб на ту сторону, блядь. Это понятно, блядь, можно сказать, блядь, вот была война 41-45 годов, блядь, меня спас русский, меня спас украинец, меня спас это, то все, блядь. Ну, суть-то, блядь, того, что, блядь, нахуй, сейчас мы уже не живем в то время. Спас он, понятно, Рахмат, как за человека Рахмат, но, блядь, человек захвачен, блядь. И русский мир захвачен. Евреями, блядь, путинососами, я не знаю кем, блядь, нахуй. Этот мир захвачен, блядь, нахуй. Получается, если сейчас Россия это значит русские, значит мы понимаем, что они русские.
Все, значит, получается, они наши враги, получается. Но не все, понятно, блядь. Но когда ты говоришь, что, блядь, Ленина, еврея, нахуй, говоришь, что он нас спас, блядь, но это что-то уже какая-то точно больничка, нахуй, психология, нахуй, я думаю, блядь. И это выходить, блядь, и давать под это интервью, он где-то дает интервью, блядь, я не знаю, блядь, ну, полный отстой, я думаю, блядь. Потому что, вот, если мы возьмем Монголию, мне кажется, это Ленин как раз-таки половину и подарил, нахуй, Китаю, блядь. Какого хуя тогда пол Монголии в Китае, блядь? Почему они не жалуются? Или не говорят, что вот подобрали? А потому что боятся. Как Монголия может сейчас против Китая выйти? Никак, блядь. А то, получается, другую сторону ерести, блядь, несет этот дебилоид, блядь, что Ленин помог, блядь. Понимаете? Вот примерно я такой бы вам привел пример, блядь, что Монголия, получается, не может, ну, живет каким-то образом без своей половинки внутри Китая, блядь. Не говоря, что еще, блядь, внутри России, может, их земли есть, блядь, остались. А тут еще, блядь, нахуй, кыргыз, живя, блядь, на казахских землях, с узбекскими землями пополам, может, и таджикские там земли еще кто-то говорил есть, блядь, на 3 части земли поделенные кыргызы, живя, блядь, хвалят Ленина, блядь. Вообще пиздец, ебанутые, нахуй, люди, блядь. Понимаете, блядь? Поэтому с такими, блядь, мыслями, нахуй, вот с такими мыслями Кыргызстан далеко не поедет, блядь. Я, ну, так уж развернуто я вам объяснил эту тему, блядь. Хуйня это полная, блядь. Нужно, понимаете, порой моментами нужно понимать, блядь. Помощь вот в того времени, помощь помощью, но ты должен эквиваленте зла тоже смотреть. Понимаете, блядь? Помог он, Ленин, вам, блядь. А коммунизм что сделал егошний, блядь? Егошний, блядь, вот этот коммунизм что сделал Башкортостаном, Татарстаном? Сколько людей погубили, блядь? А? Кыргызам помогли. Да кыргызов тоже так же мочили, блядь. Помогли замочить вас. Помогли, нахуй, блядь, вас в дальнейшем потом мочить, нахуй. Сделать манкуртами, блядь. Вот это ты почему не говоришь сразу, параллельно к этому? Да, он нам помог, а потом нас выебали еще добавок. Вот как-то так ты должен говорить. О, ташакур. Thank you. О, бисмилля. Человек угостил меня напитком. Вот. Получается вот так вот, понимаете? И в тот день что-то писали, не знаю, произойдет, постоянно пишут, произойдет, что-то не произойдет. Атака на Иран может произойти в любой момент. Times of Israel пишет. Чё ж, блядь, не происходит, блядь. Армия Израиля уже завершила подготовку к американскому удару по Исламской республике. В ближайшее время будет завершено развертывание сил США на Ближнем Востоке, отмечает газета. Но что-то я не вижу, что оно происходит, блядь. Я вам скажу, блядь. Как-то так. Теперь перейдем по новым, наверное, движениям, так сказать, по новостям новым пройдемся уже. Да ведь чуть-чуть еще посидим и будем, наверное, закругляться. Ну, еще не вечер, я принципиально рано начал. 4 часа мы с вами сидим, 4 часа 10 минут сидим. Я принципиально раньше начал сегодня, смог, так сказать, раньше выйти. Постоянно здесь диваны заняты бывает, блядь. Вот они вот так и так заняли 2 дивана. Я вот сижу на разваленном диване. Скоро на полу буду сидеть вообще, блядь. Гой это скот на ихнем жидовском языке. О, ну подавно, блядь. Ну вот, скотов, получается, они нас на пастбище держат, кормят нахуй, а потом мочат. Коммунизм это тоже секта, причем крайне опасная секта. Вот. Вот КНДР, блядь, и Китай, блядь. Вот, коммунизм до сих пор у них. Ебанизм, блядь. Вот, русские нацисты призывают объединиться и вооружаться. Ситуация в стране разогревается все больше. Ну вот. Всех приветствую. Вот. В очередной раз русского парня зарезали. Специально завезенные инородцы из стран, предавших нас в войне с укронацистами под названием УДКБ. Обращаюсь ко всем мужчинам и женщинам нашего народа. Закон нашей страны разрешает иметь оружие самообороны. Понятно? Стоимость травматического пистолета дешевле старого айфона.
Если вы не можете защитить себя и ближних, значит вы, возможно, и не мужчина вовсе. Да, возможно, будут проблемы с юридическими последствиями, но пусть лучше судит один, чем не суд четверо. Такое время и такова жизнь сегодня. Чтобы выжить, нужно быть вооруженным и объединенным в дружины русской общины, своих городов. Закон и правда на нашей стороне. Объединяйтесь, иначе вымрем. Иначе вымрем. Слова поняли, да? Переводить же не надо, наверное. Тупых нет уже, надеюсь. И вот, смотрите. И это в открытую говорится. А мы вам это уже долбим сколько времени, блядь. Габбасов вам постоянно говорит, вооружайтесь. Габбасов, вот его слова я вспомнил, вооружайтесь, говорит. Я вам всегда говорю, блядь, вооружаться это ладно, блядь, нахуй. Просыпайтесь, блядь. Просыпайтесь, блядь, нашу, блядь, движуху, понимаете, блядь. Или создайте свою движуху, блядь, против этой узкой общины, какая-нибудь, нахуй, башкирская община, блядь, татарская община. Я 1000 раз же вам сказал, блядь. Тот раз только говорил, узбекскую общину сделайте в Узбекистане и зачищайте, блядь, нахуй всех. В чем проблема? В Казахстане сделайте казахскую общину. Опасно, да, базара нет, опасно такую общину делать. Завяжут, засунут на лет 20, блядь. Поэтому Башкортостан и Татарстанга тут остается только одно, блин. Вступать в нашу движуху. Наша движуха, блядь, она приведет этому конец. Этому конец. Мы одни не сможем, блядь, это сделать, понимаете? Нас мало. Их много. Это целая, нахуй, система. Когда я говорю уж много, вы не думаете, что весь узкожопый мир, блядь, против нас станет. Заебется вставать. Очко, нахуй, они не станут, блядь. Джим-Джим у них очко, вы что? Если вы боитесь, они что? Они больше вас боятся, вы что, блядь? Они-то не станут. Система встает, понимаете, блядь? Мы боремся с системой, блядь, нахуй. Понимаете, вот я прям вспоминаю, блядь, нахуй, фильм, блядь, Скофилда, блядь, Майкл Скофилд, помните, блядь, если правильно я помню его имя, блядь, «Побег из тюрьмы», блядь, американский фильм «Побег из тюрьмы», блядь, где, блядь, нахуй, Майкла Скофилда, блядь, нахуй, засунет мать, блядь, которая в системе будет, понимаете, какое предательство, материное предательство. Мать засунет старшего сына, потом младший сядет, чтобы вытащить старшего, блядь. Майкл Скофилд, блядь. Если помните, «Побег», блядь. Прямо аж, блядь, на одном духе я его просмотрел. Охуенный, блядь, фильм был. Еще, ну, лет, блядь, точно, блядь, лет 10, можно сказать, блядь, 13 лет назад где-то вот так. И вот прикиньте, блядь, вот эта система, она, понимаете, это не люди. Так сказать, блядь, это система. А систему сломать нужны люди. Понимаете, блядь, нахуй? Вот, прикиньте, ну, мы же в 21 веке живем, блядь, ну, не до такой степени, что мы не летаем на летающих тарелках и так далее, блядь. Имеется в виду, блядь, система, это система государства, так сказать. Там тоже люди, само собой, блядь, но вооруженные люди до зубов, нахуй, блядь. Понимаете, блядь, нахуй? У них все полномочия. И вот эти, блядь, систему полномочий мы должны сломать, блядь. А мы можем сломать. Потому что мы знаем, что там тоже люди. И, как говорится, не все роботы. Поймите, блядь, нахуй. Роботов нет, по сути, блядь. Еще пока. И поэтому, блядь, вот буны гапыда джамбар. Это означает, блядь, они встают, и мы встаем. Бізге да туғанлар тұруға керек, блядь, уянырға керек, блядь, қорқып ятмасқа керек, нахуй, блядь, понимаете, блядь? То, что он, блядь, один высказал, блядь, сейчас, блядь, поймите, заберет этот каждый, блядь, начиная, вон, малолетки, нахуй, если убивает таджика, блядь, ребенка, его слова услышит, нахуй, весь, нахуй, вот этот узкий мир, блядь. Весь узкий мир услышит и будет вооружаться, блядь, понимаете? Если у какого-то там Исмаила, или как там, Слома, или как его звали, блядь, забыл, блядь, нож где-то был, блядь, как он пырнул, убил того русского недавно, блядь, и тот долбоеб узкожопа пришел из дома с кухонным ножом, убил, блядь, этого, того таджика, забыл имя, блядь, имена не могу запоминать. Короче, пацан, мальчика убил, а этот, блядь, пацан таджик убил того, блядь, вот
Что за нахуй, блядь, нахуй? Мы что, блядь, в диком обществе живем, блядь? Понимаете? Поэтому в будущем Башкортостане, в Татарстане никакого нахуй оружия в народе не должно быть в дальнейшем. Это просто в данный момент идет такая тема, блядь, узкожопы вооружаются, нам нужно очиститься, блядь, нахуй. Очиститься получается в таком понимании, что мы должны уничтожить нахуй тех, которые, блядь, Башкортостан, Татарстан не хотят видеть независимыми, это раз. И во-вторых, уничтожить, сосед пришел, уничтожить, получается, систему Москвы. Все, вот для этого нам нужно оружие, блядь. Потом мы, иншаллах, не будем пользоваться оружием, блядь, нам нахуй это надо. Будет оружие только у полицейских и у военных, блядь. Вот и все, блядь. Нам оружие зачем надо, блядь? Даже нож нам не нужен будет в свободном Башкортостане, в Татарстане, блядь. И даже с открытыми границами Казахстана, с Узбекистана и так далее. Нам не нужны будут какие-то оружия. Почему? Потому что мы не будем воевать с кем-то. И у нас на улицах будет лучше и тише, чем даже в Европе, блядь. Порядок будет конкретный, блядь, нахрен. Я не говорю, что менты будут ездить, блядь, круглый год, нахуй, блядь, дичь вот это. Нет. Вот именно будет та система, которая будет способствовать, блядь, для защиты населения и всяких бандитизмов, блядь, внутри имеется в виду, блядь. Поэтому я вам так, половина эфира, то что ли, до этого я говорил, почему я хочу найти даже с сектантами общий язык, даже с сектантами общий язык. Почему? Потому что сектанты тоже живут в каком-то обществе, где их гнобят, где их, блядь, туда кидают, сюда кидают, нахуй. И вот это общество тоже должно найти в наших землях, точнее, их тоже земля это, блядь, получается, да, ведь, найти спокойствие и жить, как им хотится, так сказать, как хотят, так и пусть живут. Главное, по конституции Башкортостана с Татарстаном. Но в своем, так сказать, блядь, в хлеву, так сказать, пусть сами что хотят, то и делают, блядь. Как-то так, блядь. В 8 лет я мама в декрете. Слежу за нашим сыном и трачу его деньги. Лет я мама в декрете. Слежу за нашим сыном и трачу его деньги. У вас 8 лет я... Ну все, вот импортозамещение или пока российские мужчины на СВО. Все нормально. Будет черно-белое кино. У нас тоже нормальная тема. Но я, честно я вам скажу, не против этого. Но пока Башкортостан с Татарстаном не наберет какое-то энное количество своих, так сказать, своих национальностей, энное количество, там, ну, блядь, там 20-30 миллионов пока не вырастет весь Башкортостан с Татарстаном в новых землях, имеется в виду, на новых землях, нам нужно, блядь, плодиться только между собой. Не надо нам, нахуй, размениваться на турков там, блядь, нахуй, на еще кого-нибудь, нахуй, на всякую дичь ебаную, нахуй, индусов и так далее, блядь, нахуй. Понимаете смысл? А насчет черных с Африки там и так далее, да, ведь я не против. Почему? Потому что они вообще как бы, ну, так сказать, блядь, к какому-то нацизму, к какому-то плохим действиям, они как бы, по сути, они, блядь, не это, ну, как это, блядь, не использовались, точнее, их всю жизнь использовали. Все их использовали. Они, так сказать, знаете, с моей интерпретацией можно сказать так, что они сами пострадавший народ. Поэтому я считаю, что с такими строится семья, получается, твой ребенок не будет, так сказать, каким-то нацистом, не будет он каким-то изгоем общества, да, так сказать, блядь. То, что он черный или белый, мы, альхамдулилля, мы мусульмане, нам разницы нету. Вон, все братья у меня черные рядом, все нормальные мусульмане.
И исходя от этого, я считаю, что это нормально. Если с такими кровями размножение идет, это нормально. Но если твой, так сказать, быдло муж, блядь, так сказать, нахуй, хуй поймешь, блядь, коровник, блядь, так сказать, блядь, индус или что-то в этом роде, вот это уже нахуй беспредел, я считаю, блядь, нахуй. Беспредел, блядь. Башкортостан, Татарстан на это должен четко реагировать, блядь. Такая хуйня не прокатит, блядь, в дальнейшем. Такая хуйня не прокатит. И я даже вам пример привести могу. Родственники у меня живут в Москве. И в свое время, блядь, одна у меня, блядь, сестра, блядь, ебанутая нахуй. Вот, манкуртская сестра моя, ебанутая нахуй, чуть не выскочила за индуса, блядь. Ну как не выскочила? Выскочила уже, блядь. Поехала нахуй, блядь, в Индию, блядь, нахуй. Все, думает, живут, все, припеваешь, все охуенно. И что-то, блядь, ее пытаются что-то заставить, чему-то пытаются что-то сделать. А она же москвичка, нахуй. Она что, блядь, что-то будет делать, что ли? Да пошли нахуй, она сказала, всем нахуй. Собрала все это нахуй. Послала нахуй мужа, блядь, нахуй, на 3 буквы, наверное, блядь, я так понял, блядь. Все, собрала, блядь, чемоданы и уехала, блядь. Вот такая была у них, так сказать, недолгая, блядь, хуйня, блядь, нахуй, свадьбы, блядь, с индусом, блядь. Где она, нахуй, его нашла, я не понял, блядь. Ну, я как понял, блядь, он учился в Москве, блядь, все такое, нахуй, блядь. Хуй знает, на кого он учился, блядь. И вот они, блядь, где-то снюхались, нахуй, в Москве, блядь. И он увез ее туда, блядь. Такая пышная свадьба была, вся хуйня, нахуй. И в оконцовке пизда, блядь, нахуй. Она охуела жить в Индии, блядь. Просто охуела. Но представьте, блядь, ты живешь, блядь, в той же Москве, блядь, всю жизнь, блядь, ты москвичка, блядь, и ты попадаешь в какую-то, блядь, Индию, нахуй, засранную, блядь, нахуй. Ну как у тебя будет реакция, блядь? Ты скажешь, нахуй ты мне вообще сдался, блядь, нахуй. И вот она так и сделала. Но все-таки чувствуется, что она все-таки татарка, блядь. Видно, что нам татарам просто так нахуй не угодишь, блядь. Просто так не прокатит вся хуйня, блядь. И вот так вот она ебанула, блядь, и его, блядь. Как его зовут, блядь, нахуй? Блядь, Карина, что ли, блядь, зовут, блядь. Карина, другая, блядь, еще как-то зовут, нахуй. Хуй его, не помню, блядь. Имена даже, блядь. Ну, мне троюродная сестра она, блядь, нахуй. Пиздец там, блядь. Пиздец. Кабельджон, я... И еще, знаете, Хобблджон. Вот Хобблджон. А узкожопые называют его Джоном, блядь. Джон, американец, что ли? Джон, блядь. Джон Кеннеди, нахуй. Не Джон, блядь, да не надо там употреблять, блядь, узкожопые хотя бы чуть-чуть, когда вы пишете, блядь, и всем касается, которые не знают ни узбекский, ни таджикский, блядь. Хобблджон. Чего вы так грубо изгаляетесь, нахуй, над языком и над именем? Хобблджон. Кабул это принять. Кабул это Кабул был, да. Принялся твой ислам. Кабул. Город в Афганистане. Кабул. И еще 1000 раз повторю, блядь. Кабулджон. Джон. Не, когда говоришь Джон, это душа, Джон. Это там нету Д, блядь. Не Джон, блядь, нахуй. Диги Джон. Не Джимми, блядь, а Джон. Он. Не Джон, блядь. Джон, блядь. Пиздец, нахуй. Блядь. Мурманская область, 3-й день без света, введен режим ЧС. С 23 января без электричества остается Мурманск и Североморск. Причиной стало обрушение линии электропередач. Опоры старые, подлежащих ухода нет из-за финансовых проблем. Деньги нужны для завоевания новых территорий. Обещанная подача света по графику сорвалась. Электричество появляется на часы и снова пропадает. Из-за аварии стали троллейбусы, в домах прорывают трубы, люди остаются без воды и тепла. Одним словом, движуха, все идет по плану. Ну вот, прям можно вспомнить про Узбекистан сразу. Че, света нету, нахуй, газа нету. Мурманск 2-0, нахуй. Так что вот как-то так. Ничем не отличается. Ничем, блядь. В Узбекистане снега нет, у этих снег. Ну, че, блядь. Ну, света нет, газа нет. Одно и то же, блядь. Кабулджан. Ну, Джон. Ну, Джон. Вообще, как бы, да, Джон, он, ну, как бы, произносится, наверное, с О буквы читается, да, ведь, а в
пишется А, наверное, Жан. Ну, А тоже не пишется, конечно, это неправильно. Джон. Кабельджан. Нет, у нас с буквы О. Джоном, потому что они вот так Джаном. Не Джаном, блядь. Джоном, блядь. С буквы О, блядь. Понимаете? Джаном, блядь. Это как эти армяне, что ли? Джаном. Сори. Просто, блядь, смотрю, блядь, давно уже. Что-то думаю, губы уже высохли. Так. ТикТок 8 человек, в Ютубе 4 человека. Все, спать ушли все. Ютуб все, накрылся. Видите, вот самое интересное, я вот проверяю принципиально. Ютуб рано выйдешь, никого нету. Ночью выхожу, в Ютубе людей больше, чем днем, блин. Вот как можно предугадать Ютуб? Я не могу понять, блин. Зато в это время ТикТок есть зато. И вот впервые в ТикТоке сидят там 7-8 человек, блин. А то бывает один человек только в ТикТоке сидит, блин. Вот как-то так. Хабиров, вот наш черт Хабиров, по БСТ жалуется. Наши дети живут в агрессивной среде. А кто создал эту среду? Это ты, Ради Фаритович. Твоя политика и есть та самая агрессия. Когда ты желаешь в Европе самой холодной зимы, чтобы люди мерзли, ты сеешь ненависть. Она и формирует реальность вокруг детей. Когда 30 миллиардов бюджета и все ресурсы уходят на милитаризацию сознания, пропаганда войны в школах, ты сам нагнетаешь атмосферу страха и вражды. Подменяешь мир культом силы. Когда твои кадры, коррупционеры, Янгиров, Казыханов и другие годами гробят образование и соцсферу, оставляя молодежь без будущего, ты создаешь среду отчаяния. Отчаяние рождает агрессию. Ты жалуешься на симптом, который сам же и вызываешь. Цинизм в том, что это осознанно, агрессивная среда нужна тебе, чтобы вечно быть главнокомандующим в особое время. Перестаньте верить лицемеру, который сеет бурю, а потом притворяется, что ее заметил. Вот как раз таки Шайка Х, кто-то это пишет, не знаю, что за группа, как раз таки здесь один подвох тут есть, один момент, блядь, этого выражения. Что-то опять дверь открыли, что ли, холодно становиться начало мне уже. Туслар, короче, надо приодеться, блядь, а то я охерею, блядь, холода. И вот, тут я могу сказать, что... Ага, 4,5 часа, сейчас давайте этот выпуск сейчас прервем и выйду я заново на YouTube заново выйду, посмотрю, если есть у меня там гигабайты, выйду, если нет, то уж не выйду. Посмотрю сейчас гиги, сколько у меня осталось, потому что этот 4,5 часа, наверное, уже на сегодня пока хватит. И батарейка садится, во-первых, но можно будет подзарядить, но надо будет двигать положение. Ну-ка, проверю. Ну нет, здесь нормально держится, 54. Вот здесь 17% осталось, надо заряжать. Что я хочу сказать? Вот как раз-таки вот это, то, что я прочитал, можно сопоставить вот с теми делами той партии узбеков, которые хотят внести в Узбекистан новую партию, которая будет там делать им, не знаю, сувкуф, блядь, нахуй, какой-то, блядь, сверхъестественное действие, блядь, будут делать против Мирзияева, и все потом по струнке будут смирно ходить, блядь, потом. Хуй вам, блядь. И вот тут то же самое я сейчас прочитал, из этого, блядь, нахуй его вообще сюда закинули, такую дичь, нахуй. Обычно такую дичь мы постоянно видим, блядь, по узкожопым каналам, которые, блядь, манкурты сами, а сами топят, нахуй, блядь, против Хабирова, а сами манкурты, внутри они хотят в этой пидорасии жить. Это то же самое вот с этими, нахуй, вот эти ВХХ, ПХХ, блядь, вот этими гребаными, нахуй, партиями, всякими, нахуй, и в Узбекистане, да в любой партии, нахуй, мира, блядь, везде, блядь, ну, черт, блядь, хрень. Вы не боретесь, нахуй, блядь, основной, нахуй, проблемой, вы боретесь, блядь, с симптомами, нахуй, как ты сказал, блядь, кидану-ка умное выражение, блядь. Вы боретесь только, блядь, с симптомами, нахуй, этого ебучего ОРЗ, блядь, этот, гриппа, нахуй, этого. Вы не боретесь, нахуй, главарями, так сказать, этой темы, блядь, нахуй. Допустим, Хабиров — это пешка, блядь.
Где его нахуй начало, блядь? Москва, блядь. Почему нахрен мы прослушивать должны или там прочитывать вот такой должны, блядь, эту дичь, вот это жалуется он, блядь, понимаешь ли, Хабиров, блядь, эту хуйню, блядь, внутри, так сказать, Башкортостана, который, блядь, не даст ничего, блядь, кроме Куштау-Байрама, блядь, так сказать, ну, вот Куштау-Байрам я читаю, Куштау-Байрама, блядь, против горы Куштау, блядь, и всякой херни, блядь. Мы увидели, что произошло. Ни хрена ничего не произошло, блядь. Произошло, блядь, херня, и все сидят, блядь. И получается, блядь, вы боретесь с симптомами, нахуй, всего лишь башкортостанского, блядь, нахуй, так сказать, внутренние проблемы, блядь. Это не дает, блядь, нахрен свободы Башкортостану и Татарстану. Ни хрена, понимаете? Внутренние, блядь, болячки, так сказать, оставьте на потом, блядь. Потом их, само собой, и не будет, блин. Когда вы убиваете, получается, систему внутри Москвы, вы как раз-таки лишаете, блядь, права действия, блядь, этих Хабировых, Минихановых сразу одним залпом, нахуй, блядь, всех, блядь. Вот как можно положить всех одним залпом, только одним сносом, блядь, большой матки, нахуй. Матку убираешь, и все будет тишина, красота, блядь, понимаете? А не так, что пиздеть на одном месте и нихуя ничего не делать. Так, что за дичь? Сверху лед, снег чистят. У меня разбито полностью заднее стекло, покорежена крыша. Гудбай, блядь. Америка, блядь. Каравапоклонники уже, прям конкретно пишет, блядь, о чем молчит Маваш и Дивнич. Каравапоклонники уже начинают осваивать снегоуборку в России и мстят русским за поедание говяжьей тушенки, блядь. Понимаете, этот пиздец нахуй, ха-ха. Получается, уже, альпинисты, узбеки, таджики закончились, наверное, и отправили этих индусов, блядь, чистить крышу. И пизда крыши, нахуй. Я недавно тоже где-то я видел такую дичь, блядь, нахуй. Один, нахуй, ломает, блядь, хуяк падает оно, нахуй, на это. В ТикТоке вроде видел. На эту хрень. Воздух, блядь, как это, воздух, земля, воздух, блядь. Кондиционер, блядь, потом второй кусок падает, и третий окончательно падает, и кондиционером вместе летит все в землю, нахуй. И нет у человека кондиционера, блядь. Вот так ломастеры, нахуй, льда, блядь. Ну это же ебанизм, я вам скажу, блядь, нахуй. Ну вот 21 век, еще до сих пор не придумали, блядь, что за хрень, блядь. И помню, блядь, в 2015 году мне один хуй рассказывал, блядь, одну тему, блядь, нахуй, как в Норвегии один, блядь, придумал какую-то дичь, который останавливает как раз-таки вот эту хрень, снег, блядь, останавливает. Лед, вот эту хрень останавливает. И он его, блядь, прям, блядь, его, блядь, прорекламировали, ебаный в рот. Норвежец это придумал, нахуй, блядь, пиздец, патент, импатент, ему все сделали, блядь. Все, он, блядь, запатентовал его, нахуй, что это норвежские технологии, нахуй, блядь, как останавливать снег, блядь. И если в этой пидорасии всю жизнь снег, блядь, почему до сих пор так? Потому что, блядь, рухлядь, нахуй, старая, во-первых, блядь, пятиэтажки, и всякое вот это, даже если мы видим это, что новый дом, блядь, построено все неправильно, через хуй, блядь, через пизду, грубо говоря, строят, блядь. И чтобы этого льда не было, как раз-таки вот этот, блядь, какая-то дичь, придуманная в виде, блядь, какой-то швабры, что ли, я не знаю, что-то какая-то хуйня, он рассказывал, помню. Не знаю, что это было, но я представляю другую тему, чтобы вот этот лед, блядь, не превращался, как раз-таки норвежцы вот эту дичь, какую-то дичь придумали, сдерживание, блядь, нахуй, снега, сдерживание льда или чего-то там, нахуй, чтобы оно, блядь, наверное, я уж не могу сказать, чтобы оно не падало, блядь, вот не падало, нахуй, по бошкам или что-то такое, блядь. И вот они это сделали, блядь, понимаете, блядь, и для них это было ебаный в рот, нахуй, открытие, блядь. А в России, блядь,
Даже не могут, нахуй, придумать за всю эту жизнь, блядь, снежную жизнь, что-то, блядь, чтобы этот гребучий лед, нахуй, не образовывался, во-первых, блядь, не падал и так далее, блядь, нахуй, понимаете, блядь? Вот как-то так, блядь. Я считаю, тут только один вариант есть, блядь, нахуй, что люди, которые, блядь, ну, допустим, да, ведь ставят под крыши, блядь, под такие дома, блядь, нахуй. Я помню, даже я иногда, блядь, куда-то помню, блядь, в Москве куда-то не так поставишь, все, пизда, что-то происходило с машиной. Понимаю, что, блядь, даже с балкона просто люди такие пидорасы были в Москве, блядь, скидывают какую-то хрень, блядь, на твою машину, и бах, нет машин, пол машины, нахуй, блядь. Сверху что-нибудь скинь, блядь, на машину, там, конечно, такой удар идет, блядь, нахуй. Кусок кирпича даже он разъебет машину, блядь. И вот, получается, защиты никакой нету нахрен, ничего нету, блядь. И самое интересное, блядь, нахуй, нахуя, блядь, туда тупых, нахуй, блядь, индусов закидывать на такую работу ответственную, блядь, если, блядь, даже обычные скалолазы, эти вот эти, на крыше, которые этим занимаются, блядь, нахуй, могут это сделать. А, кстати, я вспомнил, где это, блядь, бич была. Скалолазов, я альпинистов увидел. Короче, час, говорит, 5 или 8 тысяч, короче, набираем людей. Кто-то написал в ТикТоке, блядь, вроде бы написал. И туда все узбеки пишут, ака ишка оласызмы, блядь. И все хотели устроиться на работу. Вот они вроде бы работали в Москве, скалолаз, блядь, и он снимает своего напарника, и он говорит, вот мы набираем сюда людей на скалолазание, блядь, на крышам, блядь, в день или в час, нахуй, я так и не помню, 5-8 тысяч, короче, за эту работу, чтобы почистить от льда, блядь, снега, где-то там, блядь, в России, блядь. И налетели на него, как ролик выпустил это, блядь, и сказал, ищем работников. И все налетели, блядь, все, ой, там пиздец, что было, нахуй. Салам брату, короче. Валейкум ассалам. Всем братьям, на в Ютубе эфире. тоже, короче, да? Всем Да. братьям, сестрам, салам. Слава Всем- Украине. Да. Гитлер, Путин капут, хай Джаухар. Давай. Там этот брат, чеченец своего брата. Салам поздоровался. Вот, поэтому как бы, вот понимаете, вот, что, как сказать, блядь, вроде бы, ну, тут уж далеко бегать не надо, блядь, если уж, блядь, на войну, блядь, они мангалы строили, блядь, из раскладушек и всякой, блядь, хуйни, блядь, эти пружинистые бабушкины кровати были же у нас там, блядь, стоят, блядь, ауларда, блядь. Из таких делали они мангалы, нахуй, блядь, на войну, блядь. Ну чё ж, блядь, тут брать, нахуй? Конечно, будет, вот эта вся дичь будет происходить всю жизнь, блядь, нахуй. Падать с крыш все говно, блядь. Почему-то я не наблюдал, блядь, ни в какой стране Европы, блядь, может, я не знаю, снега не видел. Ну, блядь, кстати, видел же в Норвегии, блядь. Но я не видел, чтобы, блядь, кому-то что-то, блядь, с крыши упало им на бошку лед, блядь, понимаете, блядь, нахуй? У них, блядь, мне кажется, блядь, все четко работает, блядь. Не надо, я думаю, это скидывать, блядь, сверху, с крыши, блядь. Конечно, так легко подъехать, с крыши скинуть. А в эту крышу нельзя было, блядь, по уму подвести, блядь, допустим, кран, блядь. Кран и спокойно его как-то снимать, этот лед, блядь. А не ебашить его вниз, нахуй. С хуевой 5-6 этажа, блядь, вниз. Летит, блядь, дичь. Так. Окей, идем дальше. Что творится, блядь? Пиздец. Политолог Дмитрий Орешкин доступно объяснил, что, поддерживая войну и Путина, Россия отказалась от нормальной цивилизованной жизни в стране ради мифа о величии. Проблема лишь в том, что это действительно всего лишь миф. Вообще видели? Область, где даже шоколад прячут, такие кейсы, потому что ценники просто скачут до небес, уже 139 рублей, людей его нуждают воровать, они не могут себе позволить шоколадку гребаную. Точно так же жил Советский Союз. Мы же строили светлое будущее для всех. В магазинах ничего не было, но ничего, зато мы были впереди планеты всей и так далее. И этого было достаточно, чтобы
в течение десятилетий держать страну под контролем. Сейчас то же самое про Путина. Ведь те, кто Путина поддерживает, они уверены, что если его не поддерживать, то придут, растопчут, завоюют, отберут и так далее. В России в 90-е годы все шло немножко не так. Сейчас 6 людей, только 8. Нормальной страной с рыночной экономикой. Мало. А людям Да, днем мало, и прикинь. Путин эту вот сказку предложил подняться с колен, можем повторить и так далее. Вот и думайте. Я вчера только вот как раз по телефонам ходил. Телефоны здесь стоят в такой херне. Но в магазине шоколад лежит пачками, блядь, нахуй. Никому нахуй он не сдался, блядь. Не в коробочках, блядь. В коробочках здесь, в Европе, стоят только техника. Потому что их пиздит по полной, блядь. Поэтому уже они сделали коробочки, блядь. А еда нет. Даже в Норвегии, блядь, было дело, блядь, допустим, если что-то человек украл, допустим, за это даже дело не заводят. Это только в пидорасии заводят, блядь. Если ты голодный и ты хочешь жрать и спиздил с магазина, это нормально здесь в Европе. Ничего не будет тебе, нахуй. В крайнем случае там штраф, блядь. В Германии штраф, блядь. Германия тебе штрафует. Было дело, видел, слышал людей, было дело в Германии, так сказать, алкаши в Германии, русские алкаши воруют водку, потом у них накапливается, да хуя накапливается долгов, блядь, штрафов. И потом в один прекрасный момент их уже, блядь, менты ловят, уже говорят, заебал ты нахуй, давай отдавай долги. И везут их в тюрьму. И он сидит за эти долги, блядь. В день там по 10 евро может, по 20 евро может минусоваться. И вот так и сидишь, короче говоря. И я, как говорится, их тогда и встретил, блядь. Я тоже было дело, блядь, в своих мероприятиях, так сказать, неровно ходил, наверное, блядь. И вот тогда мы разговорились, блядь. Он говорит, и про него кто-то говорил, за что сидишь? Ну, где-то 3 или 5 или там 10 тысяч евро штраф, блядь. А за что? Ну, говорит, водку воровал, блядь. Водку воруют, нахуй, и за это сидит, блядь. Понимаете, вот такая хуйня происходит здесь. Поэтому, исходя от этого, здесь закрываются только на ключ, так сказать, нахуй, техника только. Ну, не вот эта вся хуйня, блядь. Ну, не знаю, в Германии в каком магазине водку воровал. Водку, я не знаю, блядь. Но я здесь что-то, я просто алкоголь не пью, поэтому я не хожу даже по алкогольным ряду. Вот я вижу алкогольный ряд, все, я туда не захожу, иду дальше, блядь. Иду там, где вкусняшки, туда-сюда, вот так, короче. Похуй мне, где что стоит. Но если кто-то есть, наверное, есть, воруют, наверное, такие есть люди, воруют, наверное. Вот обычно узкожопые воруют, блядь, в Германии водку, блядь. Это точно я знаю, блядь. А другие воруют еду, блядь. Нормально люди еду воруют, нахуй, а не, блядь, водку, нахуй. Понимаете, блядь? Так что это как бы здесь нормально, нахуй. Что-то пиздануть, нахуй, это здесь, как сказать, блядь, нахуй. Ну, для людей, которые, блядь, нахуй, не работают или что-то в этом роде делают, блядь, для них это, я думаю, это нормально, блядь. Почему? Потому что государство позволяет, так сказать, к этому доводит государство само, блядь. Почему? Потому что безработность происходит из-за чего? Потому что у людей нет бумаг работать. Нет возможности. Ну, алкаши, понятно, не будут работать, а те, которые хотят работать, им не дают бумаги. И получается вот это хуй, блядь, сыр-бор, блядь, воровство. И это как бы сплошь и рядом. В России СВОшники начали организованно мочить своих командиров и тех, кто над ними издевался в армии. И колония через сайт «Тетрадь смерти». На России пиздец, там, оказывается, появились бывшие СВОшники, которые мстят и убивают своих начальников. Назвали они себя только «Месть». А для финансирования своих операций они используют «Тетрадь смерти», такой сайт, где можно в крипте донатить на разных персонажей, на кубышку и на нейтрализации вот этих типов. И получается, что Человека-месть недавно даже новости публиковали, как они в ноябре минуснули бывшего синовца или синовца, который пытал различных людей на лагере, там, пленных украинских, так понимаю, тоже пытал. Но они его замочили, там, пристрелили, вы уже видосик даже. Вот, ссылочка в описании. Охуеть, да? Так что, ну, как и мне говорили об этом, и говорят до сих пор,
И я вам говорю об этом, поэтому и всегда я говорю, что сейчас вот война как закончится, вернется весь сброд, блядь. Мочилово будет пиздец, нахуй, блядь. Пиздец, я вам скажу. Так что точите, нахуй, шилы точите лучше, не ножи, блядь, не пистолеты. Точите шилы, нахуй. И шило в жопу, нахуй. Всем вот таким, блядь, петухам, блядь, которые вернутся, блядь. Курк-Мастан, блядь, они манкурты все равно. Они вас будут лишать жизни, блядь, и так далее. Поэтому точите шилы, блядь. Делайте шилы, блядь, хорошие шилы, блядь, нахуй. Чтобы конкретно, нахуй, из ржавого гвоздя, нахуй, лучше точите, блядь, сразу. И засовывайте их, нахуй, по самые яйца, так сказать, блядь, нахуй. Только так. Вот таких уебков, нахуй, кончать надо на месте, блядь. Вот и все. Ебашьте, нахуй, всех, блядь, которые вернутся со СВО, блядь. Потому что они вас сами будут мочить, блядь. К этому вы должны быть готовы, блядь. К этому, башкирт татарларга, к вам обращаюсь. Готовьтесь, что эта дичь вернется к вам обратно, блядь. Не то, что там мужиков будут мочить, я прям говорю, блядь, а будут мочить слабых, бухать, отбирать бабки, женщин, бабушек, блядь, всех, вот что будет, начнется, понимаете, по аулам особенно, блядь, нахуй. У нас аулы так и так с водкой, так говорится, забиты, блядь, водяры, блядь, поэтому как бы у нас так и так не тихо было и в прошлом, блядь, а сейчас хуже будет, блядь. Вернется весь сброд, блядь, этот гребаный, тюремный прикол. Так, тут что идет? Так что как-то так. Короче, 23:20, Дуслар. Пиздец, уже время 11:20. Я, наверное, отлучусь. Время уже 5 часов сижу с вами. Потом, если что, посмотрим. Может, выйду, может, на днях выйду тогда. Короче, будем завязывать с этим разговором тогда. На этой почве. Тут новостей до хрена. Так. Вот это прочитаем и, наверное, на этом закроем. Потом, может, я выйду, посмотрим. Может, я туда пойду, потому что у меня сейчас, я чувствую, что интернет у меня сейчас закончится, блядь. В Венесуэле освобождены 626 политзаключенных. А когда у нас это произойдет? Пока только сажают. Власть боится всех, кто с ней не согласен. Да, вот видите. Почему это в Венесуэле это по рукам нужно было, так сказать, нужно было Трампу, это Венесуэла, поэтому он туда зашел, блядь. Понимаете? Вот ему нужно было, это он сделал. А что раньше он этого не делал? Опомнился, блядь, сейчас. Понимаете, блядь? А что ж раньше-то, блядь, американцы не помогали Венесуэле, а держали этого ебучего диктатора, блядь, его Мадуро, блядь. В чем прикол, блядь, здесь? Понимаете? Когда им нужно, они это делают, блядь. Получается, значит, Путин им нужен. Поэтому его не убирают. Понимаете, если бы они хотели бы, давно убрали бы, блядь. Европейцы убрали бы, Англия убрала бы, блядь. Эрдоган мог бы убрать, блядь, если захотел бы. Но никто не убирает, блядь. Потому что он нужен, блядь. Как всегда говорят же, блядь, кто-то должен же управлять этой пидорасией, блядь. Ну, к кому-то же должны обращаться, блядь. Поэтому пока они будут так думать, пока мы будем спать, нахуй. Если мы проснемся, в конце концов, очнемся, блядь, и мы поймем, что хватит уже, блядь, нахуй, играть под дудку Москвы и так далее, блядь, нахуй, то мы сможем вот эту всю систему, блядь, переделать полностью и найти уже какое-то движение, знаете, в нашу сторону. Вот и все. 10% осталось, короче. Так что поэтому, Дуслар, мы с вами посидели, поговорили, размышляйте, думайте, распространяйте, если интересно вам. Как бы, мне самое интересное, чтобы вот эта вся хуйня заходила в Башкортостан, Татарстанга. Другое ничего не волнует меня, по идее. Если так подумать. Азия, это, так сказать, знаете как, из-за того, что я с Узбекистана, да, ведь я постоянно это регионы буду задевать. Почему? Потому что я по крови узбек, и поэтому я это буду говорить. Потому что
Если я не буду говорить, я буду лицемером. Поэтому я буду об этом всегда, наверное, говорить, пока вы не надоедите мне, блядь, своими комментариями, блядь. А так, иншаллах, мы будем вести, само собой, эфиры. Позже, может, я выйду, посмотрим. Завтра что у нас? Понедельник? А у нас каждый день выходной, блядь, какая разница. Вот. Короче говоря, выйду, может, позже, если у меня будет силы, так сказать, выйти. Может, вон туда пойду, блядь. Но туда надо будет одеваться, как в тундру, блядь. Вот так. Такие дела. Короче, будем на связи. А так, может, в ТикТок я выйду в любое время. Но в ТикТок, видите, пользы нету. Нельзя выкачать столько эфира, блядь. Вот 5 часов эфира идет. Так что как-то так. У меня сейчас понедельник. Нихуя себе, 3:24, блядь. Да, у них уже понедельник, блин. Точно, здесь у меня уже еще воскресенье. У меня 23:25. Так что так. Это тот тупой Жиган, рэпер бесталантный. Жиган, я не знаю. Кто такой? Ну, вот так вот. Короче, туганлар, ёбам. Кто был, как говорится, на эфире, всем благодарю. Спасибо. На связи. Мы здесь. Как-нибудь будем еще раз вести эфир, посмотрим. Вот за 5 часов группа, если берет, я посчитал, короче, по 1.20, 1.30 гигов, за 5 часов, наверное, 6 гигов, наверное, сейчас ушло, наверное. Группа 6 гигов, сожрало, короче, гигабайтов, блядь. Вот эти телефоны работают по Wi-Fi, а YouTube не тянет этот гребаный, блядь, Илона Маска Wi-Fi, блядь, ебучий, ихний, блядь. Илона Масковская, блядь, интернет, блядь, не тянет, сука, YouTube, блядь. Не знаю почему. Гребаный, блядь. Так что вот так вот. ТикТок он тянет, другие какие-то движухи тянет, слабые, он музыку слушает, тянет все, а YouTube не тянет. Так что вот так, 3:25. Ну вот, Урал. Башкортостанда и Казахстанда одинаковое время получается. 4 часа разницы со мной. Ну да, в Узбекистане тоже 4 разницы. В Москве, в Казани 2 часа разницы у меня. Вот так вот. Так что, ладно, Исансол, буду закрывать, на связи, потом как-нибудь выйдем. Я чисто интернета пока у меня вот то, что есть, я вышел, потом, если еще посмотрю, проверю, будет, и выйду, короче, иншаллах. Или сегодня, или завтра. На днях выйдем. Крайняк туда пойду, блядь, на корабль, в корабле выйду, блядь. Казань, час 27. Угу. Ну да. Казань, да, 2 часа разница. Так что всем спокойной ночи. Видите, посидели, рано начал, и как бы я еще спать не хочу, я мог бы еще пару часов посидеть. Короче, я выйду позже. Как раз поставлю все телефоны на зарядку и выйду, может, позже, блядь, еще попиздим. Что-нибудь, почитаем новости, что-нибудь. Чисто так, для записи. Давайте, таношоко всем. Хайрле тун. Гута нахт. Гунайт. Эй, блин. На норвежском сказал. Так. Туносун. Таношоко. Хайрле тун по-узбекски, good night, хайрле ахшамлар, кто-то говорил. Короче, давайте. Исансов. На связи. Закрываем, короче, YouTube, потом TikTok.